Тансулпан Гарипова. Буренушка. Роман-эпопея. Авторизованный перевод с башкирского Марселя Гафурова. Часть 3. Отчего соловушки не поется? Глава 1. Хай, 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 хай. Капелла, выстроившаяся в несколько рядов мужчины в черных костюмах поверх белых рубашек, ритмично повторяют одно и то же звукосочетание, настраивает, прочищает голоса. Хай, хай, хай. Смущенная Мадина, стоя за дирижерским пультом, притронулась рукой к лежащей перед ней партитуре. Поэма Хачатуряна. Но не успела она объявить, что исполнит это произведение, как рядом, словно черт из табакерки, возник горбатый профессор. Нельзя. Запрещено. Мадина, чувствуя себя неловко перед устремившим на нее взоры хоровым коллективом, кладет перед собой другую партитуру. Прокофьев. 6-я симфония. И опять не успела она взмахнуть дирижерской палочкой, сердито блеснули казавшиеся за толстыми стеклами очков неестественно большими глаза горбуна. Нельзя. Запрещено. На лбу Мадины выступил пот. Капелла продолжала. Хай, хай, хай. Теперь уж неуверенный голос Мадины прозвучал еле слышно. Увертюра к опере Мурадели «Великая дружба». На сей раз лысый горбун в ярости схватил партитуру, принялся рвать ее и бросать клочья нотной бумаги в лицо Мадины. Ты, Ирназарова, не прочитала постановление ЦК ВКПБ о проявлениях декадентских взглядов советской музыки. На тебе сказалось влияние твоего мужа. Да, да. Врагам народа нет места в нашей консерватории. Мадина, пытаясь защитить лицо, попятилась и, сорвавшись со сцены, полетела в оркестровую яму. Ах! Вскрикнула она и открыла глаза. Понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, где она находится. Обвела взглядом помещение. Узенькая дверь, печь с мерцающим в ней огнем, на укрепленном перед печью шесте сушится какая-то одежда. Бэй, она, оказывается, лежит в караулке на ферме. Мадина приподнялась. Сегодня она дежурная на ферме. Начался отел, доярки поочередно дежурит по ночам, чтобы не случилась какая-нибудь неприятность с коровами. Прилегла отдохнуть, не сбросив с себя шаль и стеганку, и надо же, уснула. Шаль затянулась на шее, душила, а того, видно, и приснился страшный сон, в котором смешались быль и небыль. А где же караульщик, Галяудин? Хорошо, если поглядывал на коров, пока она спала. За дверью послышались шаги. Мадина торопливо спустила ноги с нар, поправила задравшуюся юбку. В караулку, смахивая шапкой налипший на полушубок снег, вошел Галяудин. «Ну, разверзлись небеса», — сказал он возбужденно. «Мадина, никак ты не поспала?» «Поспала. Только что проснулась. Пойду на коров взгляну». «Да я как раз оттуда. Как там моя буренушка? Жвачку жует?» «Вроде бы. Но через часок-другой, может быть, отлиться. Ой, схожу все же. Погоди, не спеши. Я в горячую залу картошку закопал, должно быть, уже испеклась. Вот и чай вскипел». Крышка медного чайника, стоявшего в печи возле жарких углей, дребезжала, выпуская пар. Галяудин поставил на стол, сколоченный из неструганных досок, 2 кружки, достал щипцами из печи несколько картофелин. «Ух, горячая! Давай-ка сними свою стеганку, пусть тело отдохнет, и садись к столу. Такую вкуснятину твоим московским профессорам, наверно, и пробовать не доводилось. Айда, айда». Мадина разломила пыхнувшую парком картофельну, но не сразу приступила к еде, сидела вялая после сна. В ушах у нее все еще звучало ритмичное «хай, хай, хай», только казалось теперь, что звуки эти исходят от окрестных гор и скал, от стоящих там столетних деревьев. «Галяудиновой, как думаешь, не начнется буран?» — спросила она. «Да нет. Просто снег идет. Тихий снегопад». Его ответ не успокоил Мадину. У нее был чуткий ко всяким звукам слух, но не столько слухом, сколько сердцем она, казалось, улавливала гул надвигавшейся откуда-то издалека непогоды. «Сколько, интересно, подвод сегодня за сеном пошлют?» «Не знаю. Как Саев скажет.
Увлеченный печеной картошкой Галяудин не обратил внимания на тревогу в голосе Мадины. «Пойду-ка я в коровник. Когда придет Саев, скажу, что надо на ферме сеном запастись. Чувствую, буран разразится. И надолго. Да не печалься ты. Ничего с колхозным скотом не случится. Не дадут ему пропасть, найдут выход», — ответил Галяудин безмятежно. В это время тереклинцы досматривали предрассветные сны. Лишь в 5-6 домах, где живут доярки и скотники, горел свет. Работники фермы поднимаются раньше всех. Уже к середине зимы дома в ауле наполовину занесло снегом, а самые низкие строения завалило по самые крыши. Иногда в просвете между тяжелыми, навевающими тревогу тучами, показывалась луна, освещала объятое сном селение, и тогда с возвышенности, на которой расположена ферма, оно было видно как на ладони. Когда луна в очередной раз выглянула на минутку из-за клубящихся туч, Мадина высмотрела свою избу. В обращенном в сторону фермы окошке мелькнул свет. Должно быть, Магинурина решила развести огонь в очаге, согреть остывшую избу, чтобы не озяб Дауд. Когда рядом с ним Магинуриной, за сына Мадина может не беспокоиться. Единственное, что ее сейчас тревожило, это положение на ферме. Засветились и окна дома Мирхайдарова. Он тоже встает рано. Несаев, так председатель уж точно должен позаботиться насчет запаса кормов на случай затяжного бурана, подумала Мадина. У входа в темный коровник она нащупала в кармане стеганки спички. Надо скорее зажечь фонарь, висящий в тамбуре, и оглядеть коров. Если какая-нибудь из них съест, отелившись, послед, молока у нее, говорят, не будет. Снегопад внезапно прекратился, но тревога в душе Мадины не унималась. По ночам Ихсанбая стали мучить бессонница и неизбежные при этом мрачные мысли. Появляться на людях, вызывая своим видом отвращение, он боялся, поэтому отсыпался днем. Не позволял Раузе открывать ставни. Так он чувствовал себя в какой-то мере защищенным от внешнего мира. Когда-то мать говорила ему, что на плечах каждого человека сидят 2 ангела-хранителя. Но ангелы Ихсанбая оказались слабоватыми. Не уберегли его от ошибок, обернувшихся в конце концов леденящим душу страхом. Он попытался спастись от страха бегством и дорого за это заплатил, теперь и человеком-то его можно назвать лишь с большой натяжкой. И рядом нет никого, кто мог бы утешить его, помог обрести душевный покой. Рауза, чистая сорока, готова каждому встречному настрекотать, как им живется. Прогнал бы ее Ихсанбай, да боится остаться в полном одиночестве, к тому же без добровольной прислуги. Да, смутен душевный мир Ихсанбая. И в стране происходит что-то неладное, привычный порядок нарушился. При Сталине кружили над головой коршуны, хватая то того, то этого, зато дисциплина была крепкая. Государство выпалывало, как сорную траву, людей, сомневающихся в правильности избранного пути, в основном, образованных, прихватывало при этом и ни в чем не повинных, а таких, как Ихсанбай, пусть и невежественных, но знающих свое дело недоучек не трогало. Правда, и на него приезжавшие из района начальники точили зубы, однако Ихсанбай расстилал перед ними бумагу с показателями по сельсовету, и его оставляли в покое. Он вызнавал показатели по другим сельсоветам, сопоставлял со своими и любой ценой добивался, чтобы его сельсовет выглядел чуть лучше остальных, это спасало его от многих бед. Теперь вот поставили во главе правительства страны какого-то Маленкова. Одни лишь клички прежних вождей, Ленин, Сталин, вызывали трепет. А фамилия этого бедняги прямо-таки кричит, что человек он маленький. Неподходящая она для руководителя великого государства. Не выйдет у Маленкова ничего, сменит его кто-нибудь другой. Но кто? Народ в России привык к крепкой узде, ему нужен волевой, сильный предводитель с твердой рукой. Недоволен Ихсанбай и тереклинскими руководителями. Что представляет из себя Мирхайдаров? Был школьным учителем, так и оставался бы им. Став председателем колхоза, не отрешился он от своих учительских пристрастий. Кто красиво говорит, того и слушает, поддерживает, хвалит.
Отдельный человек обычно немногословен, красноречием особо не блистает. Ты, если не глуп, поинтересуйся сначала, какие у человека показатели, только после этого возвышай его, хвали. Так нет же, ошибочную линию ведет Азат. Директор школы Сантимир Аглиевич Мирхайдаров был намного сильнее председателя колхоза Азата Аглиевича Мирхайдарова. Хотя это одно и то же лицо. Должно быть, имя Сантимир, которым нарек Мирхайдарова мулла, придавало ему больше сил. В свидетельстве о рождении он значился Азатом 19, так записал его принявший сторону красных отец. Неузаконенное имя, зафиксированное в метрике, Мирхайдаров сменил уже в зрелом возрасте. Колхоз под его руководством топчется на месте, как заболевшая вертячка овца, хотя МТС предоставляет теперь хозяйству мощную технику, тракторы и комбайны. Эх, распоряжайся ими Ихсанбай, распахал бы и засеял все окрестные залежные земли. Кинув всех на выращивание овощей и фруктов, над торговлю ими, сказочно обогатил бы колхоз. В Теряклых до сих пор нет электричества. Срамота. Нет приличных хранилищ даже для получаемого в нынешних условиях урожая. В свое время был в колхозе тайный амбар, скрываемый от районного начальства. Убедила Ишмухамита в его необходимости Ихсанбай. Сильно, конечно, рисковали, припрятывая часть зерна, зато весной не ходили с протянутой рукой, выпрашивая семена у районных властей. В любом деле нужны смекалка и предприимчивость. Во время войны многих тереклинцев спасла от голодной смерти их богатая рыба-речка. Запрудить бы ее сейчас, заняться рыбоводством, и, пожалуйста, превращай дармовое богатство в деньги. Поделиться, что ли, этими соображениями с Мирхайдаровым? Нет, не поймет он Ихсанбая. Ответит любимым интеллигентским словечком: утопия. Нет у Азата хозяйской хватки, да и откуда взяться выходцы из бедняцкого сословия качеству, которое должно быть в крови, вырабатывалось и передавалось по наследству лишь в состоятельных семьях. Не скоро еще пришедшие ныне к власти люди, кичащиеся своим происхождением из бедняков, станут настоящими хозяевами. Как говорится, пока же ребенка превратишь в коня, сам превратишься в собаку. Так и тут. От этих мыслей над душой Ихсанбая стало еще муторней. Захотелось выпить. На выпивке на дне большой аптечной бутыли, хранимой в подполе, осталось совсем немного. Происхождение этой бутыли – одна из тайн Ихсанбая. Зарубив корову Мадины, он нажил себе уйму хлопот. Когда освежевал тушу и срезал мясо с костей, оказалось его, пожалуй, центнера 2. Кости и всякие прочие отходы закопал ночью на дальнем конце огорода, а как с мясом быть? На дворе разгорается лето, ледника в погребе нет. Как скрыть его от посторонних глаз и уберечь от порчи? Но выход нашелся. Башкиры издревле вялили мясо впрок. Дело не очень хитрое. Ихсанбай развесил куски мяса на чердаке дома, устроил там сквознячок. Благо, мухи к этому времени еще не успели расплодиться. Мясо хорошо завялилось. После этого пришло Ихсанбаю на ум, что часть добычи надо сбыть с выгодой для себя. И тут помогла ему смекалка. Отправился в деревню Казанку, навестил там мужика, которого знал по прежним временам как заядлого самогонщика, рассказал ему по секрету байку: я, мол, завалил в лесу Сахатова, мясо завялил, есть теперь закуска, да выпивки нет, давай совершим сделку, я тебе, хоть пуд, хоть 2, хоть 3 вяленой лосятины, ты мне, самогон. Выложил для пробы кусок этой самой лосятины. Мужик налил по стакану своей продукции, выпили-закусили. Закуска казанцу понравилась, предложение принял и сам вызвался отвезти Ихсанбая домой с бутылью самогона, а от него уехал с 2 мешками вяленого мяса. Условились, что оба насчет сделки и будут помалкивать. Взяв на себя хозяйство Ихсанбая, Рауза обнаружила его приобретение и, конечно, поинтересовалась, откуда у него взялось столько выпивки. Пришлось рыкнуть на нее, чтобы не совала нос куда не надо и держала язык за зубами. «Твое дело, только наливать мне, когда захочется выпить», — сказал Ихсанбай и на этом поставил точку. Вот и сейчас он решил окликнуть ее,
чтобы слазила в попыл за самогоном. Рауза, спавшая в передней комнате, не отозвалась. Ну и здорово дрыхнуть. Засунь ее в медвежью берлогу, так на всю зиму идет в спячку. Жена крикнула Ихсанбай повторно. На сей раз его голос прозвучал басовито, сипа-хрипа в нем вроде бы поубавилось. «А?» Рауза поднялась, заскрипели доски ее лежанки. «А так, это ты, Иш-Мухаммед? Мне снилось, будто я в сельсовете собираюсь затопить печь». Потянулась к вьюшке, а этот племенной жеребец Ихсанбай хватит меня сзади за талию. «Ладно, придержи язык. Я не старуха, чтобы сны твои выслушивать. Слазай в попел, достань мне. Ах, там, наверно, уже нет, не бездонный колодец. Сказано тебе, слазай». Угрожающий, как шипение змеи, голос Ихсанбая заставил Раузу вздрогнуть. «Сейчас». Рауза зажгла лампу, открыла лаз и проворно, как барсук, нырнувший в свою нору, скрылась в попеле. Вылезла оттуда, перелив остаток самогона из бутыли в ковш, поставила перед сидевшим в подштаниках, спустив ноги на пол, Ихсанбаем и тут же легла на свое место, закуталась с головой в лоскутное одеяло. В доме было прохладно. Рауза, хлебнув шайтановой слюны, Ихсанбай несколько успокоился и голос у него подобрел. «Чего еще? Мир Хайдаров тебя об мне не раз спрашивал. Только и забот у него, что о тебе думать». Ихсанбаю захотелось поговорить, и он, хотя и почувствовал, что у Раузы такого желания нет, продолжал допытываться. «А народ? У тех, кто приходит ко мне в лавку, на уме покупки, а не ты. Заважничала ты, что ли? Грубишь, толком со мной не разговариваешь? Ай, Аллах мой! Кому охота разговаривать среди ночи, когда самое время спать? Ты-то можешь просидеть всю ночь, как сыч, и отоспаться днем, а мне с утра на работу. Не камни там ворочаешь. Ну и что же, что не камни? Работа у меня умственная, весь аул, считай, от меня зависит. Ладно, уж и слова тебе не скажи. О чем еще я хотел спросить? Да, корова Мадины так и не нашлась? Какое тебе дело до коровы Мадины? Не то что корова, люди, как иголка, угодившие в щель в полу, пропадают. Старуха Фаузия, Ихсанбай, Сабили, Зарифа, братишки опять же Мадины. Одно дело, кабы о них, раз не спится, думал, а то, корова. Ну, хватит, разозлился Ихсанбай. Умолкни. Хватит так хватит. Рауза умолкла и вскоре засопела, засыпая. Лампа в это время замигала и погасла, керосин в ней кончился. В доме стало темно, как в пещере. Ихсанбай провел рукой по своей подстилке. Войлок. А там, в пещере, он спал на шкурах. И стены там, обтянуты шкурами, хранили тепло, исходившее из чувала. С одной стороны, было в пещере тихо и спокойно, с другой. Ихсанбай встал, в темноте добрался до печи, открыл вьюшку, закурил. Торопливо затягиваясь, почувствовал озноб. Казалось, не тело, сердце у него озябло. «Тьма в доме кромешная, как в могиле», — подумал он. «И от самой жизни веет могильным холодом. На кой черт нужна такая жизнь, что в ней его удерживает? Может быть, мечта о Мадине? У нее сейчас трудная пора, то ли дождется мужа, то ли нет. Отец в тюрьме. Если бы он, Ихсанбай, не покалечился так. Впрочем, Мадина ведь уже не девочка-недотрога, а женщина, познавшая мужчину, ее плоть тоже, должно быть, своего требует. Зааркани женщину, овладеешь ею разок и все, она твоя. Лучше бы вместо того, чтобы ломать голову над проблемами колхоза, пропадя он пропадом, хорошенько обдумал это. Ихсанбай, забыв закрыть вьюшку, допил оставшийся в ковше самогон и свалился на свою постель. В печной трубе завывал ветер, было похоже это на волчий вой. Ихсанбаю вдруг вспомнилась Кукбури. Вот ее не хватает ему, что ли? Охраняя его она, возможно, спал бы спокойно. С очередной сессии райсовета Камалединов вынес лишь головную боль. С докладом о мерах по обеспечению сохранности скота и приплода в зимний период, повышению продуктивности животноводства на сессии выступил главный зоотехник района.
Все в докладе было сказано вроде бы верно. Кормов заготовили достаточно, скотоводческие помещения утеплены, работниками фермы укомплектованы. Почему же надоим молока низкие, молодняк гибнет, животные, поставленные на откорм, не достигают к моменту сдачи на мясокомбинат должного веса и упитанности? Причину такого положения не только в районе, но, пожалуй, и во всей стране аналитики видят в отсутствии у колхозников личной заинтересованности в высоких результатах труда. Добросовестно ли работает человек, спустя ли рукава, ощутимой разницы в заработках нет, одинаково живет бедно. Для морального хотя бы поощрения старательных работников Камалединов добился учреждения во всех колхозах досок почета, портреты лучших колхозников вывешиваются и перед райкомом партия, а показатели в хозяйствах все те же. Увидев у входа в райком Тереклинского председателя, Камалединов оживился. «Ага, ты, оказывается, еще не уехал. Айда заходи, поговорим». Мирхайдаров, поджидавший Камалединова, обрадовался. Раз уж приехал, сам хотел напроситься. Камалединову показалось забавным, что Мирхайдаров оглядел его кабинет, будто попал в него впервые. «Что-нибудь тут у меня переменилось. Сейчас переменным особо удивляться не приходится. Был Маленков, теперь Хрущев всплыл. Смотрю, не сменился ли в кабинете портрет. Уж и не знаю, Азатаглиевич, что тебе по этому поводу сказать?» Маленков начал неплохо. Порадовал народ, выкинув на прилавки товары из госрезервов. Заговорили при нем о материальном стимулировании труда крестьян. А то ведь одними лишь словами да бумагами поощряли. Но вот и в работе Маленкова будто бы обнаружили ошибки. Что ни день, то новость. Однако давай спустимся из высоких сфер на землю. Что-то и у вас в колхозе не видно подвижек в лучшую сторону. В чем дело? Откровенно говоря, устал я. Отпустите меня из председателей. Ну, если уж и ты так настроен, на кого мне надеяться? Я же учитель. В школе был на своем месте. Оттащить колхоз селенок маловато. До сих пор охов-вздохов слышать от тебя не доводилось. Возраст, должно быть, дает знать о себе. Есть фронтовики помоложе, пусть они попробуют. Это не мне решать. Что колхозники скажут. А пока объясни, почему вас надои резко снизились. Многие коровы в запуске. А может, доярки скотники работают с линцой? Нет, упрекнуть их в этом не могу. Как там Адина? Она приняла группу первотелок и намаялась с ними летом. Намаялась, говоришь? Как было не намаяться? Первотелок надо к дойке приучить, а тут еще жара, оводы, слепня, мухи. И отец ее не вернулся. Странноватый он человек, но вреда никому не причинял. И все-таки посадили его. Гибель тех мальчинок-близнецов на него свалили, что ли? Камалединов на вопрос не ответил. Попытался он выручить отца Мадины, но его власти для этого не хватило. Слишком большую силу обрели карательные органы при Сталине, можно сказать, встали над партией, по меньшей мере, над ее низовыми звеньями. Хотя НКВД преобразовали в два министерства, внутренних дел и госбезопасности, методы дознания в них сохранились прежние. Если уж кто-то угодил в их сеть, пусть даже безвинный, считай, легким испугом не отделается. Могут подвести под срок и под расстрел. Не зря следователь зловеще шутит, был бы человек, статья для него найдется. Не дождавшись ответа, Мирхайдаров вздохнул и сменил тему разговора. «Давно уж ты, Айб Газизович, у нас не показывался. Если приедет большой начальник и поговорит с народом, он начинает пошевеливаться усердней». Камалединов полистал настольный календарь. Дату колхозного отчетно-выборного собрания не изменили. «Приеду на собрание. Но с условием, чтоб насчет ухода с поста председателя я от тебя больше не слышал». Мирхайдаров тяжело поднялся с места. Оставалось только поднести руку к виску и ответить: «Слушаюсь, товарищ генерал». Но вместо этого он сказал: «На улице метет». Как бы буран не разыгрался. Камалединов тоже встал и, прощаясь, полушутливо предупредил:
На улучшение показателей колхоза даю тебе, Азат Аглиевич, месяц. Аюп Газизович в самом деле давно не появлялся в Теряклах, и причиной тому была Мадина. Он часто думал о ней, носил это короткое, и 6 букв, имя в сердце, и оно вызывало то радость, то грусть. Упоминание о Мадине в разговоре с Мирхайдаровым приподняло настроение Аюпа Газизовича, но тут же он снова загрустил. Ну почему свое неожиданно вспыхнувшее чувство он должен держать за 7 замками, жить, борясь с самим собой, отказываться от поездки в Терякло из опасения встретиться с Мадиной? Да, она, жена его друга, и он не собирается открыться ей, просто любит ее, и с этим ничего не поделаешь. Любит, как никого еще не любил. А дочку? Разве маленькая Флорида для него не дороже кого бы то ни было? Ты, Аюп, сходишь с ума, сказал он сам себе. Сел, вернувшись за свой стол, зажал голову руками, простонал. Человек ты, товарищ Камалединов, или не человек? После того, как Малика трижды побывала с дочкой у старухи-знахарки, Флорида повеселела, подтянулась к игрушкам, хорошо кушала. Щечки у нее разрумянились, в глазах вспыхивали шаловливые искорки. Только вот попыток заговорить она не делала, и это тревожило Малику. Сынок Лукмана Талиповича и Рашида тарутарит безумолку, а ее девочка молчит. Поделилась бы тревогой с мужем, да боится, что он вспылит. Хлопнула входная дверь. Ага, вот и он сам. Малика торопливо вспушила волосы, чуточку надушила их стоявшей на комоде красной Москвой и, напустив на лицо улыбку, вышла в переднюю комнату. Оказывается, папочка наш пришел, а я. Ужин готов? Ой, Аюпушка, когда же твоя жена встречала тебя без готового обеда или ужина? Вот и хорошо. Пока муж мыл руки, Малика принесла тщательно отглаженное полотенце. Старание жены угодить ему не осталось незамеченным, Аюп коснулся губами ее душистых волос. Стосковавшейся по ласке Малике хватило и этого. Она приникла выпиравшими из-под халата грудями груди мужа, привстав на цыпочки, поцеловала его в подобревшие глаза. «Рано ты сегодня. Как это тебе удалось вырваться, Флорида?» Она спит. Потеплевшее было отношение между мужем и женой дальнейшего развития не получили, причиной тому стали слова Аюпа. Сессия прошла напряженно. Дела в хозяйствах не ладятся. Да еще Мирхайдаров в отставку просится. Придется съездить в Теряклы. Должно быть, глянув поверх головы Малики в зеркало, висящее на стене, он добавил. Волосы у меня, оказывается, сильно отросли. Малика отстранилась от него. Холодок в его голосе остудил ее и вызвал смутное подозрение. Неожиданно для нее сам и вырвался вопрос. Не замечал, что волосы отросли, чуть ли не до пояса, пока не собрался съездить в Теряклы? Аюп, прищурив глаза, глянул на нее из-под густых, вскинувшихся, как крылья ласточки, бровей, вздохнул и направился к столу. «Налей мне супу. Сейчас». Опасаясь еще сильнее рассердить мужа, Малика больше ничего не сказала. Взяв тряпку, предназначенную для того, чтобы вытирать пыль, ушла в дальнюю комнату. Вернулась, услышав, что муж отодвинул опустевшую тарелку. «Слушай», — сказала она, наливая ему чай, — «пока есть кому присмотреть за ребенком, то есть пока ты дома, схожу-ка я на Кривую улицу, ладно?» «Зачем?» «Во-первых, надо отблагодарить старуху. Во-вторых, посоветоваться. Сын Лукмана Талиповича Абубакир давно уж вовсю разговаривает, а наша дочка ни слова еще не произнесла, хотя пора уж. А почему в больнице не проконсультироваться?» А у нее умоляюще протянула Малика. «Сколько мы к врачам обращались, когда ее мучила бессонница, а толку?» «Да, это так. Ладно. Может, машину вызвать?» У райкома была теперь легковая машина. «Нет-нет», — возразила Малика. «Мне ведь тоже надо немного свежим воздухом подышать». Когда за женой захлопнулась дверь, Аюп вздохнул облегченно. Пройдя в дальнюю комнату, постоял возле спящей Флориды, затем устроился в кресле с газетой в руках. Однако скользил взглядом по газетным строчкам, не улавливая их смысла. В душе,
жаждавший встречи с любимой женщиной, вновь взвихрились противоречивые чувства. Представала перед глазами Мадина, то удушевленная, со счастливым лицом, какой ее увидел в Москве, то уверенно сидевшая в седле на Саврасом. У нее на шее, как раз над верхней застежкой платья есть, кажется, маленькая круглая родинка. А может быть и нет, просто причудилось ему. Вот родинку на лице он точно помнит. Чтобы избавиться от этого наваждения, переключить мысли на что-нибудь другое, Аюб встал, подошел к окну. На улице кружились крупные хлопья снега. Буран может разыграться. Потянули в хозяйствах стога к фермам, нет ли. С наступлением зимы Фаузия погрузилась в чтение книг, оставшихся от Муглифа. Хорошо, что в детстве, благодаря бабушке, нанявшей мугалимов, она овладела арабским языком и фарси. В беспокойную пору жизни в Теряклах многое выветрилось из ее памяти, но знания, полученные в детстве, оказывается, не забываются. Удивляется Фаузия, как Муглифе удалось собрать столько старинных книг и сохранить их. В одной из них она прочитала надпись: «Дорогая моя, милости Аллаха безграничны. Память у тебя цепкая, ум светлый. Надеюсь, идя по пути, пройденному мной, ты вбеешь в сердце наставление этой книги и передашь ее пришедшей в этот мир после тебя девочке». Эти слова, казалось, были обращены непосредственно к ней, но имелось в виду, конечно же, не она. А кто? Фаузия задумалась. Чтобы хотя бы приблизительно представить себе, кому адресована надпись в книге, надо было тихонечко размотать клубок памяти, поплавать мысленно в житейском море, поглотившем множество судеб, жизней, переживаний. За окном скрипнула калитка, тронутый то ли ветром, то ли человеком. Собаки не залаяли, должно быть, умотали куда-то. Решив проверить, не пришел ли к ней кто-нибудь, Фаузия, на ходу сунув ноги в кожаные галоши, вышла в сеня, толкнула, сдвинув щеколду, дверь, запертую с тем, чтобы не распахнул ее ветер. «Ах, Малика, это ты, дочка? Я, Иной. Вот опять я у твоей двери. Заходи». На тот дверь, чтобы в нее входили-выходили. Войдя в дом, модно одетая ханум принялась выкладывать из сумки на нары гостинца. Ну навалила. «Кто тут столько съест?» — проворчала старуха. «Зима долго, на холоде продукты не испортятся». «Что верно, то верно. Раздевайся, садись, рассказывай». Пока Малика раздумывала, с чего начать разговор, старуха, пробормотав краткую молитву, взяла в руки небольшой кисет и высыпала из него на палас какие-то камешки. «Что это, Иной?» «Камешки для гадания». Возникла у меня одна мысль, проверю ее достоверность. «Мысль? Насчет меня? Потерпи». У Фаузии, видимо, не хватило духу сразу выложить то, что ей открылось или пришло на ум при ворожбе. Ни одна она, оказывается, обижена немилосердной судьбой, чего только не пережила сидящая перед ней сравнительно молодая женщина, и сколько еще предстоит ей пережить. «Давай-ка, дочка, чайку попьем», — сказала Фаузия. «Самовар у меня горячий, лишь немного приглушила, оживлю угле, и он сейчас же запот». Старуха быстренько унесла самовар в сеня, а Малика, не зная что и подумать, застыла, сидя на краешке нар. Сидеть бы ей и сидеть бездумно, подобно каменным статуям в Сибири, где она родилась. Стоят те статуи, уставившись в небо незрячими глазами, и ничего им не нужно, ничто их не волнует. Наука утверждает, что человек произошел от обезьяны. Удивляет это Малику, если утверждение ученых верно, то почему древняя статуя схожа с людьми, а не с обезьянами? Она часто думала об этом, когда была беременна, и тревожилась, как бы ее ребенку не передался облик тех далеких предков, а то родишь обезьянку людям на смех, себе на горе. Но родилась у нее красивая, как куколка, девочка, только вот хлопот с ней. О чем задумалась, дочка? Вернувшаяся из сеней старуха разослала на нарах скатерть, поставила на нее поднос, на поднос, самовар и принялась расставлять посуду для чаепития. Я, Иной, часто думаю, откуда на Земле взялись люди. Ученые пишут,
что человек произошел от обезьяны. От обезьяны? Старуха, прикрыв рот уголком платка, хохотнула. Я ничего насчет этого не слышала. Одно могу сказать, многие науки ныне ложны. Самая древняя на свете книга Искигахит. Ни о каких обезьянах не говорится, а сказано, что отец рода человеческого – Адам, мать – Ева. Дожив до преклонных лет, я ни разу не видела, чтобы, например, корова превратилась в лошадь, а лошадь – в корову. А вот невежество порождается неведением, люди не читают древние книги, это на руку правителям, невежественным народом управлять проще. Мне мое прилит читать больше, но я все равно мало что знаю. А ты такая умная, Инны. Я родом из Сибири, там, помню, тоже были знахарки вроде тебя. Фаузия усмехнулась. Таких старух в любом краю немало. Ты пей-ка чай и ешь, не стесняйся. Моя бабушка говорила, кто поест свои гостинцы, у того жизнь будет долгой. Спасибо, Инны. Я чувствую себя здесь одинокой. Как поговорю с тобой, на душе становится легче. Издалека, значит, приехала ты в наши края. А ведь тебе, детка, предстоит снова проделать этот путь. Снова? Но там же у меня никого из близких теперь не осталось. Малика растерянно уставилась в темные глаза старухи. Выпей-ка чай, а то остынет. Я добавила к заварке и успокоительную травку. Я уже успокоилась. Говори, Инны, я все выдержу, ради Флориды. Сказано в старых книгах, человек не ляжет в могилу, пока не познает все, что ему предначертано. А тебя еще многое ждет впереди. Малика перевела взгляд со старухи на начищенный до зеркального блеска самовар, увидела свое искаженное отражение, вытянутое лицо, расширившиеся глаза и, стараясь подавить волнение, приготовилась выслушать прорицание знахарки. Небо как будто прохудилось, валил и валил снег. Передав насосавшегося досыта ребенка названной матери, Мадина потянулась к своей стеганке. Магинур глянула на нее удивленно. «Уже уходишь? Рано ведь еще на вечернюю дойку. Пойду-ка, душа у меня не на месте». Все трактора, оказывается, отправили на лесозаготовку, сумеют подвести сено на санях под такому снегу, нет ли? Аллах мой, чем же будете кормить столько скота, если запас на ферме кончится? Поэтому я и беспокоюсь. Если задержусь там надолго, накорми Даута кашей. Мадина еще издали углядела своих первотелок. Несмотря на снегопад, все стадо стояло на выгулочной площадке, коровы других доярок, в разброд, а подопечные Мадины, сбившись в ожидание хозяйки, в кучу. Едва увидят скотинушки вдали ее белую пуховую шаль, начинают мычать, нетерпеливо теснятся у ворот площадки, а когда она подойдет, буренушка норовит лизнуть ее в лицо. Нелегко далась Мадине эта взаимная привязанность. Раздаивать группу первотелок, взять на себя тяжелую обузу не каждая доярка согласится, а Мадина согласилась потому, собственно, что ничего другого ей на ферме и не предложили. Ну, пока скот содержали в коровнике, еще куда ни шло, лишь легнули ее пару раз нервные подопечные, настоящая маята началась после перевода стада в летний лагерь. Показали ей там первотелки, почем фунт лиха. Чего только не выкидывала лижущая теперь ее лицо буренушка. Даже самые смирные первотелки с появлением кровососущих насекомых взбеленились. Взбрыкивали, легались, не давали выдать молоко до конца. Буренушка возвращалась с пастбища в летний загон во главе стада, но Мадина доила ее, если это удавалось, самой последней своей группы. Пока она управлялась с остальными первотелками, взбалмошная буренушка следила краем глаза за ее действиями, возможно, раздумывая, чтобы такое еще выкинуть. Сейчас положение изменилось. Загнав группу в коровник и разложив по кормушкам соль, Мадина в первую очередь подошла с подойником к буренушке. У нее молока много, ждет дойки с нетерпением. Она теперь послушна, любит ласку и сама ласкова. Когда из ее податливых сосков белыми нитями заструилось молоко и в подойнике зазвучала своеобразная, радующая слух музыка, Мадина, действуя уже машинально,
предалась воспоминаниям о пережитом в летнем лагере. Другие доярки уже закончили дойку, готовили ужин, по загону разносился от костра горьковатый дым, а хлопотам Мадины еще конца не было видно. К ней подходили товарки, предлагали помощь, но разве же своенравные первотелки подпустят их к себе? И Мадине-то, уже не первый день работающей с ними, удается выдать у иной лишь половину набравшегося в имении молока. Наконец, очередь дошла до Буренушки. «Ну, красавица моя, постой спокойно». Мадина погладила ее по шее, затем, поглаживая бок, передвинулась к имении, подставила под него подойник, опустилась на корточки, протянула руки к набухшим соскам. Но тут ветер изменил направление, дым отнесло в сторону, на Буренушку, видимо, налетели какие-то насекомые, и она дернулась, ударом копыта отбросила подойник. «Ай, скотинушка, да чего же ты нетерпеливая?» Один из пастухов, молча наблюдавших за тем, как мается Мадина, посоветовал наложить на задние ноги Буренушки путы. Она не согласилась. Если корова привыкнет к путам, хлопот с ней добавится и характер у нее может совсем испортиться, надо приучить ее к нормальной дойке. Пастухи, чтобы разогнать кровососущую нечисть, разожгли 3 дымных костерка. Мадина снова подошла к Буренушке. «Потерпи, пожалуйста. Тебе же, глупенькая, самой будет плохо, если не подаю». У Буренушки, конечно же, болит разбухшее вымя. У раздойных коров в таких случаях молоко само по себе брызжет из сосков, а у этой молочные каналы еще не раскрылись как следует. Мадина опять присела, теперь уже решительно обеими руками взялась за соски. Взмолилась мысленно: «Господи, помоги!» Если действовать быстро. Но и на этот раз постигла ее неудачи. Буренка, вздрогнув, хлестнула хвостом по лицу Мадины. «Стой спокойно!» — жестко приказала она. Нет, не послушалась Буренушка. Шарахнула копытом по подойнику и отошла в сторонку. «Попробуй положить перед ней какой-нибудь корм», — посоветовал один из пастухов. «А что я положу? Есть, правда, у меня немного муки, болтушку ей, что ли, сделать?» «Ага. Потом она каждый день будет ждать болтушку. Не сможешь ты ее раздоить. От таких первотелок доярки обычно отказываются». «Да как же я от нее откажусь?» Мадина переводила взгляд то на стоявшую в сторонке первотелку, то на пастухов. «Кто ее возьмет? А надо сдать ее на мясо. Так ей и надо. Нет уж. Вот увидите, Буренушка станет самой удоистой коровой в моей группе. Она из потомства Бильдиш, которую отняли у нас во время войны. Ну раз так, мучайся с ней, а мы не можем торчать тут всю ночь из-за этой твари». В тот вечер подать Буренушку так и не удалось. Наутро объявил Сисаев, распорядился: «Привяжите ее крепко к столбу, наложите путы и на передние, и на задние ноги, пусть попробует тогда поортачиться. А потом все время дайте ее так». Мадина испугалась за свою подопечную, пропадет скотинушка. Решила предпринять еще одну попытку подоить ее не связывая. Направилась к Буренушке с ломтем хлеба в руке. «На хлебушка, постой уж спокойно, а то погибнешь, детка». Корова сделала пару шагов ей навстречу, мыкнула, уловив запах хлеба, и охотно приняла гостиниц. Но едва Мадина прикоснулась к ее распухшему вымени, как получила удар чугунной крепости копытом в грудь. В глазах у нее вспыхнули искры, затем мир объяла тьма. Очнулась Мадина в шалаше. Рядом столпились доярки. Мадина попыталась привстать, но боль в груди не позволила. Закашлялась и выхаркнула кровь. «Что со мной? Буренушку не подоили? Да кому же она поддастся? Ушла со стада на пастбище». «Не переживай, такое, когда раздаиваешь первотелок, частенько случается». Пожилая доярка Шамсину подсунула руку под голову Мадины, чуть приподняла ее. «На-ка, выпей травяной отвар. Пей, все выпей». Хотя снова в грудь резанула острая боль, Мадина выпила. Тут же ее затошнило. «Тазик дайте. Вырвет сейчас». Поднесли латунный тазик. Изо рта Мадины хлынул в него выпитый отвар со сгустками крови.
Давай еще, еще. Чтобы болезнь не осталась в тебе. Мадине стало легче. Шамсинур опустила ее голову на подушку. Теперь полежи спокойно, не двигайся. Маленько погодя смажу тебе грудь целебной мазью, есть у меня. Пей этот отвар, больше не затошнит. Ты молодая, скоро поправишься. Да, яркие ушли. Мадина лежала, разглядывая каркаш и лоша. На жерди были срублены молодые деревца, на них засохли зеленые, едва успевшие раскрыться листочки. Вот и ты, смолоду придавленная нуждой, увянешь еще зеленый, подумала о себе Мадина. У нее начали слепаться глаза. В последнее время она постоянно не досыпала, глаза из-за этого покраснели. Надо бы дать им отдохнуть. Сегодня вечернюю дойку, наверное, возьмет на себя Шамсинур, и она, Мадина, поспит вдоволь. Если лежать не шевелясь, боль вроде бы особо не беспокоит. Вскоре она заснула и проснулась от того, что перед шалашом жалобно замычала корова. Мычание повторилось. В переводе на человеческий язык оно, кажется, выражало нестерпимую муку. «Буренушка! Их!» Превозмогая боль, Мадина передвинулась к выходу из шалаша, приподняла прикрывавшую его ткань. И тут же к ней просунулась Буренушка, лизнула ее волосы. «Ой, детка, подоить просишь? Шамсинур, принеси мне, пожалуйста, подойник и скамеечку. Господи, так и подняла она тебя, Мадина. Пропадет ведь скотинушка. Еще бы тряпку и теплую воду». После того, как Мадина, постановая, обмыла теплой водой вымя Буренушки, та позволила прикоснуться к соскам. В подойник тоненькими ниточками заструилось молоко. Выдав его, можно сказать, досуха, Мадина вернулась в шалаш и свалилась на свою постель. Голова у нее кружилась, перед глазами как будто мельтешил рой черных мушек. Снаружи доносился голос Шамсинур, она бранилась, пытаясь подоить первотелок, а те противились. Безостенчиво матерились пастухи. Если бы животные понимали человеческий язык, честное слово, со стыда бы сгорели. Усталая Шамсинур забралась в шалаш, когда уже стемнело, легла спать не поужинав. Утром Мадину опять разбудило мычание. Шамсинур повернулась на другой бок, пробормотала: «А ну их!» Буренушка окликнула Мадина, и та обрадованно мыкнула в ответ. Выбравшись из шалаша, Мадина чуть не присела от удивления, за Буренушкой столпились остальные первотелки. «Ай, скотинушки!» На глаза Мадины навернулись слезы. Приласкала Буренушку, погладив ее по скулам. «Глупышка ты моя!» Животные, словно почувствовав беду, случившуюся с их опекуншей, с этого дня стали послушней. Нельзя сказать, что в дальнейшем все пошло гладко. Несмотря на старания Мадины, у Буренушки засох один сосок. Правда, все равно молока она дает вдвое, а то и втрое больше, чем другие первотелки. И все-таки, Буренушка лишилась одного соска, Мадина — голоса. Разговаривать она разговаривает, а петь не может. Попытки спеть заканчивались тем, что у нее горлом шла кровь. Магин поит ее отварами трав, болезнь, говорит, пройдет, да Мадине не очень в это верится. Раньше, бывало, если становилось грустно, нападала тоска, утешала ее песня. Теперь заглушить тоску она может только работой. Закончив дойку, Мадина решила заглянуть в красный уголок, повидаться с заведующим фермой. Саев, похоже, был не в духе, сидел, нервно перекидывая цигарку из одного уголка рта в другой. «Саиф агай, я глянула, сколько на ферме сена осталось. Не более, чем на 2 дня. Ну и что будем делать, если забуранит? Ты, Мадина, кем тут работаешь? Как то есть кем? Дояркой. Вот иди занимайся своими коровами. Запас сена — не твоя забота. Пока вы раззаботитесь, того и гляди уже поздно будет. Что ты ко мне привязалась? Сказано же тебе». Мадине ничего другого не оставалось, как повернуться и уйти. Обидно стало ей до слез. Должна же она не обо всей ферме, так о своих подопечных позаботиться. Не сходить ли, подумала, к Мирхайдарову? А если он выставит ее, как Саев?
Может, в самом деле много она на себя берет? Может, зря паникует? Руководители хозяйства ведь люди сельские, не первый год занимаются животноводством, дело свое знают, потому, наверное, и не волнуются. Не пошла Мадина к председателю, поделилась тревогой только с Магнуриной. А когда та мягко побранила ее, мол, сама себе головную боль ищешь, успокоилась, посадила Даутта на колени, выпростала из-под платья набрякшую грудь. В Айтаулах, рядом с близким человеком, жизнь Кукбури потекла спокойней. Иногда, правда, она злилась на Карабаша, но лохматый черный пес был покладист. Чутко улавливал, чего подружка хочет и чего не хочет, не забывая, что Кукбури – лесная хищница, то есть в природной иерархии занимает более высокое, чем у него, положение. Нет-нет, охотились они вдвоем в окрестных лесах. Случалось, поймают лисицу, зайца, куропатку, на худой конец зазевавшуюся сороку. Карабаш никогда не кидался на добычу первым, уступал ее Кукбури. Потому они ладили меж собой. Лишь в тех случаях, когда Кукбури норовила убежать слишком далеко от дома, Карабаш, оскалив зубы, предупреждал: нельзя. Она все же убегала куда-то и возвращалась день-другой спустя. В один из предвесенних буранных дней Кукбури почувствовала беспокойство и поздно вечером ушла со двора одна. Поднявшись за околицей, села на холм, издала тоскливый волчий вой и крупными скачками двинулась в ту сторону, где жила прежде. Верно замечено, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Инстинкты, заложенные в звере природой, можно приглушить, но полностью вытравить невозможно. Достигнув к утру глубокого лога, Кукбури увидела волчьи следы, еще не занесенные снегом, и по запаху определила, что совсем недавно здесь прошла стая белолобого. Белолобый силен и сноровист, как бывалый, но в отличие от отца чрезвычайно жесток, отверг Кукбури, свою мать, и вся стая отвергла ее, потому что после гибели бывалого стала она просто одинокой, обременительной для стаи сукой. Вспомнив об этом, Кукбури присела и горестно завыла. Однако прибежала она сюда не для того, чтобы вернуться в стаю. Кукбури до этого несколько раз побывала в Теряклах и однажды уловила знакомый, сильно взволновавший ее запах. Он не был так резок, отчетлив, как прежде. К нему примешались другие запахи – навоза, лошадей, сбруи, дегтя. Но Кукбури выделила из этой смеси запах, который был присущ лишь одному человеку – ее хозяину. И на сей раз, несмотря на непогоду, побежала в Теряклы с тем, чтобы отыскать его. Пусть он сажал ее на цепь, сурово учил подчиняться приказам, зато не страдала она от голода и холода. Если в то еще время, когда она была щенком, увязывалась за ним, собравшимся съездить в соседний аул, хозяин брал ее в свою повозку, защищал от бродячих собак и вообще в обиду не давал. Наверху, на горе, ударил навстречу снежный заряд. Но для Кукбури он не страшен. На дороге нет ни души. Люди, признав свое бессилие перед неистовством природы, попрятались в своих укрытиях, притихли. Да, человек слаб в сравнении с силой стихий. А Кукбури торжествует, ей весело мчаться сквозь буран, чувствуя свою нерасторжимую связь с природой, слитность с ней. А вон и аул. Погруженный в снега, в буранной мгле он кажется более приземистым, чем на самом деле, съезжившимся в испуге. Со стороны молочной фермы ветер доносил резкие запахи, в том числе запах сукровицы, хорошо знакомый Кукбури. Это был запах, связанный с появлением приплода, началом новых жизней. Такой же запах распространялся вокруг и тогда, когда щенилась она сама. Сейчас он пробудил в ней инстинкт продолжения рода, и Кукбури непроизвольно, забыв об осторожности, завыла, призывая самца. После посещения знахарки Малика места себе не находила, все у нее валилось из рук. Не поверила бы старухе, но та в общих чертах всю ее прошлую жизнь обрисовала верно, будто лучом высветила темные полосы в ней. «Есть опасность, что дочка твоя никогда не заговорит», — сказала старуха. «Ах, Иный, я это поняла еще при прежних наших встречах, но не сказала тебе сразу,
Надо было подумать, как быть, нужного лекарства ни у меня, ни поблизости нет. Лекарство? Значит. Малика, выпрямившись, с надеждой смотрела на старуху, ожидая, что еще она скажет. Старуха не спешила. Промочила горло глотком чая, посидела, устремив взгляд куда-то вдаль. «Твоя прошлая жизнь была нелегка», — заговорила она наконец. «Ты хранишь в душе глубокую обиду на близкого тебе человека, винишь его во всех своих бедах. Из-за него покинула родной дом, с этого начался твой ошибочный путь». Из глаз Малики брызнули слезы, она уткнулась, зарыдав, в лежавшую рядом подушку. «Что же мне, Инны, делать?» — спросила она, несколько успокоившись. «Больше я тебе ничего не скажу. Пусть ко мне придет твой муж. И ты все, что знаешь обо мне, расскажешь ему?» «С чего это я расскажу? Мне надо повидаться с ним потому, что помочь нам кое в чем может только он. Ты имеешь в виду лечение Флориды?» «Да, и это. Сегодня Айп не придет домой, рано утром уехал в Уфу». На улице разбушевался буран. Убаюканная его гулом, Флорида уснула. А Малику этот звук путает. Даже в Сибири не видела она таких снежных бурь. Ветер шумно прорывается на чердак, свистит в щелях ставен, по-звериному воет в печной трубе. Если бы рядом не посапывала спящая дочка, Малика, пожалуй, со страху попросилась бы ночевать к соседям. Поглядывая на Флориду, она задумалась. Мелькнувшая в голове мысль о Сибири потянула за собой цепочку воспоминаний о прожитых там годах. Маму свою она не помнит. Знала со слов тетки, что звали ее Гайшей. Умерла при родах. Отец, приказчик Абдрахман, сильно из-за этого загоревал и, даже не взглянув на младенца, то есть на Малику, повинуясь в смерти его горячо любимой жены, сказал бездетной свояченице Камиле: «Забери ее себе, если хочешь, мне она не нужна». Тетя Камила Малику в детстве особо не обижала, но и не баловала. В неповские времена эта предприимчивая ханум содержала в большом сибирском селении козел-кошлавку и заезжий двор. Если первой ее заботой было вести дело прибыльно, то второй — не спускать глаз молодого и склонного к распутству мужа. Малика пошла в сельскую школу поздно, когда ей исполнилось 10 лет, но едва научилась читать, писать и считать, овладела знаниями, достаточными, как говорится, для заработывания на хлеб, на соль. Тетка отлучила ее от учебы, определила в помощнице по хозяйству, фактически в прислуги. Уборка, стирка, мытье посуды, уход за скотом легли на плечи хрупкой еще девочки. Малика уставала так, что ночью долго не могла уснуть, а как только обозначался рассвет, в ворота стучал кнутовищем водовоз. «Эй, красавица, вставай, прими воду». Трудно сказать, сколько продолжалась бы такая жизнь, если бы Малика к 15 годам не выделилась среди сверстниц с высоким ростом, крутыми плечами, заметно налившимися бугорками грудей. На нее стали заинтересованно поглядывать представители противоположного пола, и самым безостенчивым из них оказался дядя Шафик, муж тетки. Сначала Малика воспринимала внимание Езны как естественное стремление защитить ее от нескромных взглядов и смутно еще понимаемых ее посягательств. Но однажды, когда она, слегка простудившись, лежала в постели, Шафик подошел к ней и, похлопывая ее по спине, пропел: «Грудки твои туги, щечки румяны. Ах, взглянув на тебя, я хожу как пьяный». Он был не трезв на самом деле. Малика откинула его руку, отодвинулась к стене. «Отойди, а то тетю позову». Она ушла, не скоро вернется. «В доме только ты да я». Шафик приник к ней, забормотал, обдавая водочным перегаром и запахом чеснока: «Нам обоим будет хорошо. Ты ведь еще не знаешь вкуса любви. Я сделаю тебя счастливой». Малика растерялась. Всю жизнь на Шафика она смотрела как на человека, заменившего ей отца, и его поведение сейчас не укладывалось в ее сознание. Оно еще оставалось детским, хотя внешне Малика выглядела почти взрослой девушкой. Она поняла только, что ей грозит нечто ужасное с не менее ужасными последствиями, и взмолилась: «Дядя,
что плохого я тебе сделала? Раз так, отправьте меня к отцу. Как же, ждет не дождется тебя отец. Ха-ха. Хоть бы раз поинтересовался тобой, навестил. Только я тебя люблю. Мольба простодушной девчонки еще больше распалила Шафика, оскотенявшегося в баловстве женщинами. Он впился губами в губы Малики. «Уйди, дядя, меня тошнит». Ее стошнило на пол, и она откинулась на подушку. У нее уже не было сил сопротивляться, Шафик добился своего. Малика ничего, кроме боли и жгучего стыда, не испытала. Наутро тетка, когда Малика принесла ей в спальню чай, заметила под ее глазами подозрительную синеву, спросила, стараясь сохранить спокойный тон: «Веки у тебя припухли?» Плакала. Малике захотелось откровенно рассказать ей о том, что произошло накануне вечером, поплакать, припав к ее груди. Но тут тетка, изменив своей обычной сдержанности, зло прошипела: «Говорят, воспитав теленка, будешь хлеб с маслом есть, воспитав сиротку, локти себе кусать. Смотри, девчонка, не опозорь меня». У тети Камилы терпение долго, суд короткий. Поняла? Ушла Малика из теткиной спальни, закусив губу. Если бы Шафик больше не приставал, Малика, толком не осознавшая, какая с ней стряслась напасть, жила бы и жила при тетке. Но Распут наездный, познав вкус молодого тела, не собирался ставить на этом точку. И однажды вечером, когда Малика пошла в сарай доить корову, вошел следом, обнял ее сзади. «Соскучился я по тебе, ягодка моя. Отпусти, дядя!» — закричу. «И чего добьешься? Прогонит тетка со двора, куда пойдешь?» «Ну, куда?» Почувствовав на лице его горячее дыхание, жар впившихся в ее губы губ, Малика вдруг обмякла, выронила подойник, зазвенев. Он откатился в сторону. «Ах, дядя! Хватит! Не хватит! Это только начало!» Шафик неожиданно поднял ее, отнес на ворох сена, торопливо расстегнул свой полушубок и ворот ее платья, осыпал поцелуями ее открывшееся тело. «Сейчас. Ты еще не знаешь, не познала счастья. На этот раз тебе не будет больно. Ягодка моя, лебедушка». Вдруг по телу Малики пробежала дрожь, и ей захотелось поскорей познать обещанное счастье. «Ах, дядя! Не мучи меня! Умру! Ах!» Два тела соединились, две души как бы слились в единую. Если бы даже рядом вдруг возникла Камила, они уже не смогли бы остановиться. Малика содрогнулась, впервые испытав удовольствие от близости, и, немного придя в себя, услышала возле уха шепот: «Я тебя, душенька, не насиловал, ты сама отдалась». Малика слабо улыбнулась, истолковав слова Шафика. В том смысле, что теперь она взрослая, сама себе хозяйка, но не хозяйкой она стала, а рабой наслаждения, которым одарил и будет одаривать ее уездное. Говорят, любому удовольствию сопутствует неприятность. Неприятности, более того, страдания начались позже, когда Малика поняла, что беременна. Тетя, конечно, не могла не заметить перемену в ее фигуре, но почему-то молчала. Молчала долго, несмотря на то, что неотвратимо приближался срок родов. Разговор с ней с глазу на глаз стал одним из самых тяжелых моментов в жизни Малики. Шафика не было дома, уехал по каким-то делам в город. Тетя Камила, должно быть, намеренно выбрала для разговора этот момент. День прошел спокойно. Сели за вечерний чай. Малика разливала чай, не поднимая глаз на тетю. Если не принимать во внимание шумок, исходивший от самовара, в доме царила глубокая тишина. Неожиданно с комода ни с того ни сего упала на пол кукла, с которой Малика играла в детстве. Она торопливо нагнулась, взяла ее в руки. И тетя первый раз с тех пор, как сели за стол, разомкнула губы. «Кукла. Я выменила ее для тебя у приехавших из города торговцев за оленей рог». Малика, промолчав, лишь еще ниже опустила голову. «Когда я взяла тебя к себе, ты была трехдневным младенцем. Думала, станешь мне опорой на склоне лет». Малика застыла с куклой в руке. Тетя выносит ей приговор. Она давно со страхом ждала этого часа,
этой минуты. Что ж, тете вправе осудить ее. Да, вправе. Почему молчишь? Малика вздрогнула, но не ответила на вопрос. Твой отец ни разу не поинтересовался, жива ты или нет, продолжала тетя. Вот теперь пусть увидит дочку. Короче, завтра рано утром подъедет к воротам возок. Дорога предстоит тебе дальняя, оденься потеплей, возьми тулуп, иду. Возница знает, где тебя оставить. Чтобы тебя там не ожидало, на мой порог больше не ступишь. Щадя твою молодость, не проклинаю тебя, но и благословить не могу. По щекам Малики хлынули слезы, закапали в чашку с недопитым чаем, на розовое лицо куклы. Тетя прокинула свою чашку на блюдце, молитвенно взмахнула руками, волоча ноги заметнее, чем обычно, ушла в свою спальню, закрылась там. Утром, даже после того, как раздался стук в ворота, Малика все еще надеялась, что тетя выйдет, скажет, притронувшись к ее пылающему лбу: «Ладно, останься. Не одна ты виновата. Еще одного ребенка как-нибудь выкормим». Но тетя не вышла. Малике не оставалось ничего другого, кроме как сесть, завернувшись в тулуп, в кошовку. Из еды в дорогу она взяла узелок с краюхой хлеба. В деревню, где должна была определиться дальнейшая судьба Малики, приехали под вечер. Перед домом, возле которого остановился возок, росло дерево, показавшееся Малике необычайно высоким и раскидистым. Заметив ее удивление, возница сказал: «Кедр. Орехи с таких собирают». Затем, повернув лошадь в обратную сторону, добавил: «Постучи в ворота, тут твой отец живет». И уехал. На несмелый стук Малики вышла из дома дородная женщина. Повозившись с запором, открыла калитку, уставилась на нее. «Чего тебе? Мне нужен человек по имени Абдрахман». «Абдрахман? Зачем он тебе понадобился?» Во дворе, загремев цепью, зашлась в лая собака. То ли испугавшись лая, то ли оробев перед хозяйкой, вцепившаяся жирной рукой в ручку калитки так, будто от этого зависела судьба мира, Малика проговорила еле слышно: «Он, мой отец». «Отец? Кабы у него была дочь вроде тебя, я бы знала. Слава Аллаху, живу в этом доме 16 лет». Пока Малика раскрыла рот, чтобы объяснить, что и как, калитка захлопнулась. Вскоре во дворе у самых ворот забесновалась спущенная с цепи собака. Малика, ничего не видя, поспешила прочь от этого двора и как-то неосознанно затесалась в колонну людей, устало шагавших по заснеженной улице. Из калиток стали высовываться жители деревни, кое-кто вышел на улицу, рядом со взрослыми засновали любопытные ребятишки. Послышался зычный голос: «Посторонним колонии не подходить. Заключенным не останавливаться. Шаг влево, шаг вправо от колонны считается побегом, будем стрелять без предупреждения». Колонну сопровождал вооруженный конвой. Как конвоиры ухитрились не заметить, что к заключенным присоединилась не имевшая никакого отношения к ним девушка? Это можно объяснить лишь тем, что их внимание переключилось на жителей деревни. А Малике в тот момент было все равно, куда идти и с кем идти. Вот она на изгибе улицы и оказалась рядом с мужчиной по имени, как выяснилось позже, Павел. Лишь он один посмотрел на нее, удивленно вскинув брови, но ничего не сказал, и Малика побрела вместе с этими изможденными людьми навстречу неведомой судьбе. За деревней, в некотором отдалении от нее, колонну остановили у длинного строения барачного типа. Оно служило, видимо, промежуточным пунктом остановки на пути заключенных железнодорожной станции в раскиданные по тайге номерные учреждения, проще сказать, лагеря. При пункте содержался небольшой спецперсонал, была кухня. Внутри строения были сооружены норы, застеленные соломой. Прежде чем завести пригнанных зеков туда, провели перекличку. Выкрикивались фамилии, имя заключенного, в ответ слышалось короткое «я». «Иванова Анастасия». «Это тебя», — сказал Павел, подтолкнув Малику в бок, и она, не самая течением жизни невесть куда, тоже откликнулась. «Я». И стала она Анастасией Петровной Ивановой. Куда делась подлинная Анастасия Иванова, Малика и поныне не знает.
Может быть, сбежала как раз в тот день, и Павел потолкнул Малику в бок, чтобы не вскрылся факт побега. Иначе поднялся бы переполох, охрана ожесточилась, положение и без того измученных заключенных стало бы еще хуже. Вообще-то Павел не хотел, наверное, причинить Малике зло, напротив, был к ней участлив. Когда заключенных запустили в освещенный керосиновыми фонарями барак и раздали бачки жидкой похлебкой, все жадно набросились на горячую еду, только Малика не притронулась к ложке. «Ты что, Настя, не ешь? Тебе плохо?» — спросил Павел. Малику скрючила жуткая боль в пояснице. «Ой, мамочка, умру сейчас». Немного погодя она издала дикий вопль, покатилась по соломе, схватившись за живот. «Да у тебя схватки начались», — догадался Павел. «Снимай штаны. Давай, давай, не стесняйся. У меня было 2 детей, не в первый такое вижу». На вопль прибежал один из охранников. Поняв, в чем дело, цыкнул слюной сквозь зубы, сказал равнодушно: «Ладно, пускай рожает». Разрешил, стало быть, родить, и ушел. К человеческим страданиям он уже привык, не раз в пути у него на глазах падал и умирал от истощения человек, что ж ему, переживать из-за каждого. Малика мучилась не очень долго, ребенок под утро выскользнул из материнского чрева. Младенца завернули в ее узорчатой, алой вишней по синему полю, платок и сверху еще обмотали чьим-то теплым шарфом. «Мальчик у тебя», — сказал Павел, накрыв Малику своей телогрейкой. «Почему он не родился до того, как тетя прогнала меня? Она сожалела, что нет у них сына. Вот родился мальчик, пусть бы там остался, мне он не нужен, я не знаю, что ждет меня завтра». Так или примерно так подумала Малика и заснула. А спустя часа 2 колонну погнали дальше. Ребенка нес Павел, с его подсказки 2 других мужчин, поддерживая под руки, вели Малику. Километра 2-3 прошла она в полуобморочном состоянии и простонала: «Все, больше не могу. Застрелит так застрелит, оставьте меня здесь. У тебя теперь есть ребенок». «Потерпи», — приказал Павел. Дошли до какого-то поселка. На улице кучками стояли местные жители. Конвоиры грозными окриками предупреждали их, что передавать что-либо заключенным запрещается, в случае нарушения запрета будут стрелять. И все же одна сердобольная девочка лет 10-12 бросила поравнявшейся с ней Малике краюшку хлеба. Малика не сумела поймать ее, краюшка упала под ноги, а по наледи скользнула к обочине дороги. Павел метнулся за ней, оторвался от колонны, и в ту же секунду громыхнул выстрел. Пока Малика сообразила, что произошло, Павел упал с ребенком на одной руке и краюхой в другой, снег рядом с ним обогрела кровь. Закричала Малика и рванулась было туда, но кто-то крепко схватил ее за предплечье. «Дура!» 2 опекунов потащили ее дальше. Колонну не остановили, она продолжала свой путь, как будто ничего не случилось. «Шагай, девка», — сказал один из поддерживавших ее мужчин, — «если ребенок жив, может, кто-нибудь из местных его подберет и спасет, а тут он не сегодня-завтра все равно бы помер». Утрата ребенка не обернулась для Малики безутешным горем. Не возникло у нее тогда материнское чувство, может быть, от того, что была еще слишком молода, да и ни разу не покормила младенца грудью, не ощутила тепло маленького тельца. Жизнь в лагере сложилась для нее поначалу сносно, хотя светлой эту жизнь не назвать. Подлечи в лазарете, назначили Малику кухонной работницей в лагерной столовой. Грязная работа с раннего утра до позднего вечера была нелегка, но все же не тяжелей, чем на лесоповале. Молодой организм делал свое дело, Малика постепенно окрепла, налилась, как спелая вишенка, соком, превратилась в стройную, красивую девушку и получила прозвище Крали. Затем прозвище это сменили другие: Курва, Дешевка, Полковничья подстилка. На ее броскую красоту обратил внимание хозяин, начальник лагеря. Нет, сам он не пользовался ее телом, но над каждым начальником есть еще начальники, им надо угождать. Стал хозяин подкладывать красавицу под наезжавших в лагерь время от времени инспекторов полковничьим, как правило,
Чинь. Бесправная Малика, низведенная фактически до положения рабыни, противиться не могла. Шила в мешке не утаить. О том, что Анастасию Иванову взял под личную опеку сам хозяин, знали подчиненные ему офицеры и лагерные паханы. Это имело и свою положительную сторону: Малика не голодала, носила опрятную одежду, была ограждена от насилований отпетыми уголовниками. Она встречала в лагере уже третью весну, когда начальника сменили. К этому времени Малику перевели на обслуживание отдельной комнаты, где питался начсостав лагеря. Принеся обед новому начальнику, Малика остолбенела, он был поразительно похож на застреленного Павла. Этого не может быть. Таких чудес не бывает, мелькнуло в голове Малики. Начальник заметил ее смятение. «Что с вами?» — спросил он. «Вы изменились в лице. Вы похожи на одного очень хорошего человека. Его звали Павлом», — призналась Малика. «Из каких краев был этот человек?» «Не знаю. Мы случайно встретились на этапе. Я родила в пути, он перерезал пуповину моего ребенка». «Ребенка? Сколько вам лет?» «19. Почти. Постойте-ка. Я просматривал дела заключенных, ознакомился и с вашим. Там год рождения у вас». «Я не Анастасия Иванова», — выпалила Малика. «А кто?» «Малика Абдрахмановна Харисова». «Странно. Попробую разобраться в этом чуть позже». Он оказался порядочным человеком, этот новый начальник. Вызвал Малику в свой кабинет, внимательно выслушал рассказ о ее злоключениях. Был послан запрос в Кызылкаш. Оттуда пришел ответ: в настоящее время в селе Кызылкаш Харисова Малика Абдрахмановна не проживает. 3 года назад по неизвестной причине она уехала из села и более не возвращалась. Сведения получены от ее приемных родителей. К ответу была приложена фотокарточка 14-летней Малики. Дело направили в суд. Суд установил, что Харисова попала в заключение случайно и подлежит немедленному освобождению. Малика не чуяла под собой ног. Ее нигде не ждут, но она свободна. Начальник лагеря, вновь вызвав ее в свой кабинет, спросил: «Может, останешься у нас вольнонаемной? Дадим тебе комнату». «Нет, уеду». «Куда направишься?» «В Москву». «У тебя там есть кто-нибудь?» «Да, младшая сестра матери». «Попробую отыскать ее». «Москва большая». «Что ж, в большом городе и работу найти легче. Завтра по реке пройдет пароход. Я распоряжусь, чтобы тебя доставили на пристань». Малика той ночью не сомкнула глаз. Тревожилась, что опоздает на пароход. Но в 5 часов утра вольнонаемный кучер поднял ее и в пролетке начальника отвез на пристань, расположенную в нескольких километрах от лагеря. Как ни экономила Малика выданные ей на первое время деньги, все же, когда ступила на перрон московского вокзала, ни копейки у нее не было. Тетя Камила говорила, что ее младшая сестра Зайнаб живет в Москве на каком-то Арбате. Арбат Малика нашла, но найти там женщину по имени Зайнаб оказалось не проще, чем отыскать иголку в стогу сена. Стало ясно, что это дело безнадежное. Пришлось вернуться на вокзал, провести ночь в тамошней толкотне. На следующий день, голодная, крутилась близ буфета и женщин, торговавших пирожками. На нее обратила внимание и уборщица буфета, сказала, покачав головой: «Такая красивая, а глаза голодные. Куда это годится? Есть у тебя кому пойти?» «Нет». «А документы есть?» «Нет». Была у Малики справка с лагерной печатью, но признаться в этом она не решилась. Спросила робко: «У вас тут мне какая-нибудь работа не найдется? Я порядок работы на кухне знаю. Для устройства на работу везде нужны паспорт и прописка. Что же мне делать? Идем, напою чаем. Вечером сведу тебя с одной женщиной, которая такими, как ты, интересуется». В тот вечер Малика открыла новую страницу своей непутевой жизни. Уборщица привела ее к модно одетой женщине с чрезмерно накрашенным и напудренным лицом, некой Магде. Магда, убедив Малику в том, что иной возможности, кроме как зарабатывать телом, у нее нет, принарядила ее и устроила встречу с богатой, судя по всему,
дамы по имени, а может быть, по кличке Клеопатра. После этого в течение месяца Малика, можно сказать, отдыхала. Ее познакомили с другими красивыми девушками, водили по магазинам и ресторанам, учили светским манерам, приемам обольщения мужчин и способам предохранения от беременности, словом, прошла она курс подготовки профессиональной проститутки высокого класса. Присвоили ей кличку «Белый пудель», должно быть, этому поспособствовали и выбеленные под блондинку волосы. Вскоре Малика стала приносить хозяйке солидный доход. Появились деньги и у нее самой. Хозяйка, имевшая обширные связи, добыла ей паспорт. Лагерную справку с фиолетовой печатью Малика порвала и выбросила. Она становилась все более искусной в своем деле, но при этом в глубине души вынашивала мечту о собственном доме, семье. Малика увлеклась вышиванием, к этому обязывала и профессия, надо было иногда изображать из себя светскую даму за благородным занятием. Однажды в магазине привлек ее внимание образец для вышивания, на картинке по тротуару шла семейная пара, ангельского обличия ребенок протягивал матери букет цветов. Над ними в синем небе плыли белые кучерявые облака, идиллию дополняли клумбы перед окруженными зеленью домами, построенными из красного кирпича. Купив картинку, Малика усердно принялась переносить ее на тканую основу. Когда она возвращалась в свою комнату, надышавшись табачного дыма, устав от общения с доведенными вином и водкой до скотского состояния мужчинами, работа с иглой придавала ее жизни новый смысл, согревала ее душу. Дома она вышивала с особым старанием, будто не просто вышивала, а сама укладывала в их стену кирпичик за кирпичиком. А вот глаза у мужчины на картинке были серые и ей не понравились. Немного подумав, она вдела в иглу синюю нитку. Пусть глаза у него, решила, будут небесного цвета, цвета бесконечной жизни и надежды. Сейчас, напоминая о ее прошлом, эта вышивка висела на стене в застекленной раме. Взяла ее Малика с собой, уезжая из Москвы с Аютом. Окна посветлели, наступало утро. Из-за того, что провела ночь без сна, перебирая в памяти минувшие годы, глаза у Малики покраснели, в голове шумело. Старуха-знахарка потребовала прислать к ней Аюпа. Что она намеревается сказать ее мужу? Рассказать ему о себе все духу Малики не хватило. А старуха видит каждого насквозь, как бы лишнего не наговорила. Малика дорожит своей теперешней жизнью. Аюп стал в последнее время грубоват, но она успела полюбить его. Может быть, из-за проклятого прошлого не додает ему тепла, и телесного, и душевного, однако старается жить с ним в ладу. С рождением Флориды вспыхнула в ней страстная материнская любовь. У Флориды есть отец, который тоже очень любит дочку, это усиливает ощущение счастья, возносит душу Малики в заоблачной выси. Страшно подумать, что всего этого она может лишиться, и жизнь ее в таулах окажется лишь коротким, сладким сном. Буран не утихал, напротив, усиливался. Еще за пару дней до того, как природа разбушевалась, у Ихсанбая заныли раны, а теперь стало ему вовсе не втерпишь. Пробовал греться у печи, потирая рукой следы ожогов на теле, не помогало. Рауза, несмотря на холодное отношение мужа к ней, жалела его. Я раны шангарея муравьиным маслом смазывала. «Смажь и ты», — посоветовала она. «А медвежий жир у тебя где-нибудь не остался? Я бы растопила». «Какой медвежий жир? Что ты, тряпичная голова, мелешь? Откуда он мог у меня взяться? Бэй, Шангари говорил, что ты прошлой весной медведя убил. Видел через щелочку, когда в летней кухне лежал, как ты мясо разделывал. Потом приехал какой-то урус, все уверс. Нашла кому верить. Он тебе не то еще наврет и дорого не возьмет. Так ведь? Он, бедняжка, вовсе не умеет врать. Вот и живи с ним, раз он такой хороший. А то морочишь мне голову всякой чушью». Взвился Ихсанбай и в ярости даже схватил лежавший перед печью полено, собираясь швырнуть его в Раузу. «Исчезни с глаз моих». Швырнуть полено не швырнул, но задел им стекло стоявшей на нарах семилинейной лампы, разбил вдребезги. Тут открылась дверь и порог переступил Мирхайдаров. «Можно к вам?»
«Ну и погодка сегодня», — заговорил он, сдирая налипший на брови и усы снег. Появление человека, способного прекратить возникший в доме скандал, обрадовало Раузу так, будто сам святой Хызыр Ильяс пришел ей на помощь. «Ах, раздевайся, проходи, Сантимир, ай!» А за так засуетилась она. Обращаясь к председателю колхоза, Рауза путает его имена, прежнее и нынешнее, к тому же, называя его Агаем, как бы прибавляет ему года. Жене Азатаглиевича это не нравится. Когда выпадал случай, Сарбинос напоминал Раузе, что называть младшего по возрасту Агаем неуместно, а имя Сантимир ее муж носил согласно старым обычаям, и об этом пора забыть. «Но ведь это историю, апы, не изменишь», — возражала Рауза. Слово «апы» из уст старшей по возрасту женщины тоже обижало симпатичную моложавую Сарбинос, но Рауза не очень-то обращала на это внимание. Вот и сейчас она назвала Мирхайдарова Агаем, выражая этим уважительное отношение к нему, более того, родственную близость с ним. «Кажется, я не вовремя пришел», — смутился Мирхайдаров, увидев на нарах и на полу осколки стекла. «Нет-нет», — возразила Рауза, обратив к нему засиявшее, как полная луна, лицо. «Сейчас я приберу тут». Кошка, глупая, вскочила на горячую плиту, метнулась оттуда на нары и налетела на лампу. Она быстренько метлой собрала осколки в совок, высыпала в мусорное ведро. Ихсанбай тоже заговорил: «Неудобно же молчать, когда в твой дом пришел человек. Ноет у меня все тело, Азатаглиевич», — пожаловался он. «Сколько времени прошло после войны, а она все еще мучает. Лучше бы убили меня там. Ну, коль остались живы, так пока поживем. Умереть успеется. Я не жалею тебя пришел, Ишмухамед, а на работу позвать». «На работу». Мирхайдаров достал из кармана клок газеты, намереваясь свернуть цигарку. Ихсанбай протянул ему свой кисет с амасадом. «Не слишком крепкий у тебя табак? Я уже не прежний табакур. Ну ладно, попробую твой». Закурил, присев на табурет у печи. «На работу, говоришь? А куда?» «На ферму, учетчиком. А по существу, советчиком к Саяфу. То ли молод он, то ли глуповат, не тянет толком. Надо все время подсказывать: сделай то, сделай это». Из-за его нерасторопности на ферме сеном не запаслись. Не знаю, в моем состоянии. Хватит ли сил? Опыта тебе не занимать. В коллективе самочувствие и улучшится. Забота, брат, сильное лекарство. На фронте люди редко хворали, недосуг было хворать. Тем временем Рауза достала из казана горячую картошку, выставила на стол топленое масло, корот, красный творог, а посередке, будто с неба упавшую бутылку белоголовой. «Айдате, угощайтесь. В дурную погоду хорошая еда в самый раз». Ее слова резанули Ихсанбая по сердцу. Раньше часто слышал эту поговорку от матери. Жил он при ней, по-русски сказать, как у Бога за пазухой, только не ценил это. Мирхайдаров, озабоченный сложившимся на ферме положением, скотам кормить стало нечем, засиживаться за угощением не стал. «Я ненадолго под делу к вам заглянул, а ты, Рауза, из своего запасника чего только не выставила», — сказал он, одеваясь. «Ах», — отозвалась Рауза, — «как же иначе? С несмазанной сковородки, а за тагой, блин, не снимешь. Мы с тобой оба люди государственные, друг в друге нужда возникает, так что...» Она подала ему шапку, стряхнув с нее натаявшую воду. Мирхайдаров протянул руку Ихсанбаю. «Значит, договорились. Надеюсь, Ишмухамед, уже завтра утром увидимся на ферме». «Ладно, попробую. Дело для меня не новое. Только вот буран. Отощают коровы, так не знаю, скоро ли опять приличным скотом станут». Взяв пасашок, Ихсанбай вышел в сени проводить Мирхайдарова. Ступив на крыльцо, Азатаглиевич вдруг резко отпрянул назад. «Не бойся, это всего лишь кутенок». Ихсанбай, решив, что Мирхайдаров напугал недавно приобретенный им щенок, хрипло засмеялся. «Он, наверное, сам тебя испугался». Но не кутенок, здоровенная собака кинулась к Ихсанбаю, когда он вышел на крыльцо.
едва не сбила с ног, запрыгала рядом с ним, радостно повизгивая, лизнула руку, лицо. Кукбури. «Ну, хватит, хватит, уймись», просипел Ихсанбай, то есть, восприятие Мирхайдарова, Ишмухамед. Мирхайдаров служил на фронте в разведке, требовавшей умения мгновенно оценивать ту или иную ситуацию. В данном случае ситуация возникла странная, что-то в ней не стыковалось. Пытаясь сообразить что, забыв надеть шапку, Азат Аглиевич торопливо пошагал к жалобно скрипевшим под ударами ветра воротам. Не то что подвести сено, просто добраться до ферм и для ее работников стало непростой задачей. Те, у кого дверь сени открывалась внутрь, утром раскидывали сугробы у соседских дверей, открывавшихся наружу. Мадина остановилась у ворот коровника, под них тоже намел огромный сугроб, войти внутрь она не могла. В гуле бурана ей чудились мелодии, напоминавшие то о несчастном Буранбае, то об охотнике, отправившемся на шкадвр за норками, чтобы сшить шубку для молодой жены, и погибшим там, то о Зульхизе, тоскующей в чужой для нее степи, то о Гильмиязе, бегущей, избив ноги до крови, в родную сторонку. Душа и у самой Мадины была переполнена тоской и болью, только не могла она излить их, разбушевавшись, как разбушевались небо и земля. Теперь она знает, что такое безысходность. Сломит ее эта безысходность, превратит в полоумную бедняжку или, выдержав все, обретет она силу духа, которую уже ничем не сломить. Однажды вечером в далекой Москве, в комнате общежития, где жили они с Абделяхатом, завязался у них философский спор с Давидом. Это было перед тем, как над Абделяхатом сгустились тучи. История полна примеров, когда борьба за справедливость, за правду заканчивалась виселицей или, как в случае с Иисусом, распятием на кресте, сказал Давид, пощипывая бородку тонкими чуткими пальцами. «Значит, борьба, по-твоему, бессмысленно?» — спросила Мадина. «Если бы река тратила всю силу на то, чтобы пробить прямой путь через горы и скалы, она, Мадина, никогда не достигла бы моря. Реки находят обходные пути, поэтому извилисты. А ты, Абделяхат, как думаешь?» «Я думаю, суждение Давида о реке не совсем точно, а применительно к человеку, вовсе ошибочно. Река слаба лишь в истоке, а становясь шире и глубже, все-таки стремится пробить себе прямой путь, подмывает горы, подтачивает скалы. И человек стремится к тому же. То, что предназначено тебе испытать, и радости, и горести, никто другой за тебя не испытает. Устанешь в пути, отдохни, упадешь, поднимись. В отличие от реки ты обладаешь способностью любить. Как бы трудно тебе ни было, не отрекайся от любви, лишь она наделяет человека неодолимой силой, придает его жизни высокий смысл. «Вы рассуждаете так интересно, и мне хорошо с вами», — сказала Мадина. «Почему не все люди такие, как вы? И нам хорошо рядом с тобой?» Давид ласково прикоснулся к ее руке. «Ты на вид хрупкая, а сил в тебе. Очень ты сильная». А сейчас Мадина чувствовала себя слабой и жалкой. Постояв в затишке в надежде, что подойдет еще кто-нибудь, озябла и направилась к красному уголку. Может, там кого найдет? Должно же быть у людей чувство ответственности. Не бездушные предметы, живые существа их заботе поручены. Но в красном уголке никого не было. Или уж доярки сидят растерянны в караулке. Мадина приложила ладони к почти остывшей печи. Взгляд ее упал на висевшую на стене доску показателей, на которой отражались ежедневные надои. Ох, как они понизились! Вчера ее буренушка дала всего 3 литра молока, а давала до 20 литров. Только против фамилии Галимы красовались цифры, не уступавшие прежним. Это каким же чудом она достигла таких показателей, когда коровы выголодают? Тут, постукивая по сажкам, согнувшись, что называется, в 3 погибели, в красный уголок вошел Ишмухамед. «О, Мадина, здравствуй, красавица! Как дела?» «Да как сказать. Неважно идут у дела, Ишмухамед Агай». Мадина не забыла, что этот человек был одним из тех, кто отнял у них во время войны корову, но он же и спас ее, когда возвращалась из Москвы, поэтому она ответила, стараясь не выдать свою неприязнь к нему.
То-то председатель решил послать меня к вам на подмогу, назначил учетчиком, сообщил Ишмухамед. А что это ты разглядывала на стене? Показатели доярок. Удивляюсь, у всех надаи снизились, а у Галимы даже повысились. Будешь такой же умничкой, так и у тебя повысится. Все зависит от тебя. Галиму депутатом райсовета избрали, намереваются на Герой труда представить. Секрет ее успеха, небось, тебе известен. Лови ты птицу счастья. Поняла Мадина, на что он намекнул. Рауза давно треплется насчет отношений Галимы с Аяфом, и теперь уж в ее голосе прозвучали резкие ноты. Ага. Жить без совести – удел животных. Я не собираюсь добиваться звания героя, жертвуя человеческим достоинством. Настоящие герои жертвуют собой ради счастья других. Ох, какие слова мы знаем. Раз ты такая боевая, иди, найди способ накормить скот, пожертвуй собой. Мадина выбежала из красного уголка, в сердцах хлопнув дверью. Надо найти какой-то выход. Прежде случалось, что весеннюю бескормицу привозили из лесу ветки ильма, скотина обгладывала их, но сейчас это невозможно. Вдруг пришла ей в голову мысль, а что если обойти дворы аула, попросить хозяев принести на ферму хотя бы по мешку сена? Ну, одно ей с этим не справиться. Когда соберутся доярки, поговорит с ними, чтобы все отправились по дворам. А поймет ли ее Галима? Должна понять. Хоть и высокие у нее показатели, ее коровы тоже ведь голодают. Коль накормит сегодня скот, завтра, может быть, погода наладится и скотникам удастся добраться до ближних стогов. Доить сейчас голодных коров не было смысла. Чтобы не тратить время зря в ожидании остальных доярок, Мадина решила сходить домой. Сделав кое-что по своему хозяйству, покормив Даута, вернулась на ферму, направилась в караульную избу. У входа в нее был пристроен темный чулан для хранения лопат и сбруи. Мадину остановил приглушенный голос Галимы, послышавшийся из этого чулана. «Агай, оставь, говорю, нельзя. Саяф уже можно». Это сиплый голос новоявленного учетчика. Он любит меня. Агай, я закричу. Закричишь, так хрен герой получишь. Ославлю тебя на весь район, все узнают, за какие подвиги тебя возносят. Галима умолкла. Нетрудно было догадаться по пыхтению Ишмухамеда, что там далее происходило. Мадина попятилась, сгорая от стыда за бывшую подругу. «Забудь. Ты ничего не слышала», — велел ей внутренний голос. От намерений добыть сено она не отказалась. Пошла и обратно в аул, отвоевывая каждый шаг в борьбе с бураном. Вскоре, набравшись решимости, постучалась в первый на ее пути дом. Сарбина ждала мужа. К ужину в печи пекся курник, оттуда исходил вкусный запах теста, сдобренного гусиным жиром. Сарбина выдвинула пирог на припечек, налила в него через отверстие верхней корки немного кипятка, чтобы он не пересох, если Азат задержится на работе. Дом у них небольшой, но уютный. В гостиной все, от оконных занавесок до подушек, украшено вышивками, что создает впечатление, будто это комната девушки на выданье, которая живет в ожидании сватов. Сарбина вспомнилась, как она познакомилась с Азатом, тогда его звали Сантимером. Назначенной учительницей, шла она в Теряклы пешком с чемоданом в руке. Азат нагнал ее на подходе к аулу, возвращался домой, как выяснилось, со службы в армии. Хватило несколько минут, чтобы двое молодых людей разговорились. Азат вошел в аул с двумя чемоданами, ее и своим. Остановившись, оттер платком вспотевшее лицо, спросил. «Наша дальнейшая задача, Сарбинос, найти дом директора школы, оставить там мой чемодан». «Это что же, я столько времени тащил чемодан, чтобы отдать директору?» То ли шутка понравилась Сарбинос, то ли сам парень. Она улыбнулась, отчего на ее разолевшихся щеках образовались симпатичные ямочки. «Мне же надо поискать себе приют. Наверное, для такой пичуги, как я, найдется в большом ауле уголок». «Вот что», — решительно сказал Азат, — «пошли к моим. Поживешь у нас. Если через 3 дня не уйдешь, станешь моей женой». «Так скоро?»
Глаза Сарбиннеса округлились. Учитывая то, что каждый день ожидания ответа покажется мне долгим, как год, не так уж и скоро. Тебя, небось, в ауле не есть сколько девушек ждут. Это не твоя, а их проблема. Вот с тех пор они и живут вместе. Смешно вспомнить, свекровь, решив, что сын вернулся с молодой женой, по обычаю кинула под ноги Сарбиннес подушку, приготовила за занавеской супружескую постель. Азат сначала лишь посмеивался, потом вынужден был огорчить мать, развеяв ее заблуждение. На вторую подушку за занавеской он положил голову спустя 3 дня, после того, как расписались в сельсовете. Немало событий с того времени пережито, у Азата пышное, как облако, в волосы поседели и поредели, худощавая всю жизнь фигура еще более усохла. И Сарбиннес уже утратила сводившую с ума парней красоту. Только связавшее их с первого взгляда друг на друга чувство не изменилось. Как в течение тех 3 дней ждала, так и теперь Сарбина ждет, когда муж положит голову на соседнюю подушку и спросит: «Ну, женушка, как прошел у тебя день?» Она помолчит, потом обнимет его, поцелует в глаза и скажет: «У меня-то хорошо прошел, рассказывай, как у тебя». И чаще всего рассказывает Азат. У него день побогаче событиями, и отрадными, и огорчительными. Но нынешний вечер сложился несколько иначе. Возбужденный Азат, как только пришел и разделся, сразу обнял ее. «Сарбиннес, женушка, вывернулись мы из беды. Скот спасен. Весь аул поднялся. Представляешь, даже старуха Мирса и пьянчуга Галяо принесли на ферму по мешку сена. Сила бурана пошла на убыль. Завтра из МЦА пришлют гусеничный трактор, так что избежим больших потерь. Это кому же пришло в голову таскать на ферму сено из аула? Кому, спрашиваешь?» Склонившийся было к рукомойнику Азат выпрямился. «Мадине. Пошла по дворам поднимать народ. Мадине. Подумать только, в семье, у которой последние отняли, вырос такой человек. Может, кого другого и не послушались бы. Люди видят, кто есть кто». Вымыв руки, Азат сел за стол. Натуру Мадины, выпавшие на ее долю горести, наверное, не смогут изменить. Абделяха такой же. А у кого-то поворачивается язык называть его врагом народа. Будем надеяться, что оправдают его. Политика в верхах меняется. По амнистии из лагерей выпустили 1 миллион заключенных. В газетах уже не печатают портреты Сталина. Может, и отношение к крестьянству изменится. Поживем, увидим. В истории нет примеров, оправдывающих рабский труд. Ты ешь, пока пирог не остыл. Корка не пересохла. Нет. Пирог, во. Азат показал большой палец. Только я что-то сильно устал сегодня, хочется лечь спать пораньше. Сарбина захлопотала, готовя постель. Сняла с подушек верхние вышитые наволочки, взбила их и перину. Похлопала и по подушечке, в которую летом собрала пахучую сон траву. Затем налила в тазик теплую воду, чтобы Азат вымыл ноги, потом сама осушила их холстиной, приговаривая: «Как им не устать, день-деньской ты на ногах, баба-юшка мой. У тебя, Сарбиннес, работы больше, чем у меня. Домашние хлопоты курам не выклевать». Поворковав так, легли они в постель, и Азат сказал: «Знаешь, я стал свидетелем странного происшествия. Еще вчера. Ты помнишь собаку старухи Фаузии? Кукбури? Оказывается, и кличку ее помнишь. Как не помнить? Я к Фаузии не раз ходила, когда у меня глаза разболелись. Она вылечила. А собака на волчицу была похожа. Пропала после пожара, может, тоже сгорела. Я, Сарбиннес, ее вчера видел. Иди ты. В самом деле ее? В самом деле. На пожарище, что ли, пришла бедняжка? Я к Ишмухамиту зашел. Решил попросить его пойти учетчиком на ферму. Опытный, подумал, человек, Саяфу советами поможет. Ну и? Рауза на стол собрала, бутылку выставила. Я просидел недолго. Когда уходил от них, гляжу, перед крыльцом большая, чуть не стеленка, с собакой стоит. Оскалилась на меня. Я с испугу отпрянул назад,
Вперед вышел Иш-Мухаммед, и тут собака, радостно взвизгнув, кинулась к нему, давай лизать руки, лицо. Он ее по кличке назвал, хватит, мол, Кукбури, уймись. Интересное дело. Я бы не удивился, если бы увидел ее у пожарища или в соседнем дворе, скажем, у Мадины. Бывает, собака побродит где-то и возвращается туда, где жила. Лизала, говоришь, руки и лицо Иш-Мухаммеда. Что же это значит? Азат не ответил. Мысли у него закишели как муравьи в муравейнике, мелькнула догадка, требовавшая подтверждений. По присловию, не увидев реку, сапоги не снимают. Иными словами, спешить с умозаключением не следовало. Служба во фронтовой разведке приучила Мирхайдарова руководствоваться не предположениями, а неоспоримыми фактами. Камалетдинову о том, что знахарка хочет повидаться с ним, Малика сообщила вечером, когда легли спать. «Зачем? Разве недостаточно твоих встреч с ней?» В голосе Аюпа послышалось недовольство. «Кстати, что она говорит о Флориде?» «Ничего мне не сказала. Боюсь, впустую ходишь к ней». Аюп будто уже забыл, что старуха избавила их дочку от бессонницы. «Ну, давай спать. Устал я», — сказал он и отвернулся к стене. Наверное, в самом деле устал, лишь недавно вернулся из поездки в Уфу, проделал немалый путь, да еще в такую погоду. Впрочем, устал не устал, он всегда засыпал, отвернувшись к стене, и Малика привыкла к этому. Но сегодня ей хотелось поговорить с мужем, она лежала приподнявшись, подперев голову рукой. «Аюп, ты встретишься с ней?» Малика проговорила это смиренно, как бы извиняясь за то, что беспокоит, и Аюп повернулся к ней. «Старуха настаивает, что ли, на этом?» «В этом-то и дело. Неяркий свет электрического ночника, включенного ради того, чтобы ребенок, если вдруг проснется, не испугался темноты, высвечивал узор ночной сорочки на груди Малики, завитки черных волос на ее шее. Кажется, лицо у нее осунулось, у глаз добавились морщинки. И все-таки была она красива, хоть посадили ее перед собой и рисуя портрет. Аюп не видел ее в девичестве, возможно, тогда она могла посоперничать в красоте самой богини любви Венеры. В юности Аюп неплохо рисовал, пробовал силы в живописи. И сейчас, когда он видит небо в минуты заката солнца, либо чудесный уголок природы или прекрасную женскую фигуру, подмывает его взяться за кисть и краски. Стань Аюп художником, безусловно был бы рад использовать в качестве натурщицы Малику. А женился бы? Если бы не опередил его Абделяхот, женился бы на Мадине. Только все это теперь пустые мечты. Аюп тяжело вздохнул. «Не подходи, когда вздыхаю, когда душа моя горит», пропела Малика слово шуточной песни. «Так, что ли? Дразнишься вместо того, чтобы объяснить, зачем я понадобился старухе? Я же сказала, что не знаю. Объяснит, когда встретишься с ней. Речь, наверное, пойдет о Флориде. Значит, надо встретиться. Несомненно». Улавливая шестым чувством отчужденность мужа, Малика решила не досаждать ему больше разговором, улеглась поудобней, закрыла глаза. Фаузия, когда Камалетдинов разделся и снял у порога валенки, придвинула к его ногам теплые тапочки. «Надень-ка, пол холодный, а разговор у нас может получиться долгий. У меня, иные, со временем туговато. Сталинские времена прошли, а поводья, выходит, не ослабили». Фаузия устроилась на нарах, подобрав ноги под себя. Сталина нет, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Теперь вот Булганин к власти пришел. Знаешь об этом? Я газет не читаю. Что там, наверху, делается, кто у власти, меня не волнует. Для меня существенны только рождение и смерть, между этими двумя берегами течет жизнь. Все-таки, иные, вождей надо знать. Вожди тоже люди, их жизнь течет в тех же берегах. Но они успевают причинить остальным столько зла, что иначе, как преступниками, их не назовешь. Возьми хоть Сталина, хоть Гитлера. Ну, иные, ты уж чересчур. Нельзя между Сталином и Гитлером ставить знак равенства. Почему нельзя?
По воле Гитлера построили газовые камеры, в которые загоняли по 5000 человек, сотни тысяч человек убили бескровно и сожгли, должно быть, для того, чтобы сам вождь не был забрызган кровью. А Сталин усеял страну лагерями, вот выпустили из них 1 миллион узников, мы не знаем, сколько еще их там. Все ты знаешь, хотя и говоришь, что не читаешь газет. Давай, иные, прекратим разговор об этом, и пусть он останется между нами. Что ж, в прояснившемся после бурана небе выглянуло солнце, его не жаркие, но яркие лучи упали на испещренные глубокими морщинами и следами ожога лицо старухи, и в Камалетдинове опять заговорил художник. Какой выразительный образ получился бы, если бы перенести это лицо на полотно, подумал он. А старуха, будто уловив его мысль, спросила: «Зачем ты, Аюп Кустым, пошел в политику? Ты был рожден для чего-то другого. Обстоятельства так сложились. Я ведь вырос в детдоме. Любил рисовать. Учитель рисования пророчил мне учебу в Ленинграде, в Академии художеств. Вот это и был истинный твой путь. В том, что моя жизнь сложилась иначе, виноват, иные, не только я. В детдоме, когда учился в 5 классе, я сделал надрез на руке и поклялся на крови, что отомщу злодеям, которые зарезали моего отца и мать. Поклялся. Да. После войны, отказавшись от карьеры в армии, а возможность сделать карьеру там у меня была, я вернулся в эти края, на землю, политую кровью моих родителей. И что же? Нашел тех злодеев. Нашел одного, но отомстить не успел. Когда напал на его след, для него уже копали могилу. Да, от судьбы не уйти. Вот когда, Аюп Кустым, вновь пересеклись наши пути. Наши? Мы же с тобой раньше. Я, жена, была женой человека, которому ты не успел отомстить. Его настоящее имя – Дингисхан, мое – Бурсанбика. Откладывать поездку в Теряклы Камалетдинов более не мог, обещал Мирхайдарову приехать на общее колхозное собрание. «Будь что будет», — решил он. Как не убежать от самого себя, так не избежать и встречи с Мадиной. А встречи этой он боялся ко всему прочему и потому, что спросит она, за что посадили ее отца. Если не спросит, в смородинках ее глаз будет тоиться вопрос: что ты сделал, чтобы спасти его? Или, так, значит, ты мне помог? Из-за твоей помощи я, бросив грудного ребенка, гну спину среди навозных куч. Все понимает Аюп. Но ведь не все от него зависит, он сам в положении взнузданного жеребца, сколь бы ни горы железные удила, не перекусить их. Даже сопротививший Маликой он расстаться не может. В уставе партия семьи рассматривается как нерушимая ячейка общества, виновную в ее распаде сторону ждет суровое наказание. Только вот о делах сердечных в уставе ничего не сказано, не учтено, что сердцу не прикажешь, узду на него не накинешь. Малика давно уж подозревает, что у нее появилась соперница, и соперница эта – Мадина. Когда Аюп зашел домой за тулупом, Малика, глянув на него искоса, спросила: «Никак собираешься отправиться в путь в санях?» В этой стороне буран был очень сильный, дорогу замело, машине не пробиться. Тогда уж подвесь под угол колокольчик. Колокольчик? Зачем? В наших краях женихаться так ездили. Малика, ты от знахарки пришел как подмененный. Возбужденное состояние Аюпа Малика связала тогда с предполагаемой соперницей и теперь вот не сдержалась, подколола его. Похоже, старуха сильно тебя обрадовала. Малика, ты сама не понимаешь, что несешь. Конечно, раз не говоришь, что она сказала. Мне надо подумать. Разговор был нешуточный. Старуха меня прямо-таки огорошила. Когда закрылась дверь за мужем, Малика обессиленно присела на стул. Неужели старуха? Нет-нет, хоть и гадалка, откуда ей знать подробности жизни Малики? Зря встревожилась. И мужа зря разозлила. Могла бы уж придержать язык. На каком основании она приревновала Аюпа к Мадине? Видимых причин в роде нет. Только вот душа не на месте. Лошади, коренник и престижная, упитанные, заставившиеся в конюшне, шли бодрой рысью,
Не было нужды взмахивать кнутом. Долгая дорога вполне устраивала Аюпа Газизовича. До новой встречи со старухой-знахаркой он многое должен обдумать, упорядочить мысли, успокоить растревоженное сердце. Когда он, сам не свой, вышел из дома старухи, захотелось поговорить с кем-нибудь из близких ему людей. Перебирая в памяти своих знакомых в Таулах, вспомнил об однополченьке, Лидии Николаевне. Пошел к ней на работу, как бы подвернулся случай и зашел навестить ее. Ничего особенного в их разговоре вроде бы не было. К слову пришлось, спросил, как дело у племянницы Лукмана Талиповича. Лидия Николаевна чуточку подумала, обратив синие глаза к потолку, и дала неожиданный ответ. «Знаете, я боюсь дня, когда ее сознание прояснится». «Боитесь? Разве это плохо, если она выздоровеет?» Дело вот в чем, Сабили поймет, что ее воображаемый ребенок – просто тряпичная кукла. И все же надо ведь вернуть человека в реальный мир. Это так, но тут особый случай. У нее появилось молоко. Молоко? Да, Аюп Газизович, грудное молоко. Ее организм настроен на кормление ребенка. Выйдя проводить крайне удивленного Камалетдинова, Лидия Николаевна на прощание сказала: «Аюп Газизович, мы ведь фронтовики. Зашли вы как-нибудь ко мне домой. Я вижу, вам хочется поделиться тем, что на душе у вас накопилось». «Хочется, Лидия Николаевна. Неплохо бы было посидеть, поговорить. Знаешь, Камалетдинов и сам не заметил, как перешел на «ты». Ты мне близка, как родная сестра». «Спасибо, Аюп Газизович. Могу сказать, что и у меня схожее чувство». Так они расстались. И полегчало на душе Аюпа. Хотя то, что услышала племянница Лукмана Талиповича, опять взбудоражило его мысля. Перед этим в разговоре со знахаркой он узнал, что Сабили – жена Ихсанбая Муратова и что уехала она в Таулы на последние месяцы беременности. Стало быть, выстраивается такая цепочка фактов. Сабили – жена Ихсанбая, возглавлявшего в годы войны сельсовет, Ихсанбай – сын Сибагата, то есть Дингисхана, и Фаузия Барсынбеки. Старуха была заинтересована в том, чтобы раскопали место, где стоял их сгоревший дом. Почему? Хотела отвести подозрения в убийствах и поджоге от Хашима. А кой черт сдался ей в Хашим? Он – отец Мадины. Значит, каким-то образом с этой непростой историей связана и она. Не о ней ли шла речь, когда старуха сказала при самой первой встрече, что к нему, Аюпу, придет молодая женщина, и попросила помочь ей? Вопросы. Может быть, поговорив с Мадиной, он получит ответы на некоторые из них. Прощаясь, старуха предупредила: «Это лишь начало нашего разговора. Продолжим его потом. Придешь, когда в голове у тебя прояснится». И добавила, усмехнувшись: «Если не надумаешь арестовать меня, не бойся, я далеко уйти не смогу. Разве что на расстоянии длиной с топорище, как говорится в сказках. А средства для того, чтобы девочка твоя заговорила, я знаю. Только сказать, что это за средства, пока не могу. Вот она жизнь, не верящий ни в Бога, ни в чертаюб зависит от знахарки, вынужден ловить каждое слово из ее уст». Буран, побуйствовав на огромных пространствах, переместив наваленные в течение зимы снеговые горы, перекрыв наезженные пути, заставив народ, что называется, поплясать под свою дудку, наконец-то обессилел и прекратился так же внезапно, как начался. Погода наладилась. Солнце, будто извиняясь за недельное почти отсутствие, щедро осыпало лучами соскучившийся по ним мир. На Тереклинской ферме коров выгнали из коровников прогулочный загон, и они, волю теперь накормленные, подставив похудевшие бока под солнечные лучи, неторопливо жевали свою жвачку. Утомленные авральной работой скотники, собравшись в круг, дымили самокрутками. Посредине круга в санях на ворохе соломы восседал Шангарий. Это было первое его явление народу после происшествия с быком Гифритом и долгой госпитализации то, по его собственному желанию, в летней кухне, то в бане. Лежать дома, где поселился Убер, он решительно отказывался. Услышав от Рауза о предстоящем общем колхозном собрании,
Шангари заявил, что и он туда пойдет, а если Рауза не отпустит, то сбежит. Рауза велела ему надеть новую белую рубашку. Ворот рубашки оказался тесноватым, душил, как удавка, тем не менее Шангари потребовал еще и галстук. «Зачем он тебе? Галстуки только большие начальники носят», — сказала Рауза. Шангари рассердился, даже ногой топнул. «Шкажана тебе найди. Я не хуже начальников. Кто другой, может, и не исполнил бы каприз дурачка, но сердобольная Рауза принесла из лавки ярко-красный галстук. Цвет Шангарею не понравился. Такие шапляки в школе носят. «Да нет же», — возразила Рауза. «У них треугольные галстуки, а этот — настоящий мужской. Разве мужчины крашеные галстуки надевают? А зачем бы иначе государство их выпускало? Только не каждому такой достается». «Ладно, тогда надену», — согласился Шангари. Белая рубашка, красный галстук, купленный Раузой зеленый пиджак, черные брюки, поверх пиджака, позаимствованная у Хусайна поношенная стеганка, на ногах белые подшитые валенки, вполне еще сносные. В таком облачении предстал Шангари перед работниками фирмы. И вот скотники, посмеиваясь, разглядывают его. «Шангари, кто это тебя так нарядил? Мамочка Раужа. Выходит, любит тебя мамочка. Жнама, любит. Я, красивый и шумный. А тебя хорошо кормит? Еды, во». Шангари провел истончившийся за время болезни рукой по шее. «Я медвежатину ел». «Откуда у вас взялась медвежатина?» «Муж мамочки Раужи, Убер, вчера я медведя убил». «Брось, не может быть». «Может. Клянусь. Убер Мяшу на чердаке спрятал. Я в щелочку смотрел, видел. Много Мяша. Только мне мало досталось. Урош в шеувиш. Ну и выдумщик ты, Шангари». «Не выдумщик. Медведь страшный, рогатый. Ха-ха-ха. Разве у медведя могут вырасти рога? Ишь как. Ха-ха-ха. А когда это было? Давно. Теперь мамочка Раужа меня житирухой кормит». Развеселившиеся мужчины не заметили, как к ним подошел Мирхайдаров. «Здравствуйте. Что за собрание в неурочное время?» Тут Мирхайдаров увидел Шангария. «А ты, Кустым, опять пришел быка дразнить? Зачем это я буду его дразнить? Бык красное не любит, а ты красный галстук нацепил». Скотники сдержанно засмеялись. «А вы, бородатые младенцы, с чего так развеселились?» «Да вот Шангари говорит, что Ишмамот в своем сарае медведя убил. Правда, давно. Медведь, говорит, рогатый был. Мало ли что в голову ему придет. Давайте-ка займитесь делом. На общее собрание приедет Камалединов, может заглянуть и сюда». Скотники направились к коровнику, Шангари поковылял к караулке. Мирхайдаров снял шапку, повертел в руках, снова надел. До него донесся голос одного из скотников. «И то правда, кому еще, кроме Шангарея, пришло бы в голову явиться на ферму в белой рубашке и с красным галстуком? Из-за него и попал в беду Хашим», — отозвался другой. Собрание началось с доклада, в котором председатель колхоза подвел итоги работы за год. Камалединов мысленно сравнивал прозвучавшие в докладе цифры с показателями других хозяйств. Колхоз Алуга на общем фоне выглядел средним, ни к отстающим хозяйствам его нельзя было отнести, ни к передовым. В животноводстве дела шли в целом неплохо. Камалединов взглянул на сидевшую рядом с ним в президиуме доярку, Галима Мингажева. Ее портрет висит на доске почета у райкома партия. Полнотелая, курносая женщина. Курносость не лишала ее миловидности. И умадины показатели, оказалось, неплохие. Поднялась на второе место по надоям, несмотря на то, что в группе у нее только первотелки, прозвучало в докладе. Камалединов отыскал ее взглядом в дальнем углу зала. Аккуратная, по фигуре, пальто, на голове, берет, придающий ей сходство с активистками начального периода советской жизни. Рядом с ней сидел большеголовый детина с красным галстуком на шее. Камалединов прежде слышал о нем, а сегодня увидел при посещении фирмы. Дурачок, охватила ума подсесть к самой красивой в ауле женщине.
Аюпу Газизовичу вспомнились и Эсмеральда и Квазимода из романа Гюго. По причуде природы, что ли, с красотой часто соседствует уродство. Мадину, похоже, ничуть не смущало соседство с убогим человеком. Иногда она спокойно кивала в ответ на его вопрос или говорила что-то. Обычно к таким обиженным судьбой людям окружающие относятся по меньшей мере пренебрежительно, но Мадина выше этого. С трудом отведя взгляд от нее, Камалединов вновь сосредоточился на докладе. В сложных условиях непогоды, когда колхозное стадо оказалось под угрозой истощения и даже гибели, Мадина Ирназарова пламенным словом подняла весь аул, призвала на помощь ферме. От всего сердца выражаю ей признательность за это. Зал поддержал докладчика аплодисментами, все повернули голову в сторону Мадины. Шангари принял рукоплесканье на свой счет, показал в радостной улыбке, можно сказать, все 32 зуба и даже встал и раскланялся, как делали это выступавшие на концертах в их обшарпанном клубе самодеятельные артисты, чем развеселил участников собрания. После доклада слово было предоставлено Камалединову. «Раз приехал, я, конечно, выступлю», — сказал он. «Но давайте сначала послушаем лучшую доярку колхоза, рекордсменку в масштабах района Галиму Мингажеву. Пусть она поделится своим богатым опытом». По залу прокатился шумок, скорее, даже смешок. Не понявший, в чем дело, Камалединов обратился к Галиме. «Давай, сестрица, будь посмелей. Работаешь по-боевому, по-боевому расскажи о своей работе». Галима вышла за трибуну. «Встаешь пораньше, работаешь побольше. Корм вовремя раздашь, вовремя напоишь. Ну и вовремя корову с быком сведешь». В зале поднялась одна из пожилых доярок. «По-твоему, Галима, мы больше тебя спим, меньше работаем? А корова, когда в охоте, без тебя и без меня с быком не сойдется, что ли?» Мирхайдаров постучал карандашом по столу. «Соблюдайте порядок. Просите слова, если хотите что-то сказать». Пожилую доярку это не остановило. «Вы сами нарушаете порядок. Галима доит 32 коровы, а числится за ней 25. Из зала послышался еще один голос. «Кабы дали нам коров батрачек, так и мы бы в передовых ходили». Саев испоенное телята молоко на Галиму записывает. Не удалось выступление Галимы. Вернулась, побагровев, на свое место за столом. Мирхайдаров быстренько предоставил слово Камалединову. Как только раздался басовитый голос руководителя района, все успокоились, приготовились выслушать, что скажет редко появляющийся у них большой начальник. Он посвятил свое выступление задачам, стоящим перед тружениками сельского хозяйства района. Промолчать о только что происшедшем инциденте Камалединов, разумеется, не мог. Пообещал, что специалисты разберутся в этом деле. Остаться после собрания на концерт участников художественной самодеятельности он не намеревался, но остался, желание поговорить с Мадиной взяло верх над прочими соображениями. Начался концерт. На просцениум вышел юноша с комсомольским значком на груди, продекламировал стихи, восславляющие партию. Затем со сцены, еще закрытой занавесом, еле слышно, будто издалека, из гор и лесов, донеслась мелодия Кунгербуги. По мере того, как раздвигался занавес, мелодия и призывной хау звучали все громче, и, наконец, в полную силу зазвучала старинная народная песня, исполняемая женским хором. «Где искать их? Вот беда. Убрели невесть куда. Кунгербуга, хау. Кунгербуга, хау». Да, слова обыденные, простенькие, но с ними связана легенда, питающая гордость народа. В поисках отбившейся от стада вместе с теленком коровы, Кунгербуги, иначе сказать, буренушки, героиня легенды Тандыса обнаруживает удобный путь по хребтам Урала, ставший тайной военной дорогой башкир, благодаря которой они одерживали славные победы при защите родной земли от иноземных захватчиков. «Слушай, Азатаглиевич, это же почти профессиональный хор», — сказал Камалединов, когда песня смолкла. Мирхайдаров благодарно улыбнулся. Мадина его организовала. Не смог прославить ваш колхоз Аврасий,
Так этот хор, я думаю, прославит. Ну и новые соврасы еще народятся. Только бы новые пули, чтобы нацелить на них, где-нибудь не отлили. Хор исполнил еще несколько народных песен. Тири Клинцы и сами, впервые став свидетелями его выступления на таком уровне мастерства, разволновались, долго хлопали в ладоши. Следующий номер нашей программы. Начал был вышедший на сцену ведущий, но не успел объявить танец, кто-то из зала крикнул: «Пусть еще Мадина споет». Зал опять расшумелся. Как Валиукастом пляшет, мы уже много раз видели. Мадину просим. Мадину, Мадину. Тут раздался зычный мужской голос. Емагат. Всем в ауле известно, что прошлым летом Мадину поранила норовистая первотелка. Если вам хочется, чтобы она пела, зачем сунули ее в коровник? В птичьем, к примеру, мире соловья не принуждают каркать вместо вороны. Камалединов склонился к Мирхайдарову. Кто это? Хусайн, конюх наш. Это он воспитал Саврасова. Мадина, не ожидавшая такого поворота в концерте, вышла на сцену. Теперь она была в темно-вишневом платье, подчеркивавшем стройность ее фигуры, пышные волосы заплетены в две косы. «Дорогие односельчане», — заговорила она, приблизившись к краю сцены. «Я и вправду долго не могла петь, сегодня тоже не собиралась, но в знак уважения к вам и благодарности за вашу отзывчивость, которую я в минувшие буранные дни почувствовала в полной мере, одну песню спою». К ней подошли два кураиста, и в зал полилась песня, чуточку озорная и в то же время с грустинкой. «Когда баршин тесьмы нашла я белый, украсила бы свой камзол тесьмой. Мечтой о тебе живу несмелой. Ответишь ли мне тем же, милый мой? Ах, прилети же на коне крылатом. Хотя бы ненадолго, налегке. И увези, вскочив на гбузата. След поцелуя на своей щеке». Камалединова бросала то в жар, то в холод. Самым большим несчастьем в своей жизни он считал потерю родителей, а сейчас понял, несчастлив еще и от того, что душа тщетно жаждала и жаждет всепоглощающей взаимной любви. Вот рядом звенит, поет, лучится родник, который мог бы утолить эту жажду, но принадлежит он другому. Не о нем, о Юсупе, думает Мадина, не его ждет. Мысли Камалединова прервал шепот Мирхайдарова. «Нам пора. У Сарбинны пирог стынет». «А? Да-да». Увлеченный концертом народ, кажется, не обратил внимания на то, что секретарь райкома и председатель колхоза тихонечко вышли из зала. Мадина шла на ферму по облитой светом мартовского солнца дороги. С потаявших гребней придорожных сугробов свисали ледяные кружева, крупнозернистый снег казался россыпью бесчисленных бусинок. Утром еще холодно, к полудню зажурчит, заспешит, как бегущие куда глаза глядят ребятишки, веселые ручейки. Сегодня в душе Мадины светило солнце, наконец-то получила весточку от Абделяхата. Принесла ее пожилая женщина, пришедшая из Тубинска. «Это ты, Мадина?» — спросила она, войдя в избу, и сама же подтвердила. «Ясное дело, ты. Такой красивый, и обрисовал тебя Абделяхат моему бабаю». «Абделяхат». Мадина чуть не упала в обморок, обессиленно плюхнулась на краешек нар. «Он жив, иный. Жив, жив. Да что это ты так переполошилась? Дай-ка и я присяду», притомилась в дороге. Мой-то вернулся, да, пролежав неделю, простился с белым светом. Все мечтал, вот оклемаюсь и схожу повидаться к Мадине. С тем и отошел. Какая жалость. Что ж поделаешь, потерял там здоровье. Что он рассказывал? Он больше сам расспрашивал, а рассказывать, считай, не рассказывал. Спросит его, как, мол, там, а он только рукой махнет, лучше, дескать, не спрашивайте, сил нет вспоминать. Многие его навестили, вот он их и расспрашивал, как тут жили. Он ведь образованный был, из-за того только и погубили его, что сын муллы. У тебя, я гляжу, дитя. Родила, значит. Мальчик. Да утом назвала. Бабу мой говорил, что вы с мужем так условились. Абделяхат вот подарочек тебе прислал. Женщина достала из кармана платочек, в него была завернута кедровая шишка.
Орешки велел в землю посадить, чтоб деревья возле избы выросли. Мадина взяла шишку как великую драгоценность. От шишки чуть пахло смолкой. Но не это главное, она побывала в руке самого дорогого ей человека, в нее впитались его тепло, его тоска, его любовь. «Спасибо, Инны». Мадина обняла женщину, лицо которой горькая жизнь избороздила глубокими морщинами, и заплакала. «Поплачь, дочка, поплачь. Абделяха-то не собираются отпустить?» Спросила я у Бабая об этом. Сказал, если будет очень ждать, как ты ждала меня, обязательно дождется. Правда? Так и сказал? Так, дочка, так. А иначе зачем бы я вон откуда пешком к тебе пришла? Дети у тебя есть, Инны? Были. Умерли, кто от оспы, кто от тифа. Может, еще бы родила, кабы с мужем не разлучили. Одна-то теперь, значит. А что если не вернешься туда, останешься у меня? Будем жить вместе. Уж и не знаю. Баба мне тоже перед смертью сказал, отыщи, Газима, Мадину, может, прибьешься к ней, а то одной в старости тяжело будет. Тут проснулся Дауд, детский лепет наполнил избу радостью. Запел самовар, пришла Магинур с вязанием, принялась тютюшкать ребенка, приговаривая: «Наш Дауд молодец. И пригож, и умница. Вот приедет отец и мне налюбуется». Три повеселевшие женщины устроились у расстеленной на нарах скатерти. Газима выставила гостиниц. «Отведайте моего бурхака 20. То-то он у меня чесался, гостинцу, значит. Кто своего гостинца поест, у того жизнь будет долгой. Мадина, дочка, перед уходом на ферму натаскай в баню воды, и стоплю для гостя. Вот так, Газима, мы и живем, подпирая друг дружку. Очень хорошо. Дочка вот и меня сюда зовет». Две пожилые женщины остались чаевничать. Мадина, наполнив котел в бане водой, отправилась на ферму. За пазухой у нее, согревая сердце, лежала кедровая шишка. Говорят, человек может забыть друзей, но вычеркнуть из памяти врагов не может. Галима за годы своей недолгой пока что жизни успела вдоволь отведать и кислого, и пресного. Вдобавок к тому, что, похоронив отца с матерью, лишилась она и спокойной канцелярской работы в правлении колхоза, родив без мужа дочь и тем самым ославив свое имя. Случилось это нежданно-негаданно, хотя Галима и замечала, что председатель сельсовета посматривает на нее масляными глазами, и даже как-то сказала об этом подружке своей Мадине. Однажды вечером, дело было в начале зимы, Ихсанбай предупредил ее: «Завтра в 5 утра буду ждать тебя у моста, надо провести на ферме контрольную дойку». По плану. Не догадываясь, что угодит в селок, девушка рано утром впрыгнула в развернутый в кашовке тулуп. Хорошо. Можно даже, пока доедут до фермы, еще немножко поспать. Ихсанбай закутал ее в тулуп с головой. «Бай-бай, детка». В тепле, убаюканная покачиванием кашовки, Галима и вправду уснула. А проснулась от того, что Ихсанбай, остановив лошадь, поднял ее, закутанную в тулуп, и отнес под сток. Ихсанбай, мы же, уй! В небе еще перемигивали звезды, их заслонила голова шумно задышавшего Ихсанбая. Наверно, и сама Галима этого хотела, ни днем, ни ночью не давали ей покоя, ныли налившиеся груди, тело томилось в ожидании предусмотренной природой встряски облегчения. Она отдалась покорно. Оказалось, Ихсанбай прихватил с собой вареное мясо и водку. Они провозились под стогом до полудня. У Галимы вспухли прикушенные губы, под глазами проступили синяки. Когда собрались вернуться в аул, она спросила: «Ты меня не бросишь?» «Послушай, девонька». Глаза Ихсанбая посуровели. «Ты в ауле со мной при людях не заговаривай. И вообще считай, что все случившееся сегодня тебе приснилось». На ферму они, конечно, не заехали. Ихсанбай высадил Галиму из кашовки на въезде в аул. Последующие события заставили ее забыть об Ихсанбае. В память о том утре родилась Самира. В пору, когда в пережившей войну стране мужчин стало намного меньше, чем женщин, и не каждая из девушек, ни в чем себя не опорочивших,
выпадал жених, выйти по-человечески замуж Галима уже не надеялась. Дочку, единственное свое утешение, иногда она бурно ласкала, но случалось, что и жестоко била, видя в ней начало всех своих бед. Лицом девочка была в мать, 1:1, поэтому народ в ауле, как ни гадал, отца ее угадать не смог. После рождения ребенка Галиму на прежнюю работу не позвали, пришлось пойти дояркой на ферму. На следующий же день за фермой зажал ее в темном углу. «Я тебя в передовике, в герой выведу», — сулил он, тиская ее, да так, что верхняя пуговица платья оборвалась, а остальные расстегнулись. «Ты мне еще девчонкой понравилась». Не лежала душа Галимы к плосконосому Саяфу Шамсудинову, но он, дьявол, все-таки добился своего. «Ладно», — сказала она, чувствуя, что колени у нее ослабли, — «только к другим женщинам, пока есть я, не липни». «На кой хрен мне другие при таком богатстве?» — отозвался Саев, поцеловав ее обнажившуюся грудь. «С сегодняшнего дня оно мое, да, Галима». В сравнении с его женой, напоминавшей засохшее на корню дерево, Галима выглядела райской гурией, и Саев, похоже, влюбился в нее, да и она постепенно свыклась с ним, стала скучать по его ласкам. Когда им удавалось прийти к ней на всю ночь, они не могли наговориться, насытиться друг дружкой. Однажды, придя под хмельком, он сказал: «Возьму да и женюсь на тебе, разведусь со своей коргой». «Так ты же партийный», — напомнила Галима. «Разве тебе позволит?» «Плевать на партию», — расхрабрился Саев. «Мне что, целоваться, спать с ней?» Однако ночь сменилась утром его ждала работа, вечером — политучеба, в общем, закружила храброго петушка привычная жизнь. Галима, уже набравшаяся опыта, почувствовав, что забеременела, побежала на нижний конец аула к бабке Тайбе. «Спаси, иной. Отблагодарю ягненком из осеннего приплода моей овцы». «Смотри, девонька, грех на себя берешь», — предупредила бабка. Избавила она Галиму от греховного плода, а потом еще и еще раз. И каждый раз, лежа на голом полу в ожидании действий старухи, клялась Галима сама себе: «Останусь жива, так больше никогда не буду обижать Самиру». И просила Всевышнего помиловать ее, оставить в живых. Но вот опять, на этот раз поздновато, упала она к ногам своей спасительницы, умоляя помочь, и упросила такай, а плод, несмотря на старания бабки, не выходил из чрева. «Большой уже», — сказала старуха. «Ах, если от этого избавиться Галима, то...» «Нет, от мучений все равно не избавиться». Теперь ведь к Саяфу добавился вражин учетчик. И этот зажал ее в темном углу, и не смогла она отбиться от него. Но самое странное заключается вот в чем: ошибиться в тот момент она не могла, по учащенному дыханию, по повадкам и прикосновениям, запомнившимся ей давним зимним утром под стогом, узнала в уроде Ихсанбая. У Галимы вдруг закрутило в животе, и она, на ходу сунув ноги в бабкины галоши, поспешила на двор, в нужник. Там полилась из нее кровь, и на пол выпал похожий на цыпленка в недосиженном яйце ребеночек с зажмуренными глазами, сжатыми в кулачки пальцами. Дрожа всем телом, Галима носком галоша спихнула его в отверстие нужника. После общего колхозного собрания Ихсанбай принялся наводить на ферме порядок. Прежде всего поставил, что называется, ребром вопроса перераспределения коров с тем, чтобы у доярок были равные по численности группы, и Галима лишилась батрачек, молоко которых приписывалось к надоям от остальных коров ее группы. Саев лишился возможности приписывать ей испаиваемое телята молоко. Несколько раз он поскандалил с учетчиком, но тот твердо стоял на своем, ибо закон был на его стороне. Едва оправившаяся после тяжелого аборта, Галима тоже попробовала поговорить с мнимым Ишмаматом. «Ты что это собачишься со мной, товарищ учетчик?» — начала она полушутливо, оставшись с ним с глазу на глаз. «Стараешься выдвинуть вперед Мадину? Она что, в постели лучше меня? Людей не стыдишься, так Аллаха побойся, Галима. Ах, будто сам ты его боишься. Похоже было на это, когда лишил меня под стогом невинности. Ты, наверное, сошла с ума. Под каким стогом?
Что ты несешь? Не трогай, говорят, говно, вонять будет. Но смотри, лопнет мое терпение, и завоняешь, дыру, чтоб спрятаться, не найдешь. И ушла Галима из красного уголка, громко хлопнув дверью. Забыв о боли в животе, принялась кидать вагонетку скопившийся в стойлах навоз. Кипели в ней обида, злость, жажда мщения. Оборотень. Ишь, явился, прикинувшись невинной жертвой. Из-за тебя, кобель поганый, я, когда ягодкой алой была, ославилась, родила в грехе. Думал, небось, что не узнают люди тебя, раз обличим стал страшнее банного беса. В горячих перегрузила Галима вагонетку. Навалилась на нее всем телом, напряглась так, что на лбу выступил холодный пот, но вагонетка не сдвинулась с места. Рассердившись, толкнула изо всех сил и почувствовала, что внутри нее что-то оборвалось. По ногам теплыми струйками потекла кровь. Уф! Стыд-то какой, если кто-нибудь увидит. Она присела на корточки, укрывшись за коровами, в надежде, что кровотечение вскоре прекратится. Случалось такое и прежде, мало ли кровавых следов оставила она в этом коровнике. Но кровь текла и текла. Галиму затошнило, в глазах потемнело, и она, потеряв сознание, привалилась к боку спокойно жевавшей свою жвачку коровы. Окрыленная весточкой, доставленной Газимой, Мадина, закончив дойку, принялась смывать теплой водой налипшую на коров грязь. Когда очередь дошла до буренушки, та попыталась лизнуть ее лицо. Уворачиваясь от нее, Мадина увидела подошедшего к ней учетчика. «Сегодня, Мадина, ты надоела больше всех», — просипел он. «Коли дело пойдет так и дальше, щелкнешь Галиму по носу, отберешь ее славу. Я, агай, к славе не рвусь. Бэй, разве тебе не хочется походить в героинях? У каждого человека свои потребности, мне и так хорошо. А может стать и лучше. Видишь ли, агай, героинь начальство хвалит, а народ не любит. Ну, как в школе сверстники не любят отличников. Ничего хорошего в этом нет. Интересная у тебя логика. Уж какая есть». Ихсан бы похромал к выходу из коровника. Пробовал он подступиться к Мадине так и этак, но перекинуть мостик ее сердцу не удавалось. «Ничего», — пробормотал он, — «не бывает, говорят, речки без брода, батыры без слабинки». А Мадина обмывала, оглаживала любимицу. «Вот, красавицей теперь ты стала. У меня сегодня праздник, весточку издалека получила. Ай, буренушка, если бы ты умела разговаривать, поделилась бы я с тобой своей радостью». Когда понадобилась вагонетка, чтобы убрать навоз, Мадина побежала к Галиме и обнаружила ее лежащей без сознания. Животноводы, завершив утреннее дело, уже разошлись по домам, последним ковылял в сторону аула учетчик. Но лошади, закрепленные за фермой, и упряжь были на месте. Мадина сама запрягла лошадь, перетащила Галиму в сани и повезла ее к ней домой. В доме было холодно, на нарах, съежившись, сидела кудрявая девочка. Но первым делом надо было помочь ее матери. «Галима, подружка, что с тобой? Очнись». Галима открыла глаза. «Сама, разве не видишь? На вилы, что ли, напоролась? Какие вилы? Ты же вся в крови. Затопи печь, нагрей воды». «Ах, Галима. Умру, наверно. Меня никто не видел. Смеяться будут, разговор пойдут». «Над чем смеяться-то? В самом деле не понимаешь? Ты же сама ребенка родила». «Так ты, родила? А где ребенок? Просто кровотечение у меня, сильное». Галима смежила веки. Маленькая Самира, видя, что с матерью что-то неладно, захныкала. «Неужели дочка останется сиротой, а?» — Мадина проговорила Галима, не открывая глаз. «Ты помнишь, как мы плясали, когда еще девчонками были? Сапожек у нас не было, так, чтобы сильнее стучать по полу, макали в валенки воду, замораживали и плясали. Голова кружится, а мы пляшем». Мадина испугалась. «Бредит, что ли? Что делать? Как ей помочь?» Каждой деревенской женщине известна целительная сила хотя бы 2-3 трав: душицы, зверобоя. Мадине прошлым летом,
Когда у нее из горла шла кровь, посоветовали пить отвар крапивы. Это ей помогло, и сейчас у нее в избе висели на стене несколько засушенных пучков этого жгучего растения. «Галима, полежи чуток спокойно, я сейчас вернусь», — сказала она и, воспользовавшись стоявшей у ворот запряженной лошадью, быстро съездила домой. Затем развела огонь в очаге, вскипятила воду, приготовила отвар крапивы, напоила имени Галиму. Вдобавок почти силком влила ей в рот несколько ложек растворенного сахара, чтобы побыстрее восстановить ее силы. Спустя некоторое время лицо Галима порозовело. «Коров моих. Я позабочусь о них. Ты отлежись. Эх, подружка. Достаток, говорят, мирит, нужда ссорит. Что мы с тобой не могли поделить? А разве мы когда-нибудь ссорились?» «Вообще-то нет, не ссорились. Раз так, лежи спокойно. Дочку твою я накормила, сама скоро поправишься. Если обо мне спросит, скажи, сердце прихватило. Ладно. Теперь на первое место выйдешь ты, Мадина. Аллах мой. Нашла из-за чего волноваться. Благодари небеса за то, что жива осталась. Тебе легко так говорить. Ты выйдешь на сцену, споешь, и все смотрят на тебя восхищенно. А у меня, кроме звания передовой доярка, ничего нет. Дочка у тебя есть, Галима? Ах, Мадина, тебе трудно понять меня. Этот ребенок все время напоминает мне о моем позоре. Ребенок ни в чем не виноват. Нет, не поймешь ты меня. Закусив губу, Галима отвернулась к стене. Газима оказалась для Мадины настоящим кладом. Сходила в Тубинск, продала там что у нее было и, вернувшись, сразу занялась необычным, весьма выгодным ремеслом. Купив теряклых шерсть, принялась вязать обувку вроде детских сандаликов, в подошвы для прочности вплетала козий волос, на запятки нашивала вырезанную из голенищ бросовых сапог кожу. Отменной получалась обувка, легкая и теплая. Вскоре у нее уже отбоя от заказчиц не было. А как она прила! Тянула ровную тонкую нить, будто паук паутину, затем вязала кофты, которые тоже шли на расхват. Изба Мадины превратилась в мастерскую. Тут же крутилась Магинур, и ей Газима поручала самую простую работу. Была она не только мастерицей на все руки, но и рачительной хозяйкой. Магинур, кроме коровы, держала и коз. Газима сделала ей замечание. Козлят надо подпускать к матерям лишь до поры, когда у них рожки обозначатся. Зачем зря молоко тратить? Из всего умела она извлекать выгоду. Пустила козье молоко на изготовление кумыса, почивала Мадину. «Пей, дочка, пей, у тебя работа тяжелая. Раз повредила легкие, беречься должна. Кумыс для легких полезен». Мадина почувствовала прилив сил. Нашлись желающие попить козель кумыс и вауля. Приносили в обмен на целебный напиток муку, мясо, зерно. И изделия свои Газима обменивала на продукты. В ауле только последний лодырь впроголодь жи. «Вет», — говорила она, — «я свою швейную машинку Зингер не продала, вот привезу ее, и еще лучше заживем. До утра нашего к возвращению отца откормим, чтобы стал упитанным, как барсучонок». Мадина, раз сняли с нее домашние хлопоты, свободное от работы на ферме время посвящала занятиям с организованным ею хором. Теперь она мечтала научить хор четырехголосному пению в сопровождении оркестра народных инструментов. Обошла в ауле всех, кто владел тем или иным музыкальным инструментом. Ложилась спать и вставала с мыслью об исполнении этой мечты. А сегодня она занесла из сени в избу горшки из-под засохших цветов, принялась пересыпать в них набранную за годы землю. «Не как цветы собираешься посадить?» — спросила Газима, оторвавшись от своей работы. «Нет. Я завернула кедровые орешки во влажную тряпицу, положила в теплое место, и вот из них проклюнули 7 росточков. Посажу их в горшки. Гляди-ка ты. Давай помогу, у меня рука легкая. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Подрастут в избе, на улицу пересадим. А в нашем краю они вырастут. Почему бы не вырасти? Просто раньше никому не приходило в голову привезти сюда семена. В тайге, баба мой говорил, они очень большие, высокие. Тамошние жители из орешков масло выжимают,
Кто такого масла попьет, тот 100 лет живет. Закопали орешки в землю, поставили горшки на подоконнике, и в избе воцарилась на некоторое время тишина. Женщины задумались, каждая разматывала свой клубок мыслей. «Совсем ведь еще молодая», — думала Газима о Мадине. «Если не вернется Абделяхот, пройдет ее жизнь в тоске. Сейчас-то при такой красоте могла бы встретить приличного мужчину, готового стать Дауту отцом, да ведь ждет своего Абделяхота и будет ждать. А я-то сама разве не ждала, хоть и сватались ко мне не раз. Эх, услышали бы меня на небесах и совершилось чудо, открылась бы вдруг дверь и вошел Абделяхот», — думала Мадина. «Если даже измученный, больной, уж я ли не найду слова, чтобы исцелить его душевные раны и средства от телесных болей. Лишь бы вернулся и сказал: «Я люблю тебя, Мадина». Закапывая орешки в землю, она мысленно наказала им: «Зовите моего любимого, и пусть ветры донесут до него вместе с вашим зовом мою мечту, мою надежду». И взмолилась: «Господи, об одном только тебя прошу, не лишай меня любви». Первая отрешилась от своих раздумий Газима. «Какой сегодня день недели?» — спросила она. «Пятница. Благой день выбрала ты для благого дела. Я, Инны, намеревалась еще съездить сегодня в Таулы, навестить отца. На ферме меня подменит. А так, раз надо, съезди. За Даута не беспокойся, есть кому за ним присмотреть». Через часок, взяв сменную одежду для отца и узелок с гостинцами, Мадина вышла на большую дорогу, ведущую в райцентр. Еще не схлынули заботы, связанные с зимовкой скота, как наступила пора подготовки к весеннему севу. Камалединов выезжал и в МТС, и в колхозы, чтобы проследить, как идет ремонт тракторов и посевной техники. Остро стоял вопрос об обеспечении колхозов семенами. Будь в сутках 30 часов, и то их Аюпу Газизовичу не хватало бы. Насколько тяжело было поднимать на ноги обессилевшее за годы войны хозяйство, знает лишь тот, кто на своих плечах нес груз ответственности за это. Обветшали школы, клубы, библиотеки. Обветшали аулы, вот-вот развалятся, держаться на подпорках избы не вернувшихся с войны хозяев. Больно смотреть в глаза вдов, надеявшихся, что с окончанием войны все наладится. Таулы открыты ветрам со всех 4 сторон света. В свое время построенный неподалеку медиплавильный завод сжег, сожрал окрестные леса, оголив склоны гор. Задумал Камалединов озеленить крутосклоны, прошлой осенью начали сажать молодые деревца на террасах, надо бы, когда сойдет снег, продолжить эту работу, но она требует дополнительных средств, а где их взять? Человек, увлекшись, забывается в работе, но не одной лишь работой живет. Не дает Камалединову покоя последний разговор со знахаркой. В тихие ночные часы не раз вспомнился разговор с Мерхайдаровым у него дома после колхозного собрания в Теряклах. «С кем в ауле враждовал Хашим?» — спросил Аюп Газизович. «Ты это в связи с той анонимкой спрашиваешь? Она ведь послужила поводом для его ареста. Кто мог написать донос? Не знаю. В каждую душу ведь не заглянешь. Если верить молве, Гульбану родила близнецов от Ихсанбая Муратова. Допустим, Хашим ненавидел Ихсанбая и мог даже поджечь его дом. Но убить детей? Нет, Хашим не был способен на это. Все видели, что он любил мальчонок, и они висли на нем. Следствие не учитывает еще один факт: той же ночью, когда случился пожар, исчезла и сестра Хашима Зарифа. Куда она делась? Куда делись Ихсанбай и его мать, старуха Фаузия? Их костей на пожарище не обнаружили. Прямо-таки клубок загадок получается. Кем приходится этой старухе Мадина? Никем не приходится. Они просто по соседству жили. Мать Мадины, значит, погибла, нарвавшись на волков? Так считают в ауле. После того, как Ихсанбай с Ишмаматом при поддержке уполномоченного из райцентра отобрали у Гульбану корову, пошла она жалобой в Таулы и пропала. Где сейчас Ишмамат? На ферму счетчиком я его поставил. Дурачок Шангарий, его сын. Как же размотать этот загадочный клубок, Азатаглиевич? Если б я знал. Кстати, я не упомянул в числе пропавших еще одного человека.
Кого? Жену Ихсанбая Сабилю. Племянницу нашего главврача Лукмана Талиповича. Она сейчас в психушке, Азатаглиевич. Вот как? Может, и туда ниточка от этой истории тянется? Возможно. Мне стало известно кое-что, о чем вы здесь не знаете. Старуха, которую считали сгоревшей, жива. Фаузии. Ее настоящее имя – Бурсанбика. А имя бывшего вашего кузнеца на самом деле не Сибагат, а Дингесхан Бураншин. Они во времена гражданской войны сменили имена и фамилию. Бураншин. Жил в наших краях Тархан-21 с такой фамилией. Должно быть, Дингесхан из его потомства. Не знаю, чей он потомок, но подонок был первейший. Это он зарезал моих родителей. Да. Волки нередко рядятся в овечьи шкуры. У меня тут возникло одно предположение. Какое, пока не скажу. Нужны доказательства. Когда добуду их, следователи ахнут. Да и то, как говорят в таких случаях, Бог. А я чувствую, что старуха Барсенбика как-то связана с Мадиной, но что их связывает, выяснить еще не смог. Насчет этого я тоже пока ничего не могу сказать. Такой вот разговор состоялся между ними. Рано утром Камалединов уехал, так и не сумев поговорить с Мадиной. Теперь ему предстояло снова встретиться со старухой-знахаркой. Что еще откроется при разговоре с ней? Минувшей ночью Хашиму приснилась Мадина. Дочь, стоя перед зеркалом, расчесывала волосы. «Отец, может, мне заплести в одну косу?» — спросила она. «Нет, заплети в две, это тебе больше идет», — посоветовал Хашим и правильно сделал, во всяком случае, так ему представляется. Женская коса, по мнению толкователей снов, символ дороги, поэтому Хашим истолковал свой сон в том смысле, что Мадина, если бы заплела волосы в одну косу, собралась бы навестить его. Пусть уж лучше не ездит, не оставляет ребенка без материнского присмотра. Он, конечно, очень соскучился по дочке и внуку. Дауд, наверное, уже может сидеть, а то и ходить. Застрял тут Хашим, слишком долго тянется следствие. Впал было в полное отчаяние, но сейчас немного успокоился, сменился у него следователь. «Моя фамилия, Аддигужина, звать Шакирой Хисамовной», представилась ему женщина лет за 40. «Дальше следствие по вашему делу поведу я. С протоколами допросов я, разумеется, ознакомилась, хочу прояснить некоторые моменты. Пожалуйста». Женщина пригладила тронутые сединой волосы. «Интересно. Мы с вами, оказывается, служили в одной дивизии». «Да что вы!» Хашим обрадовался, словно встретил давнего друга. «Но пусть это пока останется между нами». «Хорошо. Перейдем к делу. Родители Сабили Муратовой живы?» «Нет. Умерли во время войны». «Что можете сказать о характере Сабили, и ее взаимоотношениях с окружающими?» «Она редко появлялась на людях, ни с кем не общалась». «Разве можно же так в ауле?» «Выходит, можно». Муж обеспечивал ее всем, что нужно, хозяйство вела свекровь. Она, Фаузия, и верховодила в семье. Сильный был характер у старухи, могла, как говорится, льва оседлать. Вы знаете что-нибудь о родственниках Сабили? В Айтаула живет ее двоюродный дядя, главврач районной больницы. Были разговоры, что он избавил Ихсанбая от службы на войне. Что вы не поделились с Ихсанбаем? Мы, в юности влюбились в одну девушку. В. Гульбану Насибулину, ставшую вашей женой? Да. Но тогда она была еще худайгуловой. А близнецы, они мои дети. И дочь, и они. Насибулин, вы не во всем были искренни, этим запутали следствие. Значит, вы знаете правду, а я нет. Зачем же допрашиваете меня? Я хочу помочь вам. Поможете, если найдете Сабилю и Ихсанбая с Фаузи. Впрочем, я не уверен, что они прояснят обстоятельства гибели моих мальчиков. Фуражка одного из них и сандалик были найдены в избе Фаузии. Это так, но будь виновна она, то не оставила бы эти вещи на виду, могла ведь уничтожить улики, а не уничтожила. Как Фаузия Муратова относилась к вашей семье? Как к Гульбану, очень хорошо.
Судя по рассказу моей дочки Мадины, во время войны помогла им выжить. Уже при мне, когда искали пропавших мальчиков, Мадина угодила в болотную яму и едва не погибла. Спасла ее, подняв крик: «Фаузия! На сегодня, Насибуллин, довольно, отдыхайте. Встретимся, когда я добуду дополнительные сведения». «Спасибо, Шакира Хисамовна, вы согрели мою душу». В камеру Хашим вернулся несколько приободренным. Прилег на койку, в КПЗ это дозволялось, и стал перебирать в памяти подробности допроса, смахивавшего на товарищескую беседу. Да-да, старуха Фаузия любила и Гульбану, и Мадину, с ним, Хашимом, тоже установила добрые отношения, признав его хорошим человеком. Не забывается разговор с ней у болота как раз перед происшествием с Мадиной. Если старуха жива, то наверняка, узнав, что он попал в беду, постаралась бы ради Мадины помочь ему. Но что-то, возможно, мешает ей протянуть руку помощи. Хашим лежал, погрузившись в размышления, когда открылась дверь камеры и дежурный милиционер скомандовал: «Насибуллин, на выход. К тебе приехала дочь, вам разрешено свидание». После свидания с отцом Мадина решила заодно повидаться со следователем. Отец сообщил ей, что следствие ведет теперь Адильгужина Шакира Хисамовна. Женщина эта, примерно одних с ее отцом лет, встретила Мадину доброжелательным взглядом. «Проходите, садитесь. Рассказывайте, что вас привело ко мне. Я, Шакира Опай, дочь Хашима Насибуллина. Мое имя Мадина». «А, Мадина. Вот ты какая». «Какая?» Адильгужина улыбнулась. «Чересчур красивая, что ли, не вписываешься в нашу обыденную обстановку. И ваше лицо не совсем подходит для вашей суровой профессии», ответила Мадина, расхрабрившись. «А для какой профессии, по-твоему, оно подошло бы лучше? Учительницы или врача?» «Отлично. Можешь, оказывается, по лицу человека определять его натуру. Я на войне была медсестрой, а до войны успела немного поработать учительницей». То, что Шакира Хисамовна уже в самом начале разговора перешла с «вы» на «ты», позволило Мадине облегченно вздохнуть и держаться раскованно. «А теперь вам больше нравится эта работа?» — спросила она. Адильгужина помолчала, обратив взгляд куда-то вдаль, за окно. Уместный вопрос. «Видишь ли, во-первых, война научила меня ответственно относиться к любой работе, от этого зависели человеческие жизни. Во-вторых, там, на войне, в порожденном самими людьми аду, я поняла, что бывают душевные раны, не менее мучительные, чем телесные. Исцелить от этих невидимых ран скальпель и шприц не могут, их надо по возможности предотвращать. Поэтому я решила стать юристом». Шакира Опай, не в обиду мужчинам будь сказано, женщины, по-моему, во всяком деле терпеливей, внимательней, чем они, не пренебрегут незначительными, на первый взгляд, фактами. «Ну-ну, не надо мне льстить. Я и так стараюсь помочь твоему отцу. Я планировала встретиться с тобой, хорошо, что сама приехала. Теперь мы познакомились, и тебе придется ответить на несколько моих вопросов. Я готова. Вопрос не с простых. Меня интересуют отношения Ихсанбая Муратова с твоей покойной матерью. В твоей воле отвечать на этот вопрос или не отвечать. Но повторяю, я стараюсь помочь твоему отцу, считаю, что он невиновен». «Спасибо, Шакира Хисамовна. В том, что папа невиновен в гибели моих братишек, до сих пор были уверены только я и Фаузияйны. Теперь ее нет. Что касается моей мамы Ихсанбая, меня собирались отправить в ЗО, мама упросила его отменить это решение. Я стояла в списке первой». Адильгужина достала из папки листок бумаги, положила перед Мадиной. «Вот этот список. Составлен Ихсанбаем Муратовым». «Ах! Что случилось? Букван. А что с ней?» «У нас на ферме учетчик ежедневно вывешивает табель с показателями по надоям. В моей фамилии заглавную букву пишет с точно такими же завитками. А кто работает учетчиком? Ишмухамед Агайбыктамбаев». Адильгужина достала из папки еще один листок, вырванный из ученической тетради, спросила, указав на заглавную букву «он»,
обведенную красным карандашом. Вот так же пишет. Да. Выходит, из список отобранных для отправки в зооподростков, и доносных Хашима Насибуллина, и заявления Ишмухамеда Бактамбаева в военкомат, и табели на вашей ферме написаны одной рукой. Но не спеши. Добавим к этому, что факт смерти Ихсанбая Муратова не доказан, и вновь обратимся к его отношениям с твоей матерью. На этот раз Мадина густо покраснела. Вспомнились ей невидящий взгляд матери, обращенный в сторону дома Муратовых, ее подушка, по утрам мокрый от слез, родимые пятна на лицах близняшек, такие же, как у Ихсанбая, страх, накатывавший на мать, когда приходило письмо с фронта от отца. Вывод из всего этого напрашивался однозначный. Но разве вправе дочь думать плохо о маме? Я больше, ничего. Мадина подняла на следователя полные слез глаза. Мама была очень хорошим человеком. Успокойся. Мы же должны установить истину в интересах твоего отца. Он и твоя мама жили дружно. Нет. Как ты думаешь, почему? Может быть, мама любила одного, вышла замуж за другого. Человек, которого она любила, Ихсанбай Муратов? Не знаю. Может быть. Она была такая же красивая, как ты? Да что там. У мамы глаза были как море, нет, как небо. Молодая, полная сил. И такая, смерть. Адильгужина закурила сигарету. Извини. Фаузияйна однажды сказала, я сумела защитить ее от людского суда, а от Божьего, оказалось не в моих силах. Почему она так сказала? Не знаю. Мадина прикусила язык, подумав, что сболтнула лишнее. Как относились друг к другу Фаузи и ее невестка Сабили, жена Ихсанбая. Они жили замкнуто, не выносили, как говорится, ссор из избы, все же думаю, что не очень ладили между собой. А почему так думаешь? Фаузияйна подкармливала нас тайком от невестки. Мадина, вы для Фаузи вроде бы чужие люди, не были связаны с ней родством. Почему она, несмотря на то, что невестка препятствовала ей, помогала вам? Не знаю. Соседка рассказывала мне, что Фаузияйна взяла на себя все хлопоты по похоронам, когда умерла моя бабушка Шихарбану и мама оказалась в отчаянном положении. Представь себе, Мадина, я бабушку твою помню. Шихарбану Худайгулова, моя двоюродная тетя. Она родилась и выросла в Сабаклах, я оттуда же. Поистине мир тесен. Да уж, только гора с горой не сходится. Посветлевшую, заметно оживившуюся Мадину Адильгужина проводила долгим взглядом, постояла у окна. Чем-то эта молодая женщина напоминала ее, Шакиру, в молодости, когда она, повязав на голову красную косынку, летала птицей, воодушевленной общей мечтой: мы новый мир построим. Разница лишь в том, что не было тогда в ее глазах печали, подобной затаившейся в глазах Мадины. Шакира ринулась защищать от врагов новый мир, о котором она и ее сверстники и сверстницы мечтали, и кровь свою, как многие, ради него пролила. Почему же следовавшие за ними поколения не стало счастливее, чем они? Знает Шакира в общих чертах историю злоключения Мадины, не знала только, что она такая красавица. Жизнь всегда кипела и пенилась вокруг красивых женщин, как вокруг хороших коней на ярмарке, самые опасные страсти взвихреваются возле них. Хотя мать Мадины растерзали волки, есть основания предполагать, что первопричиной этой трагедии была ее красота. Она, Шакира, неспроста интересовалась взаимоотношениями Гульбану и Ихсанбая. Одно дело, если Гульбану любила его с молоду, другое, если Ихсанбай домогался ее, для достижения своей цели лишил семью коровы, грозился отправить Мадину в ЗО. Разговор с Мадиной прояснил некоторые темные места в этом запутанном деле, вызвав, правда, новые вопросы. Если сейчас на Тереклинской ферме работает человек, чьей рукой написанный сельсоветский список и доносных Хашима Насибуллина, то почему он вылез из щели, в которой до сих пор таился? Что побудило его вернуться в Тереклы под чужим именем, подвергая опасности свою драгоценную жизнь? Ею он несомненно дорожит, сумел даже отвертеться от призыва на войну. Мадина так же, как и ее отец,
заволновалась, когда приблизились к тайне рождения близнецов. Это понятно, память о матери для нее свята, старается оберечь светлый образ от худого слова. Она не только красива, но и умна, в то же время чувствительна, легкоранима. Наверно, Гульбану была такой же. Вот ради кого пожертвовала своей молодостью тетя Шахарбану. История двоюродной сестры отца, ушедшей из аула с ребенком на руках неведомо куда, волновала Шакиру с отроческих лет. В какой-то мере раздумья о судьбе Шахарбану подтолкнули ее к нынешней профессии. Вернувшись за свой стол, Аддельгужина вновь задумчиво перелистала дело Хашима Насибуллина. В уме у нее мыслей и версий теснилось гораздо больше, чем было зафиксировано на бумаге. Уже не раз мысленно протягивала она ниточку от пропавшей Фаузии Муратовой к дому старухи Муглифы, в котором, по слухам, поселилась другая, невесть откуда взявшаяся знахарка. Она появилась в райцентре примерно в те же дни, когда произошел пожар в Теряклах. Среднюю школу Шакира окончила в Таулах, еще тогда, до войны, была наслышана о знахарке Муглифе, сама убедилась в том, что она умелая целительница. Однажды на лыжных соревнованиях Шакира упала, скатываясь с горки, и вывихнула плечевой сустав. Подружка привела ее к Муглифе, до ее дома было ближе, чем до больницы. Старуха вправила сустав, потратив на это всего лишь несколько минут. Осенью 45-го года Шакира уже сама обратилась к ней из-за долго не заживавшей фронтовой раны на ноге. Муглифа выглядела сильно отдряхлевшей, тем не менее способностей своих не утратила. В силу ее нашептываний Шакира не очень-то верила, однако отвары трав, которые она дала, подействовали благотворно, рана затянулась и до последнего времени особо не беспокоила. Только вот сейчас вдруг опять открылась, стала мокнуть. Это, собственно, и навело Шакиру на мысль о другой знахарке, поселившейся в доме Муглифы. Если верить слухам, будто бы сам Камаледдинов лечит у нее дочку. Почему бы и ей, Шакире, не сходить к ней? И рану, может быть, подлечит, и версию свою проверит. Приняв решение, Шакира убрала папку в сейф, оделась и вышла на улицу. В воздухе роили снежинки, похоже, назревал весенний буран, Акман-Токман. Ничего, он не так уж страшен. Слегка прихрамывая, Шакира пошагала в сторону к кривой улице, именуемой из ее окраинной обособленности также кривым аулом. Дом снаружи вроде нисколько не изменился, разве лишь из-за снега, но липшего на крыше и меж бревен сруба, казался более приземистым, чем на самом деле. Когда Шакира взошла на крыльцо, в сенях залаяла собака, затем послышался старушечий голос. «Цыц! Иди сюда, на!» Звякнул откинутый крючок, дверь открылась. «Заходи, она не кусается. Буран, видно, разыграется, собаку из сени не выгнать». В доме было тепло, пахло смородиновыми листьями, травами. Шакире сразу стало жарко. Сняла шубку, повесила на гвоздь, присела, не ожидая приглашения, на нары. «Иный, ты меня знаешь?» «Вроде видела. У меня много народу побывало, как всех упомнишь? Меня Шакирой звать. Прежняя хозяйка этого дома еще до войны мне вывихнутый сустав провила, потом помогла заживить рану. Я на фронте была, там осколком мины ранила в ногу. Нет лекарств, только одушевных мук, для всего остального можно найти. С какой нужды сейчас пришла? Да все та же рана. Сколько лет не беспокоила и вдруг открылась, стала мокнуть. Давай посмотрю». Шакира спустила чулок, размотала бинт. Знахарка, сотворив краткую молитву, подула на рану, поводила над ней раскрытой ладонью и кинула грязный бинт в очаг. «Иный. Надобности в нем нет. Рана подсохла. Только помажь вот зеленкой, и больше она не будет мокнуть». Шакира сделала то, что было велено, и, вымыв руки, вернулась на свое место. Старуха собралась вскипятить самовар. Муглифайны, живший здесь прежде. «Где она?» — спросила Шакира. «Истек отпущенный ей на земле срок. А ты давно пришла сюда из Теряклов?» Старуха, видимо, не ожидавшая такого вопроса, отставила самовар, села напротив Шакиры. «Раз знаешь,
что я пришла из Тереклов, зачем о времени спрашиваешь? Я не совсем была уверена в своей догадке, хотела убедиться, что не ошиблась. Шакира решила, что называется, ковать железо, пока горячо, пока старуха не пришла в себя. Сегодня у меня побывала Мадина. Мадина? Она, бедняга, об арестованном отце хлопочет. Мадина. На лицо старухи нахлынуло беспокойство. Как она, сильно сдала. Она не из слабых. Но трудно ей. Жаль, в такое время нет у нее никого, кто протянул бы руку помощи. Старуха ничего не сказала в ответ. Помолчав некоторое время, Шакира спросила: «Где твой сын, Ихсанбай?» «Не знаю. А невестка, Сабили?» «Она. Зачем она-то тебе понадобилась?» «Для того, чтобы распутать этот клубок. Чтобы понять, почему ты молчишь, затаившись здесь. Ждешь, когда Мадину окончательно погубит?» «Погубит? Типун тебе на язык. Если я не права, объясни, что заставило тебя жить затаившись. Раскрой свою тайну. Всему свой срок». «Какой срок? Когда он наступит? Когда стараниями Ихсанбая число жертв будет доведено до 5-6. Тяжелые слова говоришь, дочка. А то, что натворил твой сын, легче. Сказано в старых книгах, каждому воздастся по его делам. В каком положении я оказалась, в 2 словах не объяснить. Кое-что о себе я рассказала Камалетдинову, ждала для продолжения разговора его. Пришла ты. Догадываюсь, где ты работаешь, и рада встрече с тобой. Что касается Ихсанбая, если у тебя есть время, выслушай притчу. Один шакал, рыская ночью в ауле, угодил в бочку с белой краской. Сородичи, увидев его, поразились, совершенно белый, не похож на остальных. И приняв его за священное существо, спустившееся с небес, стали поклоняться ему. Он и сам поверил в свою избранность, позволял себе то, что другим не позволено. Но однажды в полнолуние стая завыла, глядя на ночное светило, и священное существо невольно выдало свою шакалью натуру, завыв как все. Как я поняла твое иносказание, шакал остается шакалом в любом обличии, и ты ждала своего полнолуния, когда Ихсанбай выкажет себя и все разъяснится без твоего участия. Я выносила его под сердцем, не мне его судить, но чему быть, того не миновать. Если бы Мадина была твоей внучкой, то ждала бы столько времени этого полнолуния. С чего пришла тебе в голову такая мысль о Мадине? Я, племянница Шихарбану Худайгуловой. Ты, племянница Шихарбану. На пути в Таул и Мадине крупно повезло, возвращался туда грузовик Райпотребсоюза, развозивший товары по сельским лавкам, и она доехала до райцентра в кабине, быстро и комфортно. Поэтому и в обратный путь вышла в надежде на какой-нибудь попутный транспорт. В самом деле, догнал ее трактор с санным прицепом. Шел он в Тубинск, расположенный в стороне от дороги на Тереклы, но оттуда до дома было намного ближе, чем от аулов, и Мадина облегченно вздохнула, забравшись в кабину трактора. Когда-то она с матерью ездила в Сюбу, так поселок называется по-башкирски, на базар, помнила женщину, у которой останавливались. Переночевав у нее, поднялась чуть свет, отправилась дальше пешком. Слегка буранила. На дороге не было машинных следов, шла по едва заметному санному следу, вспоминая вчерашнюю встречу с отцом и следователем. Отец немного похудел, на смуглом лице, которого давно не касались ни солнечные лучи, ни ветер, проступила желтизна, но глаза поблескивали, как прежде, не угасла в них надежда. Каждый раз, когда видит отца, Мадина словно открывает его для себя заново. Как жизнь изменила человека, некогда не интересовавшегося ничем другим, кроме как возможностью выпить погулять. Мама, будь она жива, после войны, наверное, снова влюбилась бы в него. Мадина почувствовала, что ветер все более усиливается. Хозяйка, у которой переночевала, сказала ей, северный ветер опасен, может разыграться не на шутку. Хотя Кман-Токман, весенний буран, в открытом поле тоже страшен. Может, не надо тебе спешить, дочка? Не послушалась Мадина.
Скорей, скорей домой, там ее сыночек ждет. А сейчас, оглянувшись, увидела, что идет, будто лиса, заметающая свои следы хвостом. Холодный ветер пробивал ее шубку. Она ускорила шаги и вскоре вспотела. Вокруг ничего не было видно, все скрылось за белой завесой бурана. По примерному расчету Мадина должна была уже дойти до начала глубокого лога. Но, шагая наугад по глубокому снегу, она ощутила под ногами что-то пружинистое и догадалась, основание не выбранного до конца скирда. Значит, оказалась в поле, сбилась с дороги. Теперь, если не остановиться, может уйти еще дальше от нее. Сердце у нее оборвалось, заблудилось. Сыночек. Дауд. Решила устроить себе укрытие, пока не лишила сил. Принялась раскапывать занесенную снегом солому. Кукбури следила за тем, как луна постепенно полнеет, округляется. Несмотря на эти перемены, она оставалась холодной и невозмутимой, как будто не замечала игривого перемигивания окружающих ее бесчисленных звезд. Не было ей дела и до Кукбури, в которой по мере приближения полнолуния нарастало мучительное томление. Когда Кукбури вернулась к прежнему хозяину, тот, не считаясь яростной, познавшей свободу натурной волчицы, посадил ее, как обыкновенную шавку, на цепь, а луне хоть бы что. Кукбури нет-нет и взвывала, обратив морду к залитому до краев желтизной диску в небе. Ни звука в ответ. Доведенная до отчаяния этим равнодушием и безысходностью, Кукбури готова была лопнуть со злости, но тут весьма кстати испортилась погода. Небу и земле, видно, наскучило жить по отдельности, и они слились воедино, породив буран. В вое ветра Кукбури послышался призыв сильного и прекрасного, как бывалый, звери, призыв к свободе и продолжению рода. О, если бы можно было перегрызть цепь! Кукбури была уже не в состоянии выдержать неволю, рванулась что есть мочи раз, другой, третий. Либо она выдернет гвозди, которыми цепь прикреплена к тяжелому бревну, либо, исчерпав всю силы, умрет от тоски. Мирхайдаров проснулся, но встал не сразу, лежал в постели, прислушиваясь к доносящимся с кухни звукам. Там Сарбина сготовила завтрак. Вскочил внезапно, когда жена начала расставлять на столе посуду. Сарбина взглянула на него усмешливо. «Я молчу, думаю, сколько еще проваляешься?» «Как же, поваляешься?» Вспомнил, что Мадина вчера ушла в Таулы, а на дворе вон что творится. «Полагаешь, задержалась там из-за бурана?» «Кабы задержалась. Будто не знаешь, что не усидит на месте. Не дитя ведь малая. А сама ты какая была в ее годы? Ладно, умойся и садись завтракать. Некогда. Пойду позвоню в Таулы, пока буран не нарушил связь. Если вчера ушла оттуда домой, пожалуй, придется отправить людей на поиск. В такую-то непогодь. Есть трактор, лошади. Дорога ведь одна». Последнее слово Мирхайдаров проговорил, на ходу, просовывая руки в рукава полушубка. Через несколько секунд, громко хлопнув дверью сеней, нырнул в снежный вихрь. Услышав в телефонной трубке голос Мирхайдарова, Камалединов не удержался, кольнул председателя. «Что, Азатаглиевич, опять без сена сидите?» «Да нет. Сена достаточно. Как только тракторы вернулись с лесозаготовок, все свезли к ферме. На этот раз другое беспокоит, как бы доярка наша в беду не попала». «Доярка? В беду?» «Да. Вчера Мадина ушла в Таулы повидаться с отцом. Я только что заглянул к ней домой, не вернулась. Может быть, буран в пути ее застал». «Так, так». У Камалединова сердце подскочило к горлу. «Я ее не видел. Ко мне не заходила. Дело Хашима ведет сейчас новый следователь Адельгужина. Возможно, Мадина с ней повидалась. А вы там время не теряйте, начните поиск. По сторонам дороги повнимательней смотрите. А я здесь». На этом связь оборвалась. Камалединов почувствовал себя беспомощным, словно самого бурана накрыл в чистом поле. За окнами, белая муть, ничего не разглядеть. В такую погоду искать путника на дороге – это почти то же, что искать иголку в стогу сена. Но иного выхода нет.
Буран может затянуться надолго, ждать, пока он утихнет, нельзя, надо начать поиск немедленно. В Рэпэтрипсоюзе есть вездеход. Можно отправиться на нем, взяв с собой несколько лыжников из общества охотников. Прежде всего Камалединов связался со следователь-шей, которые передали дело Хашима. С другого конца телефонной линии послышался женский голос. «Да, это я, от Дильгужина. Дочь Насибуллина, Мадина, не заходила к вам?» «Заходила. Когда?» «Вчера. Не сказала, куда пойдет от вас?» Она, Айб-Газизович, кажется, сразу направилась на дорогу в Теряклы. Я еще подумала, шуба у нее не очень теплая, хоть бы попутный транспорт ей попался. Значит, Мадина отправилась домой. В Теряклы машины ходят редко, да и то лишь в начале дня. Но Мадина могла поехать в Тюбу и переночевать там. Да-да, между Тулами и Тубинском непрерывно снует транспорт рудника. Через час Камалединов, сопровождаемый парнями из общества охотников, был уже в пути. Проезжая через Кривую улицу, он вспомнил о старухе-знахарке и решил заглянуть к ней на минутку, может быть, даст полезный совет. Ради Мадины Камалединов готов был сегодня обратиться хоть к самому дьяволу. Не получив ответа на стук, он все же потянул дверь на себя, переступил порог и остановился в нерешительности. Старуха с распущенными волосами сидела на нарах в молитвенной позе, на вошедшего не обратила внимания. Камалединов невольно прислушался к ее молитве. «Тенгри мой, не дай угаснуть светлому лучику нашего рода, не отрывай безгрешную от земной пищи и воды. Духи семи колен предков, духи праведной Бандабики и мудрой Купхну, помогите моей Мадине. Умолите всемогущего сохранить ее жизнь, дабы своей чистотой и жертвенностью освящала она ваши могилы. О, Аллах, все в твоей власти, ниспошли ей помощь. Я чувствую, как бьется ее сердце, руки мои наливаются жаром, этот жар передается мне от нее». Камалединов кашлянул. Неудобно прерывать молитву, но и просто повернуться и уйти он не мог. Старуха, не поднимая головы, проговорила: «Не теряй время. Она жива, но ей грозит смертельная опасность. Ищите ее между Тюбой и Тереклами, выше ручья Тенгрибирди. Там у дороги увидите ольховник. Обращайте внимание на 40, они стрекочут там, где их что-нибудь беспокоит. Вызывай в своем воображении меня и иди в ту сторону, куда протянута моя рука». Слегка огорошенный ее словами, Камалединов поспешил на улицу. Кукбури, волоча цепь, кинулась в снежную круговерть. Уйдя из аула, вдоль ручья Тенгрибирди наткнулась на волчьи следы. Прошла пара, молодая волчица и матерый самец. Кукбури знает их давно. Когда матерый лишился прежней подруги, Кукбури попыталась занять ее место, сцепилась с этой молодой волчицей, но, поняв, что силы не равны, отступила и с тех пор одинока. Пара шла по другому следу, человеческому. След уже замело снегом, но он был недавний. Не успевший выветриться запах взволновал Кукбури, напомнил о далеком времени, когда ее называли глупышкой. Она тогда свободно бегала по двору хозяина и однажды из любопытства выбралась на улицу. А там набежала на нее какая-то дворняга и загрызла бы, если б не спасла девочка, от которой исходил этот запах. Девочка подняла ее, задрожавшую со страха, на руки, прижала к груди, погладила, стала успокаивать ласковыми словами. Кукбури в знак благодарности за спасение лизнула ее в шею. Девочка, засмеявшись, сунула ее в подворотню. «Иди, глупышка, домой и больше на улицу не вылезай». Кукбури уже понимала, что окружающие ее живые существа делятся на своих и чужих. Девочка безусловно относилась к своим, к тем, кого Кукбури призвана была защищать от чужих. И вот теперь по петляющим следам она прибежала к остаткам скирда, где взволновавший ее запах резко усилился. Кукбури собралась было разворошить солому, откопать источник запаха, но тут увидела недалеко затаившуюся волчью пару. Она, должно быть, не решилась сразу напасть на прикрытого соломой человека, выжидала, готовясь к кровавому пиршеству. Молодая волчица, заносчивая и самоуверенная,
приблизилась к Кукбуре, села перед ней, всем своим видом говоря: «Чего ты сюда явилась, это наша добыча». Кукбури презрительно повела носом: «Фу, лохудра голодная, и что в тебе нашел матерый?» Затем, подойдя к самцу, попробовала приластиться к нему. А то даже не понюхал ее, пренебрег тем, что у нее течка, оскалил зубы. Какое высокомерие! Кукбури не учла, что от нее пахнет навозом, дворовой живностью и, самое главное, человеком, прикасавшимся к ней. Только что пережитое унижение, одиночество, вызванное отчуждением от стаи, невозможность удовлетворить естественную потребность в продолжении рода, все это, слившись воедино, пробудило в ней звериную ярость. При этом она помнила, что обязана защитить давнюю свою спасительницу, кинулась к разворошенной соломе, но там уже стояла молодая волчица. Кукбури напряглась, приготовилась к неравной схватке не на жизнь, а на смерть. Хусайн, когда его выдвинули в редколлегию колхозной стенгазеты, хотел было воспротивиться, но подумав, что это потом побудет его почаще заглядывать в клуб и он сможет с удовольствием наблюдать за Мадиной, взмахивающей дирижерской палочкой перед хором, дал согласие. Хусайн неплохо рисовал, особенно лошадей. Стены его караулки были обвешаны рисунками, на которых главным образом красовался Саврасый. Покончив с делами в конюшне, Хусайн вымыл руки с мылом, тщательно осушил их полотенцем и расстелил на специально сколоченном для этого столе лист ватмана. Бумагу ему принес редактор стенгазеты, недавно приехавший в колхоз зоотехник Расуль Улдашев. Расуль велел нарисовать 3 карикатуры. В оставленной им тетради было подробно написано, что и как должен изобразить художник. Хусайн заточил цветные карандаши и усердно, высунув кончик языка, принялся рисовать. Несмотря на слабость и головокружение, Галима пошла на работу. Хотя на ферме могут ее подменить, не позволяет она себе отдохнуть. Есть на это причина: если ее коровами займется другая доярка, станет ясно, сколько она надаивала на самом деле. Галима, депутат райсовета, ее портрет висит на районной доске почета, может быть, присвоили бы ей геройское звание. Падать, так уж с высокой горы, говорят иные люди. Вообще-то чем выше гора, тем падать больнее и расшибиться можно. Однако Галима падать не собиралась, карабкалась вверх, цепляясь, что называется, и руками и зубами, не брезгуя никакими средствами. На то, что на ее пути к славе неожиданно возник Ихсанбай, она закрыла глаза, пусть делает что хочет, только ее, Галиму, не трогает. Но Ихсанбай лишил ее дутых показателей, тем самым дал возможность выдвинуться вперед Мадине. Возненавидела Галима этого урода, только доказать, что это вовсе не Шмамот, не может. Ну, не объявит же она, что было с ним и знает, кто он, потому что женщина человека, лишившего ее девичества, ни с кем другим не спутает. Будь у нее другие доказательства, не посмотрела бы на то, что он отец ее дочери, сейчас же, сию минуту разоблачила бы. Но пока приходится, стиснув зубы, терпеть. Пока она не в силах отбросить Калику Чечика со своего пути. Тем не менее эту тереклинскую соловушку Мадину вперед она не пропустит. Для этого достаточно лишить ее 3-4 самых удоистых коров. И не такие задачки Галима решала. Кто, говорят, смел, тот и съел. Потому Галима и пришла на ферму пораньше. Пока Мадина не вернулась из таулов, она должна сделать свое дело. Ихсанбай, может быть, от того, что надоедает ему лежать, страдая бессонницей, встает рано. Это не создает затруднений Раузе, со времен работы в сельсовете она тоже ранняя птица. Попив молча чай, Ихсанбай уходит на ферму. После этого Рауза зазывает в дом Шангарея, второй раз пьет чай с ним, затем, улестив, уговорив пасынка, посылает его с чем-нибудь съестным к Хусаину и сама отправляется в лавку, получившую теперь статус магазина. Сердечная мука Ихсанбая, Мадина. Все время на уме, она, перед глазами, она. Иногда ее образ сливается с образом Гульбанну. Если бы и Мадина не была так похожа на мать. Но нет, одно лицо,
Одна фигура, одна сущность. Попробовал Ихсанбай пригасить мучающий его внутренний огонь, побыв с Галимой. Не помогло. Что она, что Рауза. Для неедавшего мяса и шурпа – еда, коль нравится Галима Саяфу, пусть себе пользуется. Вот ушла Мадина в таулы, и мир Ихсанбая потускнел, потерял привлекательность. А до этого он шел на работу как на праздник. Ах, душа! Почему она не считается с тем, что тело уродливо, не довольствуется тем, что ей отпущено? Мать, бывало, говорила, человек чувствует себя человеком, когда его цель выше, чем он сам. Но дотянется ли Ихсанбай до своей цели? Его стремление обладать сначала Гульбану, затем Мадиной все время оборачивалось для него бедой, превратило в конце концов калеку без рода, без племени. И все же он не образумился, кидается в схватке судьбой, не сулящей никакого успеха. Выйдя во двор, Ихсанбай насторожился. Если не считать вой ветра, во дворе, казалось, царила странная тишина. По привычке, выработавшейся в пору обитания в пещере, он вслушался в эту тишину. Кук бури. Ни звука в ответ. Спустившись с крыльца, подошел к конуре. Нет ее. Ушла. Вместе с цепью смылась. Вернулся в дом. Где собака? Откуда мне знать, удивилась Рауза. Кому охота на привязи сидеть? Сбежала, наверно. Куда? Куда сбежала? Атак. Собаки не докладывают, куда они убегают. Дура. В сердцах громыхнув дверью, Ихсанбай вновь вышел во двор. Толкнулся в растерянности в дверь баня, где ночевал Шангарий, не отворилась. Подпер идиот чем-то изнутри. Все же хватает ума, чтобы обезопасить себя на ночь. Вот и он, Ихсанбай, когда во дворе была Кукбури, чувствовал себя в большей безопасности. Сбежала. Что за чертово утро выдалось? Ругая все на свете, дохромал Ихсанбай до фермы. Зашел сначала в коровник. Возле коров Мадины возилась другая доярка. Те, видно, не давались ей, в воздухе висел сплошной мат. Ихсанбай и сам употребляет такие слова, но они ему неприятны, когда исходят из женских уст. Оказалось, материца Галима. Говорили, что свалил ее сердечный приступ, все же вышла на работу. Поправилась, красавица. Если не поправилась, ты, что ли, поправишь? Грубишь. Церемонии не заслужил. Сердишься за тогдашнее, в чулане. Исчезни с моих глаз, хромой иблис. В голосе Галима прозвучала такая злость, что по спине Ихсанбая пробежали мурашки. На свою голову бесится Галима. Однако надо быть с ней осторожным, не стоит перегибать палку. Стиснув зубы, Ихсанбай покинул коровник, направился в красный уголок. Там никого не было, не считая мыши, преспокойно умывавшейся на столе. Нашла место. Кыш. Мышь исчезла. Ихсанбай плюхнулся на свой стул и увидел стенгазету, вывешенную, должно быть, вчера поздно вечером. Ну-ка. Что за карикатуры? На верхней был изображен отталкивающего вида человек, нацеливший ружье на зверя с обличьем медведя, но с коровьими рогами на голове. Ниже – стишок. У медведя тереклинских очень острые рога. Но Ишмамот не испугался. Сразил рогатого врага. Ихсанбай перевел растерянный взгляд на следующую карикатуру. На ней курица с накинутой на шею петлей привязывает крыльями конец веревки к потолку. На полу, взирая на это, сидит на куче яиц толстая ханнум, точь-в-точь Рауза. В облачко, выведенное из клюва курицы, вписаны как бы ее слова. «За все яичками плати. От платьев до конфет. Повешусь, тетенька, прости. Нестись уж мочи нет». Где-то в верхах ради выполнения планов по закупке сельхозпродукции у населения придумали порядок, по которому в сельских торговых точках часть товаров из числа самых ходовых реализуют только в обмен на куриные яйца. А как бы тем, кто кур не держит? Тут стенгазетчики правы. Но каков Хусайн? Родную мать не пожалел, выставил на посмешище. Третья карикатура. Камешек в огород самого колхоза, трактор, машина и лошадь смеются, уперев руки в бока, а коровы, впряженные в плуг,
пашут землю. И здесь стишок, признаться, довольно складный, если учесть, что сочинил его местный житель. Даем и мясо, молоко, и мы же землю пашем. Колхозным насмех лошадям. Обидно, прямо скажем. В самом деле тереклинцы весной, чтобы вспахать огороды, все еще, как в годы войны, запрягают коров. Ну и наплевать, пусть запрягают, их Санбая это не касается. Его, разумеется, вывела из себя карикатура на него самого. Наплел скотником идиот Шангарий, будто видел, как Ишмамот разделывал медведя с головой, похожей на коровью, и пошли по улу смешки. Ладно, смешки можно пережить, но карикатура намекает, в чьи руки угодила пропавшая корова Мадины. Вот сволочи, унюхали. Нет у них доказательств, бред недоумка не доказательства, а все же. Может, стенгазету на ферме никто еще не видел. И не увидит. Их Санбай в ярости сорвал ее со стены, сунул, скомков, в печь, поджег спичкой. Когда она сгорела, вышел во двор, распираемый желанием взгреть Шангаре за его болтовню. «Ну, мать твою, укорочу я тебе язык», — погрозил он и пошагал обратно в аул. Мадина крутится-вертится, подпрыгивает, отклоняется туда-сюда, а окружившие ее мальчишки и девчонки бросают с катаной из коровьей слинявшей шерсти мяч, стараясь попасть в нее. Мадина пока что ловко увертывается от мяча, остается в кругу. Игра в самом разгаре, все горячатся, досадуют, спорят меж собой. «Дай-ка, я попробую». Не попадешь. Сейчас увидите, мокроносые, как кидают и не попадают. Мадина быстро, как косули, сноровисто, как белка. Но увернувшись очередной раз, она вздрогнула. А так, вовсе не дети вокруг нее собрались, а взрослые, лысый профессор, охранник бутырской тюрьмы, их Санбай, Ишмамот, Галима, Саев, еще кто-то. Шумно дышат, высунув языки, как собаки. Над головой Мадины пролетел мяч. Ах! Оказывается, это не мяч, а ее сердце. Собравшиеся вокруг люди, издавая дикие крики, перекидывают его через голову Мадины друг другу. Оно живое, видно, как бьется. Мадина пытается поймать его, но не может дотянуться. Ей жарко, она уже вся мокрая от пота, хочется пить. Пить? Кто-то влил ей в рот чуточку воды. Хорошо. Крикливые, злые люди заклубились, как клочья тумана, и исчезли, а Мадина вновь оказалась в кругу детей, играющих с мячом. Ноги у них в цыпках, а лица ясные, оживленные. Среди них нетерпеливо подпрыгивают Бектимер, Емтимер и Дауд. Дауд. Сыночек. Хотела рвануться к нему, но не позволила резкая боль в груди. Мадина открыла глаза, увидела сквозь пелену слез неясные тени, собравшиеся около нее. «Мадина, ты узнаешь меня? Я, Камалединов. Где я? В Айтаулах, в больнице. Мой ребенок». Теперь из ее глаз слезы хлынули обильно. К ней склонилась другая тень. «Успокойся, успокойся. Тебе нельзя волноваться». Тень, видимо, врач, обернувшись кому-то, распорядилась. «Укол. Пусть поспит. У нее распухли груди. Попробуйте ссадить молоко. Если не пойдет, принесите ребенка из родильного отделения». Когда Мадина очнулась, Камалединов отправился домой и рухнул в постель. Видя, в каком состоянии муж, лицо осунулось, глаза валились, Малика, хотя и чесался у нее язык, ничего по поводу его долгого отсутствия не сказала. Пока чуть ли не весь поднятый аютан на ноги район искал Мадину, Малика даже сочувствовала ей, такая молодая, а сколько уж бед на нее свалилось. Просила по-своему Всевышнего сохранить ей жизнь ради ее ребенка. А после того, как Мадина нашлась Яю при его то должности 2 ночи продежурил в больнице, очень хотелось спросить, что, Камалединов, в сестру милосердия переквалифицировался, но сдержалась. Чтобы дать Аюту спокойно заснуть, Малика вышла с дочкой на улицу, постояла, не зная куда направиться и, остановив выбор над доме Талипа Лукмановича, пошагала туда.
Пусть дети пообщаются меж собой, а сама она облегчит душу в беседе со словоохотливой Раисой Максимовной. Голова горячая, как камни в бане, в ушах стоит шум, тело ноет от усталости, а сна ни в одном глазу. Лежа в постели, Камалединов перебирал в памяти события последних 2 дней. Знахарка подсказала место верно, Мадину они нашли недалеко от Ольховника в основании Скирда. Сначала на бугре, с верхушки которого снег был сдут ветром, увидели труп собаки. Она лежала, раскинув лапы, будто обняв бугор. Собака? Нет, волчица. Какая тебе волчица, она же с цепью. Еще охотником себя называешь. Посмотри на ее морду, на уши. В Ольховнике застрекотали сороки. Охотники, взрывая ногами снег, двинулись туда и обнаружили еще один труп. Тоже волчица. Ну и дела. Они перегрызли друг дружке горло. Надо же, и волки меж собой воюют. От бугра, где лежал первый труп, до места, где лежала вторая волчица, тянулся след, сквозь снег проступали пятна крови. Камалединов, вспомнив наказ знахарки, закрыл глаза, представил ее. Старуха сидела, положив руки на колени. Как же так? Она ведь велела идти в ту сторону, куда протянута ее рука. Камалединова осенила, Мадина здесь. Зарылась, чтобы спастись от гибели, в остаток Скирда. Скирд был поставлен на краю поля, недалеко от дороги. «Идите сюда», — позвал он охотников. «Переложите труп волчицы в сторону. Разройте солому. Осторожно. Не тычьте палками». Увидев окровавленную Мадину, лежавшую без сознания, Камалединов и сам едва не лишился чувств. К счастью, выяснилось, что кровь натекла на нее сверху. Охотники на радостях устроили салют, постреляли в воздух. Вскоре, услышав выстрелы, подъехали оказавшиеся неподалеку тереклинца. Камалединов поднял Мадину, прижал к груди ношу, ставшую самой дорогой в его жизни, понес к вездеходу. Кто-то из тереклинцев, глянув на труп с цепью, прикрепленной к ошейнику, воскликнул: «Так это же сука Ишмамата, Кукбури!» Трупы увезли на санях в аул. Не берется он Камалединова, перед глазами образ лежащим на больничной койке Мадины. В больнице он впервые увидел ее лицо очень близко. Брови, напоминающие вскинутые крылья ласточки, длинные смеженные ресницы, маленькие колечки волос, прилипшие к влажному лбу, две блестящие, как змеиная кожа, косы, лежащие, обогнув изящную шею, на груди. Небольшие аккуратные ушки, соразмерный с лицом нос, прелестные губы будто вырезаны резцом искусного ювелира. Да чего же она прекрасна, божественно прекрасна. Аюпу хотелось прикоснуться к ней, ощутить ее тепло, но он ни разу не посмел протянуть руку к ней, даже когда дежурившая в палате сиделка отлучалась. Мадина и без сознания оставалась для него неприкасаемой богиней. У него даже мелькнула мысль, как же это у Абделяхата хватило духу жениться на ней. Иногда Аюп задремывал, сидя около нее, и память уносила его в далекое теперь время, когда он, осиротев, попал в детдом. Он часто убегал оттуда и однажды угодил в детскую воспитательную колонию. В колонии ему строили жестокое испытание, сунули меж пальцев ноги клок газеты и подожгли. Выдержишь, пока сгорит, не закричишь. Аюб до крови скусал губы, но не закричал. Теперь он был обречен на муку, схожую с той, с одной лишь разницей, жгучая боль перекинулась в сердце. Из колонии Аюб тоже сбежал, прожил некоторое время в компании беспризорной шпаны. Голодали, обовшивели, давили, положив рубашки на рельсы, скопившихся в швах паразитов камнями. Потом, чтобы вовсе их вывести, забирались на груженные углем железнодорожные платформы, раздевались и ехали стоя, подставив рубашки и штаны ветру. Поезд мчится неизвестно куда, мчатся черные от угольной пыли чертенята, рискуя ради избавления от кровососов жизнью. А нынешнее положение Камалединова лучше, легче. Пританцовывать в звании руководителя района подобно цирковой лошади – это счастье. Что-то не радует его новая жизнь, построенная на костях миллионов безвинно погибших людей. Или он должен радоваться,
в виде полуголодное существование крестьян среди гор возделываемого ими хлеба, в виде вот эту соловушку, копающейся в навозе. Айоп и сейчас чувствует себя в положении мальчика, ехавшего когда-то на открытой платформе, ежесекундно рискуя полететь в тартарары. Сколько бы он тогда ни убегал, в конце концов вновь возвращался в детдом. И сначала его помещали в изолятор, чтобы очистить от всякой заразы, набранной в бегах. Он становился пленником, за которым внимательно следили. Сейчас он сыт, обутодит, занимает высокий пост. Но все равно живет как в изоляторе. За ним, за каждым его шагом следят тысячи глаз. Он неволен в любви, не вправе сказать любимой, что любит ее. Он пленник, поставленный надзирать над другими пленниками системы. У обремененной семейными заботами Раузы теперь нет времени часами точить лясы, перемывать чьи-то косточки, остановившись посреди улицы. Но каждый, кто заходит в магазин, перекидывается с ней хотя бы парой слов, сообщает новости. И Рауза по-прежнему в курсе аульной жизни вплоть до того, что у кого на столе и кто какие нижние штаны носит. Вот пришла в магазин Галима. У нее из-под подола платья выглядывает кружевной край сорочки. «Никак, Галима, ты в магнитку съездила?» «Да нет». «С чего ты взяла? Сорочка твоя. Я такие не продавала». «Ты не продавала, так других магазинов в округе нет, что ли?» «Есть, но товар все с одной базы получаем». Галима повернула разговор на другое. «Мне платьице для моей девчонки нужно». «Ах, что же сразу не сказала? Вот синими цветочками, подойдет ей». «Почем?» 60 яичек. На лице Галимы выступили красные пятна. Куры у нее сроду не водились, все силы отнимает колхозная ферма. Были бы яички, так сама бы ела. У меня что, права покупать за деньги нет? Чай, сахар, пожалуйста. Мне платьице нужно. Выкладывай яички и бери. С этими яичками ты уж, тетенька, в газету попала». «В какую газету? С чего я в газету должна попасть?» «С чужими мужиками тайком не тешилась, без мужа ребенка не родила». «Астагфирула, Раузаупай, ну и язык у тебя. На то пошло, так я за бредшую в мой двор чужую корову не съела». «Какую корову?» «Бельдяшку Мадины, которую вы с Ишмарматом украли». «Ах, сука! Что ты мелешь? На покалеченного фронтовика напраслину возводишь». «Ха, фронтовик. Липовый он фронтовик. Кабы вы порядочными людьми были, не угодили бы оба в колючку. У порядочных людей сын карикатур на свою мать не рисует. Срам? Поосторожнее открывай рот, девка. Думаешь, люди не знают, что ты плод своего греха в нужник сбросила? И как передовой дояркой стала, знаем. Тебе только под бока лечь осталось. И лягу, если захочу. Не твое дело». Галима ушла, даже и не притворив за собой дверь. Рауза, тоже самая не своя, заперла магазин и поспешила домой. Надо было выяснить, что это за газета, о чем толкует народ. Калитка была открыта. Рауза подумала, что Ишмама дома. Нет, убрел куда-то. Покрутилась по двору. Вдруг в уголке меж собачьим конурой и поленницей дров бросился ей в глаза череп. Острия рогов отпиленная. У коровы Мадины такие были. О, Аллах, неужто в самом деле поднял на нее руку Ишмамат? Голову, видать, где-то закопал, бродячие собаки могли откопать ее, а Кукбури, пропадя на пропадом, пока не посадили на цепь, притащила череп сюда. Мысли Рауза прервал пронзительный крик, скорее даже визг. Такой визг Рауза слышала в детстве, в русской деревне, где однажды побывала с матерью у ее знакомых. Там забивали свинью. Рауза так испугалась, что дома бабушке пришлось исполнить обряд избавления от страха. Сейчас визг доносился из бани. «Шангарий, глупый, там ошпарился, что ли?» «Шангарий». Открыла дверь бани, увидев, что там происходит, отшатнулась. «Нет, нет, нет. Люди, на помощь». Хотела побежать на улицу, но ноги не слушались, в глазах потемнело, и Рауза, как тогда, когда услышала о смерти Сибагата, упала в обморок. У Касима ожеребилась кобыла,
которую выбраковали и собирались сдать на мясокомбинат. Касим приобрел ее правдами и неправдами, отдав взамен своего быка. И вот он, жеребенок. Хусайн пришел посмотреть на него. Красивый жеребеночек. Уши торчком, шея длинная, грудь широкая, ножки точенные, масть, точь-в-точь как у Саврасова. «Агай», — сказал Хусайн Касиму, — «я буду приходить каждый день, а то еще вы не сумеете правильно воспитать его. Не так уж велика хитрость вырастить жеребенка. Он не простой жеребенок, Агай, он из потомства тулпаров». «Думаешь? Я-то уж в лошадях разбираюсь. Ладно, пожелаем ему стать отличным скакуном. И, хороший мой, поглаживай жеребенка». Хусайн прослезился. Уже второй раз за этот день. Первый раз прослезился, услышав, что Мадину нашли. Вот вернется Мадина из больницы и тоже придет полоскать его. Пусть придет. Мадина лошадей любит. И они ее. Кто же Мадину не любит? Саврас и очень ее любил. Хусайн шагал по улице, улыбаясь, распахнув от радости полушубок. Хотелось поделиться этой радостью с кем-нибудь. А почему бы ему не заглянуть к матери? Нет ведь у него человека ближе. Войдя во двор Ишмамата, Хусайн услышал крик: «Люди, на помощь!» Голос матери донесся со стороны бани. Решив, что на мать напала собака, Хусайн на бегу подхватил подвернувшуюся под руку палку. Мать лежала в предбаннике, а в бане Ишмамат насиловал Шангарея. Хусайн нагрел его палкой по голому заду. «Подонок! Собачье отродье! Убью!» Тут Рауза очнулась. «Сынок, не убивай. Сам пропадешь из-за негодяя. Послушайся меня, сынок». Ишмамат попытался выскочить из бани, но, запутавшись в спущенных штанах, упал. «Убер! Я же говорил, он не мой отец». Шангари зарыдал. «Раужа-Апши 22, не оставли меня тут. Вожмик Шеби, Рауза-Апши». Рыдание Шангари добавило ярости Хусайну. «Убью мерзавца. Не держи меня, мать. Он не человек, а выродок». Тем временем с необыкновенным для храмца проворством Ихсан-бey улизнул из бани, заперся в доме. Взяв с собой плачущего Шангарея, разъяренный Хусайн и пришедшие в себя Рауза пошагали к ее прежнему дому. По улу разнеслась весть: Мадина жива. Мир Хайдаров с несколькими колхозниками навестили ее в больнице. Мадина сказала, что сразу, как вернется, начнет репетиции с хором. И про коров своих спрашивала. Весть эта дошла и до Галимы. Ладно, пусть занимается своим хором, а она, Галима, человек дела. Сколько уж сил потратила на ферму и своего там добьется. Вчера из-за внезапного появления Ихсан-бey она растерялась, а на этот раз. Только бы не помешал опять кто-нибудь. Все еще не успокоившаяся после ссоры с Раузой, пришла Галима на ферму затемно. Сердце забилось учащенно, когда подошла корова Мадина с ведрами, в которые нацедила аммиачную воду. Прошлым летом доставили в колхоз по разнарядке цистерну этого удобрения, но для внесения его в почву нужны соответствующие приспособления, а их не было. Чтобы добро не пропало совсем уж зря, Саев привез на ферму несколько фляг едкой жидкости. Прочитал в газете, что аммиак, если осторожно, в небольших дозах добавлять его в корм животных, повышает их продуктивность. Попробовали сдабривать разбавленным водой химикатом солому, и все шло пока благополучно. Галима же приготовила сильный ядовитый раствор, размешала в нем принесенную из дома кашу. Услышав позвякивание ведер, несколько коров поднялись. Галима поставила угощение перед Пеструшкой и Пятнистой. Их чавканье привлекло внимание Буренушки. Она потянулась к соседке, дескать, не поделишься ли со мной, и невзначай задела Галиму. И без того взвинченная доярка схватила вилы, саданула остриями ей под рог. Буренушка взревела, отчаянно замотала головой. Быстренько ополоснув опустевшие ведра, Галима повесила их сушиться и, пока не подошли другие доярки, ушла из коровника. У Ихсан-бая была в запасе бутылка водки. Пил мало-помалу всю ночь, погрузившись в тяжкие думы. Да, оставаться здесь он больше не может. Сам виноват, надо было жить тихонько, затаившись.
как мышь, но не получилось. Но свет не сошелся клином на Теряклах, везде живут люди. В конце концов должно улыбнуться ему счастье. Найти бы мать, а через нее – Сабилю. Сабиля ему не нужна, но она, может быть, родила сына. Вот сын. Куда могла уйти мать? Скорее всего, в Таулы. Была у нее там знакомая, старуха-знахарка. Там же и дядя Сабиля живет. Значит, надо искать их в Таулах. А как же он сможет жить без Мадины? Уйти с ним она вряд ли согласится. Пригрозить, заставить? Ихсанбай посмотрел на лежавший на столе нож. Если упреться, если не достанется ему, пусть никому не достанется. Уйдет без нее, сыном, в казахские степи. Или еще дальше. Везде одно солнце, одна луна. А сначала в Таулы. Ихсанбай сложил в заплечный мешок кое-что из съестного и самые нужные вещи, взял ружье. «Прощай, Теряклы». Вон Кукбуря сбежала на волю с цепью, а ему лучше и улизнуть, пока не надели наручники. На пустынной улице никто его не увидел, только сам он заметил, что кто-то спешил в сторону фермы. Впрочем, какое ему теперь до этого дело? Пойти в Таулы по Большаку Ихсанбай не рискнул, решил добраться окольными путями и направился в сторону горы Куктау, скрывавшей его в течение 2 лет. Кому, говорят, Всевышний даровал жизнь, тому подсказывает и способы существования. Раиса Максимовна встретила Малику приветливо. «Проходите, дорогая, проходите. Как хорошо, что решили навестить нас». Провела Малику в гостиную. Аюб Газизович прилег отдохнуть, но и я, чтобы ребенок не мешал ему. Конечно, нелегкая у него работа. И не говорите. У раздевавшей ребенка Малики будто плотина в переполненной душе прорвалась. Он ведь, Раиса Максимовна, такой заботливый, внимательный к людям. О Тереклинской доярке слышали? О да. Талиб рассказывал. Шутит, наверное, говорит, волки постеснялись съесть ее из-за того, что она очень красивая. Ну, так что же Аюб Газизович? Мало того, что спас, не отходил от нее, пока не очнулась. Она, Талиб говорит, одаренная певица. В Москве какое-то время училась. Да, училась. Она, жена друга Аюба Газизовича. Он ей помог поступить учиться. Бэй. Раиса, Рашида Ханум заговорила на местном башкирском диалекте. Разве она замужем? Ребенка уже растит. Я этих подробностей не знала. Что ни говори, широкая душа у Аюба Газизовича. Раиса захлопотала, чтобы угостить гостью чаем, и сменила тему разговора, перейдя на «ты». «Флорида твоя. Как выросла? Просто невеста. А где ваш Абу-Бакр?» «В детской. Такой деловой. Все что-то строит. Давай с Флоридой его познакомим. Ему общения с детьми не хватает». Симпатичный синеглазый мальчонка, когда Раиса предложила ему познакомиться с девочкой, серьезно протянул ей руку, но маленькая гостья его не поняла. «Мам, а почему она не здоровается?» Застеснялась. Она ведь невеста, а невеста все застенчивая. А разговаривать она умеет. Конечно. Вот и ты ее еще немного подучишь. У Малики язык не повернулся сказать, что ее дочка не разговаривает. А Флорида заинтересовалась игрушками, занялась ими, сев перед мальчиком. Вернувшись в гостиную, женщины сели почаевничать. Обе принялись жаловаться на занятость домашними делами. Правда, больше жаловалась Малика, а Рашида, вполне довольная своей обеспеченной жизнью с хорошим мужем и любимым ребенком, похвалила Талипа. «Он у меня тоже очень положительный. Приютил вот одного калеку. Пристрой, где у нас прачечная была, сейчас пустует, пусть, говорит, там поживет, хотим, что по хозяйству будет помогать, на еду себе зарабатывает». Тут, легок на помине, вошел в дом, скособочись, человек с обезображенным так, что страшно было взглянуть, лицом, сбросил у печи охапку дров и просипел, обращаясь к хозяйке. «Я скотину напоил, навоз убрал. Вечером отлучусь, не теряйте меня». Когда он ушел, побледневшая с испугу Малика, не до чая ей стало, сказала:
Какой жуткий у него голос и лицо. Где Лукман Талипович его нашел? Сам к нему пришел. Война его покалечила. Видела я коллег, но таких страшилищ. Он безвредный. Даже Абу-Бакир его не боится. Вы к Абу-Бакиру его подпускаете. А почему бы не подпускать? Абу-Бакир станет, как отец, врачом. Пусть видят и хорошее, и плохое. Этот калека его сразу полюбил, защитит от опасностей. Каких опасностей? Разве ему что-нибудь грозит? Ну, мало ли что в жизни может случиться. Это так. Но я бы свою Флориду чужому человеку не доверила. Ах, дорогая моя, ты молода, многое не понимаешь. У тебя, возможно, будет еще ребенок, а у нас с Лукманом Абу-Бакир — единственная наша оттрада. Нам нужен надежный человек, а этот калека будет благодарен и верен, ему больше некуда деться. Мне пора домой, поднялась вдруг Малика. Бедняжка, ревнует мужа, подумала Раиса Максимовна, провожая ее. Мадина проснулась в хорошем настроении. Подойдя к окну, распустила косы, принялась расчесывать волосы. Погода наладилась, весна разгулялась, на улице так светло, небо такое синее. Вдалеке видна гора Куктау, в той стороне — Терякла, Тенгрибирди, Акьелга. Возле самой Акьелги — ее усадьба, там сейчас пьют утренний чай. Газима, наверное, поедают так козьим молоком. У Мадины пропало молоко. Психиатр Лидия Николаевна сказала, что сильный испуг, видимо, подействовал на молочные железы. Ну ладно, Даут уже большой, главное, что она жива. Мадина, оказывается, до сих пор не знала истинную цену жизни, теперь каждый день для нее – большой подарок. Послышались шаги, в палату вошли пожилой лечащий врач и Камалединов. «Ой, не успела волосы прибрать», — смутилась Мадина. Врач присел на край ее койки, Камалединов устроился на стуле. «Кажется, наша тереклинская соловушка готова запеть», — сказал врач, улыбнувшись. «Не только запеть, но и полететь. Не спеши расправлять крылья, рановато. Мне надо домой. Отпустите, пожалуйста». Врач глянул поверх очков на Камалединова. «Как решим, Аюб Газизович? Решать вам. Вообще-то сегодня в Терякло пойдет машина с инструкторами райкома. Ну, если, девонька, дашь слово не волноваться чересчур, не простужаться. Клянусь. Большое вам спасибо». Вскоре Мадина села в райкомовскую Победу и в обществе двух инструкторов помчалась в Теряклы. Проводив Мадину, Камалединов подумал, что ей сейчас очень нужна забота близкого человека, жаль, нет рядом отца. В суете последних дней Аюб Газизович забыл о деле Хашима. Спохватившись теперь, позвонил Адельгужиной. Ее озабоченный голос насторожил его. «Насибуллин. Что? Что-нибудь с ним случилось?» С ним-то ничего не случилось. Установлен факт как раз в его пользу. Под именем Ишмухамеда Бактамбаева скрывался Ихсан Баймуратов. Вот как. Но Муратов сбежал из Теряклов. Что говорит Мирхайдаров? Мирхайдаров о том, что он, Муратов, догадался раньше, чем мы. И молчал. Партизан. Решил разобраться во всем самолично. Собирал доказательства. А тем временем тамошние горячие головы поместили в стенгазете карикатуру на мнимого Бактамбаева с намеком, что он похитил корову Мадины, испугнули Муратова. Удивили вы меня. Я побывала в Теряклах. Люди там, Аюб Газизович, в общем неплохие живут. Мадину любит, тепло вспоминали ее мать и к Хашиму относятся доброжелательно. Хорошо, что вы туда съездили. Ихсан Баймуратов, если это действительно он. А иначе зачем бы он скрылся? Это в самом деле опасный человек. Что можно вменить ему вину, раз сам жив и, насколько мне известно, живы его мать и жена. А мальчики? Мальчики, возможно, утонули по неосторожности. А Зарифа? И почему Сабили от него сбежала? Грехов на нем много. Повторяю, он опасен. Кому сейчас может угрожать опасность с его стороны? Например, Мадине. Она жила по соседству, многое о нем знает, пропали именно ее братишки. Наконец, Ихсан Бай уже второй раз лишил ее семью коровы.
Почему? Что-то за этим стоит, что, я пока не смогла понять. Аюб Газизович позвонил Адильгужиной, чтобы успокоиться, а вместо этого он зажал руками голову. Дед Мазай, мне надо сходить в магазин, не посидишь с ребенком, спросила хозяйка, приоткрыв дверь к клете. Конечно, конечно, отозвался Ихсанбай. Деда Мазаем Раиса Максимовна стала называть его вслед за Абубакиром. При первой встрече с ним мальчик, глядя на него безоблачно ясными синими глазами, спросил по-русски: «Тебя как звать?» Мысли Ихсанбая заметались в поиске ответа. Выручили его запомнившиеся еще в школьные годы стихи о старике, спасавшем зайцев. «Дед Мазай», — сказал он. Имя мальчику понравилось и прилипло к Ихсанбаю. Теперь вот и старшие называют его Дедом Мазаем. С Абубакиром Ихсанбай сблизился не сразу. В свободное от хлопот по хозяйству время он стал выстрагивать из мягкой древесины игрушки для мальчика. Вырезал фигурку лошади, смастерил маленькую тележку. Передал подарки через Рашидду. Это, видимо, вызвало у мальчика интерес к неожиданно появившемуся у них человеку. Он сам потянулся к Ихсанбаю. Даже закапризничал. «Почему дед Мазай не приходит ко мне? Я хочу поиграть с ним». И вот Абубакир с Ихсанбаем остались вдвоем. По телу Ихсанбая, когда он взял мальчика на руки, пробежала теплая волна, такое чувство до сих пор никто у него не пробуждал. Это было отцовское чувство. Ихсанбай прижался носом к груди Абубакира. Как вкусно, как волнующе пахнет ребенок. «Ах, сынок!» Слово это вырвалось неожиданно. Ихсанбай мысленно повторил его: «Сынок! Сыночек!» Абубакир тонкими пальчиками притронулся к его лицу. «Дед Мазай, когда я вырасту, стану доктором». «Почему доктором?» «Стану доктором и вылечу твое лицо. Пусть станет гладким и белым. Хочешь, чтобы мое лицо стало таким, как у нее?» Ихсанбай указал на белую кошку, которая, сидя напротив них, умывалась. Мальчик понял, что дед Мазай пошутил, звонко засмеялся. Ихсанбай тоже издал сиплые звуки, означавшие смех. Абубакир, уютно устроившись у него на коленях, спросил: «Дед Мазай, а бабка у тебя есть?» «Бабка? Нет. Бабки у меня нет». «Почему? У деда должна быть бабка. А сынок? Есть у тебя сынок?» «Есть. А где он?» «Он-то сидит на ветке, кушает конфетки». И опять Абубакир понял, что дед Мазай шутит, залился смехом. Им было хорошо, весело друг с другом. «Дед Мазай, ты всегда-всегда будешь жить с нами?» «Нет, всегда-всегда не смогу. Наверное, уйду, детка». «Куда?» «Далеко». «Хочешь поехать со мной далеко-далеко?» «Да. Только ты об этом никому не говори, ладно?» «Ладно. А ты, дед Мазай, меня любишь?» «Люблю. Очень. Да, малыш. Никого еще я так не любил. И я тебя люблю. Сильно-пресильно». Когда въехали в объятые весенними шумами и теплом Терекла, Мадина встрепенулась. Здесь, в мире, по которому соскучилась, где ее любят и ждут, она, наверное, быстрее окрепнет. Вот ее изба. На скворечнике над воротами скворцы ссорятся с воробьями, занявшими их жилье, пока они были в других краях. На картофельном огороде снег уже почти весь сошел, пора подумать, как его вспахать. А вон изба тетушки Фаузии, смотрит маленькими окошками на слепящее солнце. В окне избы самой Мадины засияло еще одно солнышко, изнутри припал к нему Дауд, хлопает ладошкой по стеклу, увидел мать. Рядом появились еще две головы. Залучилось лицо Магинур. Газима улыбается сдержанней, но видно, что тоже обрадовалась. Мадина ускорила шаги, сердце гулко застучало у самого горла. «Дауд, сыночек, ой, каким большим ты стал. Старались откормить, как барсучонка». Газима схватилась за самовар. Он уже отвык от груди, не напоминая ему больше. Так ведь он еще маленький. Козье молоко ничем не хуже. Вот я кашу на нем сварила. Отставив самовар, Газима ухватом вытащила из печи чугунок. Вскоре семья,
состоящая из 3 женщин и маленького представителя мужского пола, устроилась у расстеленной на нарах скатерти. Старшие женщины пока что не касались болезни Мадины. А она радостно поглядывала на горшки с проклюнувшимися росточками сибирских кедров. В каждом из них — привет от Абделяхата, его любовь, его надежда. На работу, повременишь выходить. Газима, разливая чай, испытующе посмотрела на Мадину. А так, пусть немного наберется сил. Магинур, если бы это было в ее власти, не отпускала бы и названную дочь ни на шаг от своего двора. Вообще-то, Магинур, среди народа душа расправляет крылья быстрей, заметила более опытная Газима. Мадина видит, что благодаря Газиме семья не испытывала нужды. Жизнь была сурова к ней, но, обижая, должно быть, привила и полезные качества, проворство и находчивость. 2 твоих коров на ферме пустили на мясо, опечаленно сообщила Мадине Магинур и вытерла уголком платка выступившие на глаза слезы. Почему? Это ведь первотелки. Животы у них от чего-то вздулись, что ли? Не расстраивайся. Газима потянулась за чашкой Мадины. Главное — здоровье. Там, говорят, и буренушку твою слегка ранили. Кто-то решил напакостить тебе, не иначе. Ты опередила на ферме всех, кому-то это не по нутру. Но не расстраивайся. Пакостник уже наказан тем, что он пакостник. Тебе тяжелее было бы услышать это от посторонних людей, добавила Магинур. Да, забыла сказать, нашелся череп твоей пропавшей коровы. Где? Во дворе Ишмамата. И, чего только не случилось тут в последние дни, Ишмамат куда-то сбежал. Бедняжка Шангари живет у Раузы, она вернулась в свой дом. Как было Мадине усидеть дома после того, как она услышала все это? Собралась, несмотря на возражения своих опекунш, и отправилась на ферму. В красном уголке встретил ее широкой улыбкой Саев. «О, кого я вижу! Наконец-то вернулась! Вернуться-то вернулась! А моих самых удоистых коров!» Мадина отвернулась, чтобы не показывать слезы. Я уж и сам сильно расстроился. Сколько твердил, чтобы с аммиаком обращались осторожно. Дело не только в аммиаке, с аяфагой. А с буренушкой что? Да, буренушка болеет. Тут как раз новое задание по мясу поступило. Придется некоторых коров выбраковать. Не телок же сдавать. Буренушку трогать нельзя. Она породистая. У нее жаден сосок отсох. А все равно молока дает не меньше любой другой коровы. К тому же она стельная. Даст и хорошее потомство. Я не говорю, что сегодня же ее зарежем. Посмотрим. Мне государство спустило задание, должен выполнить. Мадина повернулась и ушла. В игульном загоне к ней тут же потянулись, моча, коровы ее группы. И, скотинушки. Я по вам тоже соскучилась, растроганно приговаривала она, поглаживая своих подопечных. Больно жало сердце, когда посунулась к ней буренушка. Похудела бедняжка, в левом глазу появилось бельмо. Раз уж пришла на работу, осталась Мадина на ферме до вечерней дойки. После ее завершения подошла Галиме. «Как поживаешь, подружка?» «Да ничего так-то», — отозвалась Галима, суетливо берясь то за вилы, то за лопату. «Трудимся. Нам, чернорабочим, не привыкать. Обидно только, что этот чертов учетчик подсек меня. Я тебя понимаю. Вот что, Саев сказал мне, что собирается выбраковать часть коров, на мясо, говорит, задание пришло. Пустят в Бере 2-3 старых, от которых мало проку, из твоей группы, взамен возьмешь моих, самых молочных. А дашь своих лучших, мне? Лучших-то, сама знаешь, уже нет. Но и остальные у меня неплохие. Они ведь молодые, прибавят еще надои. А как же ты? Новых первотелок раздаю. Легко сказать. Давно ли чуть легких не лишилась? Отец мой говорит, снаряд 2 раза в одно и то же место не попадает. К тому же я опыта набралась. Мне это интересно. Что Саев скажет? Думаю, не будет против. Мадина, улыбнувшись, взяла Галиму под руку. Пошли, подружка, домой. У меня особых угощений нет, но, может, зайдешь ко мне? Посидим,
чайку попьем». Мадина подняла взгляд на красное, даже уши пылали, лицо Галимы, и стало ей жаль подружку. Знает она, знает, кто сгубил ее коров, и все-таки жаль. Не умеет Мадина отвечать злом на зло. «Как-нибудь в другой раз попьем», — сказала она. «Дауд меня ждет», — соскучился, еле его от себя оторвала. Когда Мадина уже повернула к своему двору, из переулка появилась Рауза с узелком в руке. «И, Мадина, услышала, что ты вернулась, и вот иду к тебе. В больнице навестить не смогла, так дай-ка, сама себе говорю, тут навещу, теплого хлеба отнесу. Теплый хлеб очень полезен. И новостей столько набралось, аж нутро распирает. Кому же я их должна пересказать? Не твоим же бестолковым старухам». Мадина распахнула калитку, пропустила безумолку тараторившую Раузу вперед. Фаузия поднималась по склону очистившегося от снега горного отрога. Где-то здесь прошлым летом нашла она нужное ей растение, пометила место, привязав к кусту челиги красную тряпицу, хотела выкопать корень поздней осенью, да не успела. Но и теперь еще не поздно. Поздно будет через неделю-другую, когда вся природа пробудится, зазеленеет. Корень, учила бабушка Кукхну, следует выкопать, пока он не пустил новые ростки, иначе обидится, и обида эта перейдет к выпившему настой человеку. Так и не найдя помеченное место, Фаузия устала и опустилась на пригретый весенним солнцем камень. Не ходьба, переживания притомили ее. Переволновалась, призывая нацеленные на Мадину темные силы к себе и гася их. Теперь Мадина в тереклах, вернулась к сыну. Однако напряжение в душе Фаузии не спадает. Предстоит встреча с Ихсанбаем. Тяжелая встреча. Чувствует она, что ищет ее Ихсанбай, ищет в запоздалом раскаянии, жаждет понимания, ведь какая бы ни была, все-таки живая душа. И у нее сердце не каменное. Ах, судьба, насылаешь ей испытание за испытанием. Но поддаваться усталости она не вправе. Светит ей звездочка, надежда ее, Мадина. Должна Фаузия встать перед внучкой и сказать: «Я, Бурсенбика, твоя родная бабушка». На старшую мать и задача, и жизненный груз возложены большие. Однако Ихсанбай ее, дитя. В том, что он стал таким, виновата и она. К ней приходят люди за советом и помощью, а кому обратиться ей? Лишь пробуждающаяся природа может ответить на многие ее вопросы, успокоить ее охваченную смятением душу. Фаузия поднялась, услышав поскуливание собаки. Карабаш. Опять послышались поскуливания, повизгивания, но самой собаки не было видно. Что она там, сусличью нору, что ли, нашла? Старуха пошла вверх на доносившиеся до нее звуки и увидела Карабаша у каменной кладки, пристроенной к гребню горы. Собака, задрав морду, жалобно скулила. «Что с тобой, Карабаш?» Собака издала еще один короткий звук и легла, положив голову на передние лапы. Фаузия сдвинула плиту, прикрывавшую каменную кладку, и увидела внутри скелет. О, Аллах, здесь похоронен человек. Но это была не могила, а кашены, небольшая усыпальница, скромный мавзолей. Так встарь хоронили своих близких в некоторых башкирских родах. Судя по положению скелета, тело было положено на спину, со сложенными на груди руками. Оно принадлежало женщине, о чем свидетельствовали длинные седые волосы и серебряные колечки на костяшках пальцев. На шее у нее висел обшитый кожей амулет. Кожа еще не сгнила, значит, хозяйка амулета умерла сравнительно недавно. Фаузии представилось, что женщина сама в предчувствии смерти пришла сюда и построила себе последний приют, как делали, если верить преданиям, некоторые святые и сильные духом люди. Она, встав у кашена на колени, сотворила заупокойную молитву. Затем села, прислонившись к каменной кладке, задумалась и, немного погодя, задремала. И опять ей вспомнился Ихсанбай. Казалось, вот-вот он подойдет к ней. Что ему сказать? Неожиданно то ли возле самого ее уха, то ли в глубине сознания прозвучал голос. Грива коня белая, да пыль на ней черна. Верно, подумала Бурсенбика,
Ихсанбай, отпрыск благородного рода, дочернил себя тем, что натворил. А женский голос продолжал. От пыли можно очиститься, а дурная слава останется. Не смыть ее, не сбежать от нее невозможно. Так это же, должно быть, дух, лежащий в Кашена, со мной разговаривает, мелькнуло в голове Фаузье. Ах, Ихсанбай, не понял ты мои добрые намерения, не внял моим словам. В голосе послышался вздох. Не каждый истинную цену золота знает. Ты прав, дух, но что мне делать? Я ведь мать. Именем своим дороже. Именем. Нет его у меня. Живя под чужим именем, уж сама забыла, кто я. Голос построжил. Потерянную славу найдешь на выгоне, сущность свою, в собственном имени. Всплывали в памяти Фаузии запомнившиеся когда-то старинные присловия и наставления. Смысл глубок, но зачастую затуманен временем, и разговор этот, если бы кто-то мог услышать его, показался бы странным, не очень связным. Однако она не теряла в нем связующую нить и очнулась несколько успокоенной. Уже в сумерках вернулась она домой и свалилась без сил. Карабаш, хотя и позвала его с собой, остался лежать на горе, возле костей прежней своей хозяйки, Муглифы. Неожиданный поворот в ходе следствия добавил заботы Дельгужиной. Ихсанбай Муратов скрылся. Где его искать? Если он намерен установить связь с матерью, то должен появиться в Таулах. Однако сыщики, понаблюдав за домом знахарки, его там пока что не заметили. Насчет этого Шакира Хисамовна поговорила и с Камалетдиновым. По горло занятый подготовкой к весеннему севу Аюб Газизович тоже был обеспокоен бегством Ихсанбая. Когда Дельгужина уже собралась выйти из его кабинета, он сказал: «Хашима надо отпустить домой. Раз дело обернулось таким образом, вряд ли состоится суд над ним. Во всяком случае, если и состоится, вы можете исхлопотать освобождение до суда. Понадобится для этого бумага, напишем. Вы считаете, что Мадине угрожает опасность, так пусть отец побудет при ней, побережет. Я согласна с вами, Шакира Хисамовна». Камалетдинов поднялся из-за стола, подошел к Дельгужиной, уже взявшийся за ручку у двери. «Вот еще о чем я подумал, не следует ли поискать Муратова у главврача, Лукмана Талиповича. Жена Ихсанбая жила у него. У Лукмана Талиповича. Насколько я знаю, Ихсанбай не любил его племянницу, она даже сбежала от него. Если человек не любит жену, это еще не значит, что он откажется от ребенка. Какого ребенка? Сабили, когда уехала из Тереклов, была беременна. Сейчас она в психиатрическом отделении больницы, а в доме Лукмана Талиповича всего один ребенок. И это ее ребенок. Перед тем, как попала в больницу, она побывала здесь, у меня, при мне требовала у Лукмана Талиповича вернуть ей ребенка. К сожалению, я тогда не успел разобраться, что к чему. И вы думаете, что Ихсанбай, спустя столько времени мог прийти в поисках ребенка, которого никогда не видел? Я сам отец, у меня растет дочка, мне знакомо отцовское чувство. Я поняла вас, Аюб Газизович. И вот Дельгужина сидит в доме главврача. Жена его оказалась гостеприимной. Очень кстати вы пришли, Михаёте 23 нас, я как раз блинов напекла, сказала она, приглашая нежданную гостью к чаю. Да, я на минутку зашла. В это время около них остановился мальчик с деревянной лошадкой, впряженной в игрушечную тележку. «О, какой славный у тебя конь!» будто бы восхитилась Шакира Хисамовна, как делают это взрослые при встрече с ребенком. «И куда же ты собрался ехать?» «Далеко. Далеко?» Раиса Максимовна усмехнулась. «Фантазер. И вовсе не фантазер. Только дед Мазай велел никому не говорить». «Что за дед Мазай? О ком речь, Раиса Максимовна?» «Калека один. Отец Абу-Бакира человек добросердечный, приютил его у нас». «Он не калека», — возразил мальчик. «Он хороший». «Господи, кто сказал, что он плохой?» «Я сказала калека». «Он не калека», — рассердился Абу-Бакир и, надув губы, ушел из гостиной. «Вот дитя. И что нашел в этом несчастном?» Привязался к нему.
В глазах Раисы Максимовны промелькнула тревога. «Подождите-ка, что он сказал? Уедут далеко?» «Не волнуйтесь, Раиса Максимовна. Что только ребенок не придумает. Вы не знаете». В растерянности хозяйка налила молоко вместо чашки в заварной чайник. «Господи! Ну-ну, что вы так всполошились?» Отдельгужина пыталась успокоить эту пышнотелую женщину, при этом ни одно движение хозяйки не ускользнуло от ее внимания. Спросила, чтобы сменить тему разговора. «Племянница вашего мужа, Сабили, ушла куда-нибудь? Что-то не показывается. А вы с ней?» «Да, мы знакомы еще по Теряклам. Хотела повидаться». «Ой, она ведь заболела». Раиса Максимовна перешла на доверительный шепот. «Из-за того, что мужа потеряла, что ли?» Переменилась она, помешалась. «У Башкирцевой лежит». «Да что вы! Ладно, забегут туда. Не советую. Она никого не узнает, только расстроитесь. Ей что вы, что я». Хозяйка опять заволновалась, взяла полотенце, вытерла выступивший на лбу, на шее пот. «Ну, я пойду, Раиса Максимовна, спасибо за чай». Отдельгужина поднялась из-за стола. «Очень понравился мне ваш мальчик. Такой красивый, смышленый, и душа у него добрая. Так искренне заступился за своего деда Мазая, что мне захотелось взглянуть на этого человека. Чем, интересно, он покорил сердце ребенка? Его сейчас нет, предупредил, что отлучится по каким-то своим делам». Простившись с Раисой Максимовной, Отдельгужина, несмотря на поздний час, решила сходить на Кривую улицу к знахарке. В прошлый раз на нее, когда взошла на крыльцо старухи, залаяла собака, но в сей раз собаки не было. Шакира Хисамовна приостановилась, услышав голоса, доносившиеся из летней кухни. Через проем открытой двери во двор падал слабый свет, должно быть, там горел очаг. Разговаривали двое. «Если бы увидела тебя в другом месте, не узнала бы». Это знакомый Отдельгужиной голос старухи. Другой голос, сиплый, прерывающийся, принадлежал мужчине. «Пожар, я гляжу, и тебя не пощадил. Не я его устроила. А кто? Кто в меня выстрелил? Кому надо было, тот и выстрелил. Лукнун. Не допрашивай меня, Ихсанбай. Все равно не скажу больше того, что могу сказать. И так ясно, Лукман. Он, сволочь, и Сабилю в психушку сунул, и ребенка моего себе забрал. Что молчишь? Считаешь, Абубакир не мой ребенок? Никак и ты, наконец, научился выговаривать слова «мой ребенок». Смеешься надо мной? Когда же я должен был научиться? Он у меня первый. А близнецы? Близнецы Гульбану? С чего ты взяла, что они мои? Все еще хитришь, Ихсанбай. Детям передаются черты отца, своего ребенка можно узнать среди тысячи других. А ты все еще бредишь. Приписываешь мне. Ладно, я старый уже, положим, ошибаюсь. Что привело тебя ко мне? Я пришел к своей матери. Наши отношения давно уж не как у матери и сына. Это ты так считаешь. Ты ненавидишь меня. Может быть. Но кто, едва не сгорев, вытащил тебя из пылающего дома? Кто? Мать, мне нужна твоя помощь сейчас. В чем? Какая помощь? Я хочу вести с собой Абубакира. Я, жить без него не смогу. Жить, значит, хочешь. А зачем ты убила Ишмухамеда? Разве он не хотел жить? Мне надо было вернуться в Теряклы. Ах, в Теряклы. Чтобы опять посягнуть на Мадину. Я тебе тогда, перед пожаром, что сказала? Сказала, кем она тебе приходится или нет? В голосе старухи прозвучала такая ярость, что по спине Отдельгужиной пробежали мурашки. Голос Ихсанбая. Я не поверил. И теперь не верю. На-ка вот, посмотри. Браслет. С бирюзовым глазком. Такой был у Гульбанну. Как он к тебе попал? Нашла на полке в этом доме? А сюда как? Было два одинаковых браслета. На этом с внутренней стороны старинной вязью написано имя моей прабабушки, на втором – бабушки Купхау. Бабушкин достался мне, от меня, Гульбанну. Я завернул браслет вещи Гульбанну перед тем, как потеряла дочку.
Ее вырастила Шахарбану. Я отыскала их в Тереклах, но не могла открыться. Мы с твоим отцом жили под чужими именами. Так распорядилась судьба. Я с детства чувствовал, что в нашей семье что-то неладно. Думаю, жившая прежде в этом доме Муглифа, светлая душа, была связана с нами родством через прабабушку Бандабику, ушедшую вслед за плененными родичами калмыкам. Поэтому один браслет оказался здесь, другой сейчас у Мадины. Если бы Гульбану не была твоей сестрой, может быть, мы не пережили бы такие беды. Будь иначе, разве я стала бы препятствовать твоей женитьбе на ней? Всем хороша была моя Гульбану, моя Купфхылу. Абу-Бакир похож на нее. В этом нет ничего удивительного. А Мадина точь-в-точь такая, какой в молодости была я. Ну почему, мать, так сложилась наша жизнь? Потому что неправильно живем. Люди, отвечая злом на зло, порождают еще большее зло, забывают заветы предков, натравливают сына на отца, отца на сына. В этом корень и твоей жестокости. Ты убил даже своих сыновей. Нет, не я убил близняшек. Я нашла на нашем дворе фуражку и сандалик. Их загрызла Кукбури. Наверно, они хотели забрать ее щенков. Ах, их Санбай. Если даже переложить вину за смерть мальчиков на Кукбури, на тебе остается кровь Ишмухамета, Зарифы, проклятие Гульбану, которого ты погубил, отняв кормилицу семьи, слезы Мадины, лишившейся матери. Как ты будешь жить с таким грузом на совести? Как будешь смотреть в глаза Абу-Бакира, в глаза Самиры? Самиры? Это еще кто? Горький плод твоей распущенности. Дочь Галимы. И твоя. Моя? Твоя. Ладно еще Абу-Бакир, дитя желанное, вымоленное у Всевышнего, а Самира, бедняжка, оказалась лишней, никому не нужна. Что же мне делать, мать? Пойти в милицию с повинной? Сам решай. Может, уйти в горы, взяв с собой Абу-Бакира? Нет. Еще ты его погубишь. Если бы тебя устраивало положение беглого, до сих пор жил бы в пещере. Все равно тебя потянет к людям, и ты попадешься с еще большим грузом на совести. Лучше уж повини сейчас. Сделаешь в жизни хоть одно доброе дело, вернешь Мадине без вины страдающего отца. Аддильгужина попятилась, осторожно, не стукнув калиткой, вышла на улицу. После ухода Аддильгужины Раиса Максимовна места себе не находила. У нее сразу же, как только увидела неожиданную гостью, зародилось предчувствие опасное. Еще не осознав, чем этот визит грозит, она прикинулась радушной хозяйкой. Следователь Аддильгужину интересует Сабили, вот в чем заключается опасность. Начнет копать, так может окопаться, чей на самом деле сын Абу-Бакир. И сам мальчик встревожил. Она с Лукманом готовы душу за него отдать, а он. Скорее бы пришел Лукман. Сколько уж раз она, Раиса Максимовна, уговаривала его уехать отсюда. Знает она о кое-каких делах мужа, за которые по головке не погладит. На Алтае живет ее родня, если, пока не поздно, уеду туда, затеряются как иголки в стогу сена. И там Лукман нашел бы дом не хуже этого. Так нет, прилип к башкирской земле. Рыба ищет где глубже, человек, где лучше. Где живешь счастливо, в безопасности, там и есть твоя родина. Если бы Раиса не была так привязана к Лукману, уехала бы одна, но не может представить свою жизнь без него. До сих пор любит его, тает в его объятиях. Наконец, хлопнула входная дверь. Она кинулась навстречу мужу. «Лукман, что с тобой?» — обеспокоился он, глянув на ее посеревшее лицо. «Ты не заболела? Лукман, мы должны уехать. Как можно скорей. Мне страшно. Пришла к нам сегодня эта хромая сыщица из милиции, Шакира, интересуется Сабилей. А Абу-Бакир? Он сказал, что уедет далеко, только, говорит, дед Маза велел никому об этом не говорить». Раиса Максимовна, по-детски всхлипнув, ткнулась лицом в грудь мужа. «Дед Мазай. Он в самом деле опасен, очень опасен. Меня только что огорошили новостью, их Санбай тогда не сгорел, выжил. На нем несколько убийств,
Его ищет милиция. Он может потянуть за собой и меня. Ты права, надо уехать. Завтра же уедем. Придется бросить все, будем живы, наживем еще. Собери лишь самое нужное: документы, деньги, золото, вещи, без которых не обойтись в дороге. Где сейчас этот Мазый, чем занимается? Предупредил, что отлучится, мол, не теряйте. Вот и хорошо. Пойду задам лошадям овса, надо подкормить. Лукман Талипович держал у себя во дворе пару больничных лошадей для собственных нужд, объясняя это тем, что его могут в любое время срочно вызвать к больному в какой-нибудь аул. Для ухода за лошадьми, пригляда за остальным хозяйством и приютил калеку. Поинтересовался, конечно, есть ли у него документы. Тот показал сельсоветскую справку 24, выданную на имя Шмухамита Бактамбаева. Оказалось, пригрел на груди змею. У двери Лукман обернулся к жене. «Если этот урод зайдет к тебе, разговаривай с ним как обычно, но к ребенку не подпускай, скажи, приболел». Башкирцева стояла у открытого окна, наслаждаясь утренней свежестью. На деревьях раскрылись почки, весело перекликались птицы, издали доносился шум вздувшейся реки. Природа пробудилась после долгой зимней спячки. Каждое время года по-своему примечательно: осенью присуща светлая грусть, зиме – солидность, лету – спокойствие. А вот весна. Она бурлива, энергична, задорно и радует, пробуждает дремлющие силы и пугает безудержным буйством. Лидия Николаевна сейчас на распутье, ее зовут в Ленинград, в институт, который окончила. Послала туда научную работу, высоко оценили. Но она успела полюбить первозданную красоту этого края, свыклась со здешней жизнью, все здесь близко ее сердцу. Как расстаться со всем этим? И песни здешние ей очень нравятся. Лидия Николаевна тихонечко напела мелодию Зульхизы. Слов она не знает, но мелодия затрагивает самые тонкие струны ее души. Мысли Лидии Николаевны прервал санитар. В-20 больная буйствует. Того и глядит, дверь вышибет. Иду. У 20-й палаты стоял еще один санитар, держа наготове шприц. Лидия Николаевна велела открыть дверь. «Сабили, что случилось?» Моего ребенка украли». «Постой, Сабили, объясни спокойно, я ничего не понимаю». Сабили, тяжело дыша, бросала безумный взгляд то на койку, на которой лежала развернутая кофта, то на Лидию Николаевну. «Я хотела искупать, а он пропал. Его нет. Абубакира моего нет. Что я свекрою скажу? Найдите моего ребенка». Сабили заметалась по палате, ее халат распахнулся, из набухших грудей сочилось молоко. Лидия Николаевна кивнула санитарам, один из них схватил больную, завел ее руки за спину, другой сделал укол. Обессиленную Сабиль уложили на койку. «Я найду. Далеко не уйдут. От меня не уйдут», — пообещала она, успокаиваясь. Лидия Николаевна присела на стул у койки больной, подождала, пока та заснет. «Шутки закончены, Лидия Николаевна», — сказала она самой себе. «Как же с тобой, Сабили, теперь быть?» Ихсанбай, переночевав у матери, пошел утром в милицию. Аддельгужину его появление не удивило. Была почти уверена, что придет, что Фаузия его пришлет. Поразительна сила духа этой старухи. И вот дверь кабинета приоткрылась, послышался похожий на сипение прохудившейся гармошки голос. «Можно к вам? Входите. Вы Аддельгужина?» «Да, Аддельгужина. Значит, вы ведете дело Хашима Насибуллина?» Присаживайтесь». Ихсанбай, кряхтя, опустился на стул, уставился единственным глазом на Шакиру Хисамовну. «Я пришел сказать, что Хашим не виновен в смерти мальчиков. Их загрызла моя собака. А вы?» «Я, Ихсанбай Муратов. Стало быть, вы живы?» «Как видите». Аддельгужина выложила на стол 4 бумаги: заявление в военкомат от имени Шмухамита, анонимный донос на Хашима, сельсоветский список подростков, отобранных для направления в ЗО, и заполненный на ферме табель с показателями доярок. «Это все вашей рукой написано?» «Моей».
В таком случае напишите еще заявление, что все эти следственные документы написаны вами, и подтвердите, что Хашим Насибуллин не виновен в гибели мальчиков-близнецов. Время текло медленно. Отдел ужина не вызвало охрану, не прерывало старательно писавшего их Санбая. Думала о своей профессии, нередко ставящей ее в очень трудное положение. Вот она уже не впервые оказалась в точке пересечения жизненных путей множества людей со сломанными судьбами, и ей надо решить, как поступить с одним из них. Перед ней сидит раскаявшийся человек, пришедший с надеждой на помилование. Добить его, отправив в тюрьму? Но он уже наказан жизнью так, как не накажет ни один суд. Абу-Бакр, наверное, похож на отца, но невозможно представить, что этот обезображенный человек когда-то был таким же, как сын, ангелочком. А ведь был. Сегодня она закроет дело Хашима, он невиновен. И этого отпустит. Пусть начальство решает, как быть с ним дальше, никуда теперь он не денется. Я написал, что мне теперь делать. Отдел ужина бегло прочитала заявление. Что вам делать, я не знаю. Мне было поручено только дело Хашима Насибуллина. Я доказала его невиновность. До свидания. До свидания. Удивленный Ихсанбай поковылял к двери кабинета. Башкирцева вдруг почувствовала себя в странной тишине, как после контузии на фронте. Только в голове шумело. Посмотрела в окно, а там густо, крупными хлопьями падал снег. Удивительно. Давно ли она любовалась раскрывшимися почками на деревьях, слушала птичью перекличку? Не зря, видно, говорят, что у весеннего дня всего полума. А старик, больничный водовоз, как-то сказал, посмеиваясь, рановато раскатали губы, радуясь весне, зима еще 5 раз явится в гости, только после этого погода наладится. Вот и заявилась. При резкой перемене погоды у Лидии Николаевны стесняется дыхание, в душе становится тревожно. Чтобы успокоиться, она вышла в коридор и ускорила шаги, увидев, что дверь 20-й палаты открыта. Заглянула туда, никого нет. Только ребенок Сабили лежит на полу. Тут подошла санитарка с ведром. Где Муратова? Только что здесь была. Я хотела вымыть пол, вижу, спит. Пошла воду сменить. Ах, сбежала. По тревоге весь медперсонал забегал по отделению в поиске пропавшей больной. Лидия Николаевна позвонила Лукману Талиповичу домой. Трубку там не подняли. И в больнице, выяснилось, главврач не появлялся. Что делать, где искать беглянку? Вспомнились ее слова: далеко не уйдут. Возможно, отправилась в погоню за мнимыми похитителями. Лидия Николаевна вызвала к подъезду санитарную машину и выехала на улицу. Проехали в одну сторону до конца улицы, беглянку не обнаружили. Повернули назад. Перед мостом через реку шофер притормозил, впереди на мост въезжала параконная повозка. Неожиданно из-под моста выскочила женщина в больничном халате, обогнав повозку, встала на ее пути. Испуганные ее внезапным появлением лошади шарахнулись в сторону, повозка опрокинулась у самого края моста. Сидевшие в ней люди полетели в бурлящий поток, затем и повозка рухнула туда, утянула за собой лошадей. Донесся отчаянный крик: «Сыночек!». Пока Лидия Николаевна успела что-либо сообразить, и Сабили, это была она, прыгнула в реку. На помощь крикнула Лидия Николаевна, выскочив из машины. В ней бешеное течение уносило вопящих людей и барахтающихся лошадей. Ребенка прибило к верхушке склоненной к воде черемухи, он схватился за ветку, старался выбраться повыше. Одно неосторожное движение и он сорвется, бешеный поток поглотит его. Времени раздумывать не было. Лидия Николаевна в яростной решимости спасти ребенка заскользила на ягодицах вниз по крутому береговому склону. Понимаю твое нетерпение, но, может, переждешь немного, вон на улице что творится», — сказала Адильгужина, прощаясь с Хашимом. «Экая беда после того, что я пережил», — засмеялся Хашим. «Спасибо, Шакира Хисамовна. Если бы мог, полетел бы домой. Теперь уж я от семьи, ни на шаг. Дочку, видать, очень любишь. Ну а как же? И внук у меня.
Приезжайте к нам в гости. Вот ведь, оказалось, что мы с вами родственники. О теще моей, Шихарбану, в ауле вспоминают тепло, светлую память о себе оставила. Теперь вы для нашей семьи будете второй Шихарбану. Спасибо, возвеличил ты меня. Будем ждать вас, Шакира Хисамовна. Счастливого пути, Хашим. Он торопливо пошагал по улице, надеясь остановить на выезде из села какую-нибудь попутку. У моста через реку стояла санитарная машина. Растерянно топтавшийся около нее шофер схватил Хашима за рукав. «Агай, помоги, докторша наша тонет. Я не умею плавать». Хашим глянул вниз. Там женщина, приподняв одной рукой ребенка, схватившись другой за ветку, пыталась выбраться на берег. Если отпустит ветку или она сломается. «Есть у тебя веревка? Или трос?» «Есть». Хашим, сбросив телогрейку, обвязал себя по поясу одним концом поданной шофером веревки, другой конец кинул ему. «Держи крепко». Ихсанбай, съежившись, брел по улице. Его охватила тоска. Он одинок в этом мире, никому не нужен, даже милиции. Да еще сыплется мокрый снег, подул холодный ветер, пронизывая до костей. Зашел в магазин, купил бутылку водки и немного соленой кильки на закуску. Когда сидел под навесом пустого, видимо, из-за непогоды базарчика, посасывая из горлышка бутылки, подошел к нему какой-то русский. «Не угостишь?» Ихсанбай отдал ему недопитую бутылку и остаток закуски. «Хороший ты мужик. Дай тебе Бог». Русский запнулся, не зная, что пожелать калеке. Ихсанбай встал и поковылял дальше. Ему страстно захотелось увидеть сына, и ноги как бы сами понесли его к дому, где живет похожий на ангелочка мальчик. Пусть там встретят его руганью, пусть хоть изобьют, и спинают, он зайдет и взглянет на Бубакера. А потом, будь что будет, он должен побывать у Галимы, увидеть и свою дочку. На что только не пошла мать, Фаузия, ради продолжения рода. Даже Кукбури стремилась к тому же, на его, Ихсанбая, глазах, из-под его, можно сказать, носа увела своих щенят со двора. Нет, что бы ни говорили, Ихсанбай еще человек. Не лишен человеческих чувств. Сердце у него бьется, голова работает. Но что это? Дверь Лукманова дома распахнута, внутри никого нет, будто в тех ветром выдуло, и его самого, и его толстую жену, и ребенка. Абубакер. Сынок. Нет ответа. Только настенные часы в тишине текают. Или не часы, а задергавшаяся щека Ихсанбая. Он кинулся в сарай. И лошадей нет. И ни следа во дворе, все прикрыл свежевыпавший снег. Кровь ударила в голову Ихсанбая, удрали. Снег, поначалу легкий, падал теперь вперемешку с дождем. Встречный ветер едва не сбивал с ног. Ихсанбай чувствовал, что его стеганка тяжелеет, за шиворот стекали холодные струйки. Кирзовые сапоги тоже намокли, отяжелели. Каждый шаг давался с трудом. Выпитая утром водка уже не прибавляла сил, выветрилась. В голове шумело, в горле пересохло. Хотел было закурить, сунул руку в карман, и там вода, табак и спички намокли. Ихсанбаю стало страшно. В мае, даже в начале июня при неожиданных похолоданиях, случалось, гибли люди. В 43-м году пропали ушедшие из Теряклов за диким луком женщина с 10-летним сыном. Ихсанбай сам наткнулся на них. Они, мертвые, сидели у кучи хвороста, будто греясь у костра. Окоченели. Неужто и ему, Ихсанбаю, уготована такая участь? Нет, рано еще ему умирать. Он должен еще отыскать Абубакера, а сейчас идет повидать Самиру. Мать назвала ее горьким плодом его распущенности, его греха. Но ребенок ни в чем не виноват. И настолько ли велики его грехи, чтобы он замерз в середине весны? Зарифа сама себя сгубила. Близнецов загрызла Кукбури. Кукбури. Вот тоже неприкаянная душа. Сбежала от людей, с волками не ужилась. То ли стая ее отвергла, то ли сама отвергла стаю. Ихсанбай потерял представление, сколько уже прошел, понял вдруг, что сошел с дороги,
Что-то ищет. Ах да, ищет сток. Но стогов не видно. А ему непременно надо разжечь костер, согреться. Направился к дереву с раскидистой кроной. Может, под ним найдет затишек. И опавших веточек под ним много. Еле передвигая онемевшие ноги, Ихсанбай принялся собирать в кучку ветки, мусор. Неожиданно услышал голос. «Ты что тут делаешь?» «Костер разжигаю». «Костер так не разжигают». «Это ты, Ишмамат?» «Я говорю, костер так не разжигают. И спички у тебя мокрые. Но он же горит. Разве не видишь?» «Уф, мне жарко, Ишмамат». Ихсанбай начал сбрасывать с себя одежду. Все равно жарко. Костер распылался так, что терпеть около него стало невозможно. Встал бы, отошел в сторонку, ноги не слушаются. А костер уже не один, их много. А тут еще ветер усилился, засвистел в ветвях дерева, и сверху к ногам Ихсанбая упал человеческий череп. Следом посыпались другие кости. Это Ишмамат шутит, он ведь тогда, после выстрела, застрял в кроне дерева. Ихсанбай кинул череп в костер. Пусть сгорит. Но он и сам объят пламенем. Ничего, потерпит, зато и все его грехи сгорит, огонь очищает, он предстанет перед детьми чистым. Ага, вон как раз Адильгужна идет, надо сказать ей: «Простите меня, Шакира Хисамовна. Я очистился от грехов. Абу-Бакиру нужен чистый отец. Мне вы не нужны». «До свидания», сказала Адильгужна и исчезла во тьме. Вместо нее будто из пламени возникла мать. «Эсси, вытащи меня отсюда, ведь тогда ты вытащила меня из огня». «Я ищу мою Купхылу», сказала мать и прошла мимо. А Купхылу то есть Гульбану, вот она. Мальчонок. Грудью кормит. Как ей это идет? «Гульбану», сказал Ихсанбай, «я завтра принесу в школу 3 конфетки, угостишь и мальчиков». «Дети, родившиеся во время войны, не умеют есть конфеты», ответила Гульбану. «Дай мне хоть одного из них на руках подержать». Голоса своего Ихсанбай и сам не услышал. Снег опять повалил крупными хлопьями, ложился на протянутые руки Ихсанбая, накапливался, не тая, на них. Он уже ничего не слышал и не видел, погрузился в непроглядную тьму. Белолобый, сопровождаемый стаей, обходил свои владения. Это только для людей, особенно оказавшихся в пути, такая погода беда, а для волков – праздник. Пороши, свежевыпавший снег создают благоприятные условия для охоты, все обитатели леса оставляют отчетливые следы. Белолобый унаследовал от своего отца бывалого силу, выносливость, гордость. Хотя и родился в конуре, попав в лес, он вырос среди волков, усвоил их законы и повадки, стал вожаком стаи. Сегодня вместе с матерыми волками и волчицами он вывел на охоту молодняк. Охота удалась, завалили старого лося. Стая сыта, теперь просто забавляется, охотясь на всякую мелочь. Впереди под одиноким деревом Белолобый заметил темную фигуру. Человек. Только от человека исходит такой запах, отвратительный и опасный. На загривке Белолобова шерсть встала дыбом. Он остановился, присел, и вся стая последовала его примеру. Человек был жив, однако жизнь в нем еле теплилась. Его тело изредка подрагивало. Он не опасен, но этот чуждый дикой природе запах. Полный ненависти, Белолобый приблизился к заклятому врагу. Да, он не опасен, вызывает лишь отвращение и презрение. Белолобый задрал заднюю лапу, выпустил желтую струйку. Ветер отнес брызги на лицо человека. Он не отреагировал на это, не шевельнулся. Вслед за вожаком проделали то же самое остальные самцы. Волки торжествовали: «Ты слишком вознесся, человек, оторвался от матери природы, большего уже не заслуживаешь». Сколь быстро погода испортилась, столь быстро и наладилась. Небо прояснилось, солнце, будто извиняясь за отлучку, засияло что есть мочи. Снег сбежал говорливыми ручейками. Всюду проклюнули зеленые росточки, на пригретых склонах зацвел горецвет. Скворцы с утра до вечера распевали свои песни. Природа опять воспряла, наступила великая пора воспроизводства всего живого.
Фаузия навела блеск не только в доме, но и во дворе и за воротами. Собрала весь скопившийся за зиму мусор, сожгла. Может быть, она и не будет жить здесь, тянет ее в Тереклы, но день сегодня особенный. Врачиха Башкирцева обещала привезти к ней Абубакира, долгожданного, оплаченного столькими страданиями внучонка. Сегодня Абубакира выпишут из больницы. Каждый день Фаузия навещала его. И Башкирцева, несмотря на свою болезнь, не отходила от него, сама кормила мальчика, выбирая самое вкусное из того, что приносила бабушка. Между ней и Башкирцевой состоялся долгий разговор, хотя одна толком не понимала по-русски, другая по-башкирски. Их слово переводила друг для дружки девушка в белом халате. «Мне ваш внук стал очень близок», — сказала врач. «Спасибо», — ответила Фаузия. «Сабили его родила, а ты спасла от смерти, дала вторую жизнь. Значит, я могу считать себя его второй матерью. Можно сказать и так. Но если бы не этот человек, Хашим, мы, наверное, не выбрались бы. Ох, не забыть мне, какие были у мальчика глаза в тот момент. Он так хотел жить. Поэтому и выздоравливает. Хочет жить. Мне, повторяю, он очень дорог, Инны». Инна добавила переводчица. «Я вскоре вернусь в Ленинград. Меня там ждет хорошая работа. Мне хочется взять ребенка с собой. Я бы его вырастила, выучила, помогла стать большим человеком. А ты, дочка, как попала в наши края? Это длинная история. Моя фамилия – Башкирцева, и лицом я похожа на башкирку. Приехала сюда искать своих близких. Это я только теперь поняла. Нашла? Нет». Фаузия помолчала, отведя взгляд от нее. «За доброе намерение, дочка, спасибо. Но ведь ты, наверное, не хочешь, чтобы и Абубакир, повзрослев, отправился искать своих близких? Я этого никому не пожелаю. Я просто боюсь, что здесь ему будет нелегко. Ни отца, ни матери у него теперь нет, а вы уже в годах. Я, конечно, внуку только счастья желаю. Но то, что предназначено ему судьбой, никто изменить не может. Я вас не понимаю. Нельзя отрывать человека от его корней. По нашим обычаям в прежние времена мальчиков воспитывали до 7 лет дедушка с бабушкой. Значит, вы мне ребенка не отдадите? Пока нет. Приезжай к нам летом, общайся. Когда подрастет, видно будет. И за это спасибо». Фаузия усмехнулась. «И когда же ты успела его так полюбить? Трудно это объяснить. Может, мне передалась любовь Сабиля. Я ее жалела. Каждая женщина мечтает о ребенке. Может, моя мечта совпала с образом Абубакира». Такой вот между ними состоялся разговор. И самой Фаузии стала близка Башкирцева. Но увести ребенка она не позволит. Говорят, то, что не смог дать своим детям, человека дает внукам. Она сделает все, чтобы помочь Мадине, поставить на ноги Абубакира, а также Самиру. Взволнованная мыслями об этом, Фаузия вышла за ворота. И обрадовалась, вон они идут. Башкирцева вела за руку Абубакира, неся в другой руке довольно большой узелок. «Здравствуйте!» — крикнула она еще издалека. Абубакир, оторвавшись от нее, устремился к старушке. «Алексей! Ура! Меня выпустили из больницы!» В коридоре райкома отзвучали последние шаги. Камалединов, вздохнув облегченно, распахнул окно кабинета. Повеяло ароматом цветущей в палисаднике черемухи. Прошлой осенью она казалась засохшей. Аюб Газизович тогда с сожалением подумал, что придется ее срубить, а сейчас красавицу не узнать, стоит в белой цветочной кипине. День сегодня выдался пестрый, и радости были, и огорчения. Район завершил весенний сев. Вместо покойного Лукмана Талиповича приехал новый главврач. Вроде бы толковый, с твердым характером человек. Зашла проститься Башкирцева. «Я сочла неудобным уехать, не простившись с вами», — сказала Лидия Николаевна. «А мне и в голову не приходило, что можете уехать не простившись». Голос Камалединова дрогнул. «Уезжает человек из круга близких ему людей. Не поминайте лихом, Лидия Николаевна,
Так и не удалось нам выкроить время, посидеть, поговорить не спеша. Что ж поделаешь. Вы человек занятый, и обстоятельства в последнее время такие возникли. Они замолчали, возможно, тень Лукмана Талиповича встала между ними. Нарушил молчание Аюб Газизович. Может, дать вам человека на проводы, если вещей много? Да какие у меня вещи? Самое ценное — фотокарточка, которую берегу с тех пор, как себя помню, и книги. Интересно. И я храню всю жизнь одну фотокарточку. Я на ней совсем еще маленький. Иногда советуюсь с маленьким Аюбом. А я каждый раз, когда отправляюсь в путь, прошу благословения у тех, кто на карточке. Лидия Николаевна поднялась. Меня самой на ней нет. Когда доедете, сообщите, пожалуйста, как устроились. Непременно. Я еще буду появляться здесь, навещать Абубакера. Его бабушка пообещала, что, может быть, отдаст его мне на воспитание, когда он подрастет. Пассивные дела схлынули, вот выберу время и тоже навещу их. Спасибо вам за все. Лидия Николаевна мягко, по-свойски пожала руку Камалетдинова и ушла. На краю стола он опять обнаружил ее карандашик в серебряной оболочке. У нее, видимо, выработалась привычка вертеть его, разговаривая, в руке, класть иногда на стол. Как она где-нибудь в другом месте не забыла. И вот сейчас, когда Аюб Газизович тоже, немного загрустив, вертел находку в руке, послышался голос. «Можно войти?» «Ты, Инна?» — удивился Камалетдинов. «Я, Бурсанбика. Говорят, если гора не идет к Мухаммеду, Мухаммед идет к горе. Присаживайся». Камалетдинов, выйдя из-за стола, усадил старуху в кресло, сам сел напротив. «Я собирался навестить вас, да вот и опередила. С какой нуждой ко мне? Я решила вернуться с Абубакером в Терекле, к внучке моей, Мадине. Хочу вернуться под своим настоящим именем». Что ж, республиканский архив подтвердил, что Дингесхан и Барсанбика Бураншины – реальные личности. Нужные бумаги получены. Остается оформить документы. И для тебя, и для Абубакера. Внука, пока жива, буду воспитывать сама. Не совсем еще дряхлая я старуха. Бурсанбика сидела спиной к скудному же свету, падающему из окна, тень скрадывала морщины на ее обожженном лице, оно казалось моложавым, и в глазах еще было достаточно огня. «Это ты правильно решила», — согласился Камалетдинов. «Значит, у Мадины тоже появится официальная бабушка. Вот обрадуется. И для меня это не меньшая радость. Натосковывалась я по ней». «Я тоже». Сорвалось с языка Камалетдинова. Смутившись, он встал, закурил, подойдя к окну, папиросу. Установилась неловкая тишина. «Уж не собрался ли Сватов к ней послать?» — заговорила Бурсанбика, чуть помедлив. «Послал бы. Да не можешь». «Почему?» «Во-первых, как говорили в старь, конь ее мужа не вернулся из поля боя без седока. Это я понимаю. А что не понимаешь?» «Рассказала, во-первых, должно быть, и во-вторых». Камалетдинов, загасив окурок, опять сел напротив старухи. Бурсанбика прямо глянула в его глаза. «Ждешь, наверное, что скажу о разнице в годах. Но это ты и сам знаешь», — подумала она. «Во-вторых, она внучка Дингисхана, твоего врага. Ну, это дело прошлое. Сколько уж воды с тех пор утекло. Вода утекает, камни остаются. Остался камень, который ты всю жизнь носил на сердце. Мадина ни в чем не повинна. Да, на Мадине нет вины. Но так же, как Ихсанбай мысленно убил близняша Гульбану еще до их рождения, ты всю жизнь ненавидел не только Дингисхана, но и его потомков, хотел их уничтожить. Выкинь Мадину из головы. Будь ты, иной, хоть святой, мне ты не указчица», — вспылил Камалетдинов. Он вскочил и, не зная, что дальше предпринять, включил свет. Бурсанбика, выпрямившись в кресле, смотрела на него не то с укором, не то со страданием. Аюб Газизович тут же остыл. «Извини, я, кажется, погорячился. Не должен был я начинать этот разговор. Как-то неожиданно вышло. Да, сынок, прежде ты должен был подумать о своей дочке.
Она нуждается в твоей любви и помощи больше, чем кто-либо другой. Малика привыкла к тому, что муж прежде чем лечь спать, довольно долго читает газеты. Уложив дочку, она глянула в спальню и удивилась, Аюп лежал, уткнувшись лицом в подушку, тяжело дышал. «Аюп!» В голосе Малики прозвучала тревога. «Что с тобой?» «Я сплю». Он повернулся лицом к стене. «Выключи свет. Что-нибудь на работе случилось?» «Устал я, Малика, не береди мне душу. Ляг вон рядом с дочкой». Малика прикусила губу. Она должна держать себя в руках. Жизнь в замужестве кое-чему ее научила, прежде всего сдержанности в словах и поступках. Раньше в ответ на грубость мужа она повернулась бы и ушла, но так мир в семье не поддержишь, надо прилаживаться к его настроению. Подошла, поправила одеяло на нем, подоткнула под спину. «Сегодня я окна вымыла, открывала, теперь в щели дует», — объяснила она причину своей заботы. «Устаешь, конечно, нелегкая у тебя работа. Спи». Далее она должна была выключить свет и уйти, но если уйдет, и сегодня останется без ответа мучающий ее вопрос: зачем старуха с Кривой улицы хотела встретиться с Аюпом? Проходит день за днем, а проблема, касающаяся Флориды, не решается. Знахарка ведь тоже не вечна, старый уже. Сегодня хоронили какую-то старуху. Слова жены, сказанные ни с того ни сего средь ночи, окончательно вывели Аюпа из себя. Он перевернулся на спину. Каждый день кого-нибудь хоронит, значит, срок пришел. Я подумала, не старуху ли с Кривой улицы. Флорида. Ничего с этой старухой не сделается. Завтра получит паспорт, а потом в Теряклы отправится. В Теряклы? А зачем? Ляжет там у порога Мадины и будет охранять ее, как собака. Мадина. События, происшедшие в последнее время, вроде бы научили Малику ничему не удивляться, но женщина есть женщина, она продолжала допытываться. Почему? Мадины. Оказалось, Мадина, ее внучка, вот почему. Малика, затеяв этот разговор, все же изменила настроение Аюпа, ему как будто стало легче. Во всяком случае, боль, терзавшая сердце, ослабла. Теперь он мог разговаривать с женой поспокойней. В его безответной любви Малика не виновата. Причина его терзаний не в ней, а в нем самом. Малика тоже красива, но будь она хоть в 100 раз красивей, все равно его тянуло бы к Мадине. Сейчас он чувствует себя так, словно оказался в жаркой пустыне, где нет ни глотка воды, чтобы утолить жажду. Вдобавок и работа не доставляет ему удовольствия. В верхах, свара, идет необъявленная война между Маленковым и Хрущевым. Хрущев стал первым секретарем Центрального комитета партии. В борьбе за власть обе стороны ищут опору в народе. Это, впрочем, идет пока ему на пользу. Крестьянам начали выдавать паспорта. Выпускают на свободу политзаключенных. Должен бы порадоваться, режим в стране смягчается. Но поневоле холодеет сердце от мысли, что в один прекрасный день вернется Бделяхот. Мадина принадлежит ему и только ему. Разговор с Барсынбикой усилил отчаяние Аюпа. Правда, в конце разговора речь шла уже о Флориде Малике. «Твою дочь надо полечить в местах, где родилась ее мать», — сказала старуха. «Почему?» — спросил Аюп. «Флорида и моя дочь, а я родился и вырос здесь». Барсынбика не обратила внимания на резкую нотку в голосе Камалетдинова. «Мне дано видеть то, что не каждый видит», — спокойно продолжала она. «Я вижу высокое дерево возле дома, в котором родилась Малика. Девочку надо попоить молочком этого дерева». Молочком, дерево — это непростое дерево. Пусть Малика в течение 7 дней по 7 раз в день поливает его корни, принесенных с речки на коромысле водой. Этой водой и своим потом она смоет след черных дел, совершенных там. Пусть раздает милостыню сиротам и обездоленным, облегчит последние дни воспитавшей ее женщины. Тогда она получит благословение вырастившей ее земли, вылечить дочку, и ей можно будет уехать куда пожелает. Аюпу все это показалось полной чушью. Он решил не пересказывать услышанное от старухи Малике. Но сообщив ей о намерении Барсынбики уехать в Теряклы,
Подумал, что знахарка в самом деле обладает необыкновенными способностями, все-таки избавила Флориду от бессонницы, верно подсказала, где искать пропавшую Мадину, и переменил свое решение. Преодолел раздражение, спросил, смягчив тон. «Малика, ты помнишь, какое дерево растет у дома, где ты родилась?» «Зачем тебе это нужно?» — удивилась Малика. Старуха сказала, что Флориду можно вылечить молочком этого дерева. Правда? Я слышала о кедровом молочке. Значит, оно поможет? Да, но для этого надо пожить там. Ой, Альп, а тебя отпустят с твоей работы? Бросил бы ты ее совсем. Там такая природа. Стал бы художником, ты так хорошо рисуешь. Ладно, иди ложись. Утро, говорят, вечера мудренее. Завтра сама сходишь к старухе. Я ей не очень-то поверил. Альп. Ну, иди. У меня голова гудит, как чугунная. Спокойной ночи. И тебе. Малика ушла. Оставленный ею запах духов понемногу рассеивался. Тело Аюпа стосковалось поблизости женщины, но и в таком состоянии он не остановил Малику, не смог преодолеть отчужденность от нее. Как же они будут жить дальше? Положим, Малика уедет с дочкой, но как она, не имея специальности, в краю, давно ставшем для нее чужим, воспитает Флориду? Аюп закрыл глаза, и, как часто это бывает, наявь незаметно наплыл сон. В него из глубин памяти ворвался мчавшийся куда-то железнодорожный состав. На платформе, нагруженной каменным углем, подставив ветру, как флаг, свои штаны, стоял черномазый из-за угольной пыли мальчик. Мальчик сильно рисковал, ему угрожала смертельная опасность, но надо было избавиться от паразитов, а то уже все тело расчесано до крови. Вроде бы это был сам Аюп, в то же время и не он. Мальчик сказал: «Я тебя понимаю, Агай, мы ведь оба сироты. А так, Абделяхат, это ты что ли?» «Я. Куда ты едешь?» «К Мадине. И к сыну». Аюп не знал, обрадоваться он должен или заплакать. «Аюп, Аюп, проснись». Малика дергала его одеяло. «Что? Что случилось? Ты стонул, и к нам кто-то стучится?» «Стучится?» «Да. Открыть дверь? Включи свет. Я сам». Аюп сунул ноги в тапочки, направился к входной двери. «Кто там?» «Это я, Аюп Газизович, Абделяхат». «Абделяхат». Отяжелевшей рукой Аюп подкинул дверной крючок. Мадина возвращалась с речки, несла полные ведра на коромысле, погруженная в свои бесконечные думы, едва не угодила под лошадь. Ладно, еще сидевшая в телеге старуха успела натянуть вожжи. Мадина отступила назад. «Проезжайте, иные, проезжайте». Однако старуха сидела, не сводя глаз Мадины. «Благодарение небесам, встретила с полными ведрами», — сказала она. «Я, иные, не зловредная». Тут Мадина увидела, что рядом со старухой сидит маленький мальчик, а на задке телеги, за узлами с какими-то вещами, лежит, пережевывая жвачку, круторогая коза. «Куда подержите? Может, остановитесь, чай у меня попьете?» Старуха, не торопясь, сняла с головы черный верхний платок, повязанный для защиты от пыли, встряхнула. «Я уже на месте, Мадина, доехала, детка». «Фаузияйный. Это ты?» У Мадины мгновенно пересохло в горле. «Но мое настоящее имя не Фаузия, а Барсанбика. Я, твоя бабушка, мать твоей матери, моей Купфхылу». Коромысло соскользнуло с плеча Мадины, ведра ударились донышками о землю, но не опрокинулись. Две пары черных, обрамленных густыми ресницами глаз смотрели вопросительно, испытующе. В одних, изумленных, читалось: «Как же я прежде не догадалась? Таких, похожих на мои, глаз больше ни у кого нет». В других, не на мать, а на меня, на бабушку, больше похожа ты, моя кровиночка. Старуха зашевелилась первой, сошла с телеги. «Я гляжу, и ковш у тебя есть. Дай испить твоей воды». Как бы горло не простудило. Мадина протянула Барсенбике полный ковш. «Я из прибрежного родника набрала, холодная. Пусть. Сколько я мечтала напиться из здешнего родника. И я, Алексей. И мне дай».
Мадина вздрогнула, услышав голос мальчика. Из его глаз исходило синее сияние. Господи, как он похож на Бектимера с Интимером. Попев с наслаждением, Фаузия облизнула губы и поднесла ковш к рту тянувшегося к нему мальчика. «Испи, сыночек. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Дай Аллах тебе пить воду и вкушать пищу на этой земле». Мадина торопливо подняла коромысло, подцепила ведра. «Я открою ворота. Заведи лошадь во двор, Алексей». «Нет, дочка. Изба моя цела. Не обижайся на меня. Вернусь в свое гнездо, а там, даст Аллах, и дом построим. Дед ваш Дингесхан хозяйство тут поставил, и братик твой Абу-Бакр, надеюсь, будет тут хозяйствовать». Мадина направилась к простоявшей столько времени без хозяев избе. Сзади заскрипели на дорожных камешках колеса, лошадь, почуяв отдых, последовала, пофыркивая, за молодой женщиной с полными ведрами на коромысле. Хотя такого рода новости быстро разносятся мочальным телефоном по улу, народ не спешил повидаться с неожиданно вернувшейся Фаузией Барсынбикой. Может быть, ее необычная судьба была тому причиной. Однако вслед за Мадиной вошли в ее избу Хашим и вдруг помолодевшая после его возвращения Газима. Не заставила долго ждать себя и Магинур, пришла с Даутом на руках. Барсынбика, отныне она будет носить свое имя, всем своим существом подтянулась к правнуку. «Вот ты какой, жеребеночек мой! Дай тебе Аллах долгую счастливую жизнь при отце с матерью». У бездетной Магинур, почувствовавшей, что между ее любимцем и Барсынбикой протягиваются невидимые нити близости, сердце упало. Она ревновала Даута Газиме, а теперь еще эта старуха. Но тут к ее пальцам прикоснулась детская ручонка. «Иный, можно мне посидеть на твоих коленях?» У растерявшейся Магинур брызнули слезы радости. Она подняла Абу-Бакра, прижала к груди. «Посиди, дитятка. Ох, какой же ты хорошенький». В избе закипела жизнь. Деятельней всех оказалась Газима. Позвав на помощь Хашима, вынесла во двор настеленный на нары палас, вытрясла пыль, затем, вернув его на место, расстелила скатерть, начала выкладывать привезенные Барсынбикой гостинца. Во дворе задымил наставной трубой самовар. Между делом Барсынбика подозвала к себе Мадину, вытащила из кармана небольшой кожаный кисет, а из него — золотой браслет с бирюзовым глазком. «Это тебе, внученька». Мадина обомлела. «Ничего не понимаю. Я же его отдала в Москве охраннику тюрьмы ради встречи с Абделяхатом». Барсынбика осторожно надела браслет на запястье побелевшей внучки. Их было два. Два одинаковых. Я совсем недавно обнаружила на полях Корана запись Муглифы, нашей родственницы, об истории этого браслета. Расскажу потом. Спасибо. Мадина, приподняв руку, полюбовалась браслетом. От него при солнечном свете брызнули тысячи лучей. Бирюзовый глазок, казалось, засиял еще ярче. «Это просто чудо, Алексей. Ты сама чудо, детка. Теперь сходи домой, приоденься, приготовься». Приодеться, приготовиться. Зачем? Так надо. Барсынбика, подтянув Мадину за руку, посадила ее рядом с собой. Не только большое горе, но и большая радость требует выдержки. Я нарочно выехала из Таулов пораньше, чтобы предупредить тебя. Мадина соскользнула с нар, встала перед Барсынбикой на колени. «Алексей, не томи. Неужели?» «Да, детка», Абделяхат вернулся. Он в Таулах. Камалейдинов распорядился, чтобы его конюх дал мне лошадь, и пообещал привезти Абделяхата сюда на машине, как только освободится от своих срочных дел. Наверное, скоро подъедут. Мадина, чувствуя, что все более и более теряет силы, взбежала на возвышенность, откуда видна дорога из Таулов. Там пока было пустынно. Но спустя некоторое время появилась серая победа. Чем ближе подъезжал автомобиль, тем сильнее било сердце Мадины. Ему было уже тесно в грудной клетке, казалось, вот-вот она вырвется и взовьется жаворонком в синее небо. Абделяхат. Мелодией, порожденной задумчивым Кураем, звучало для Мадины это имя. Но почему машина движется так медленно? Нет,
Она даже остановилась, не доехав до возвышенности, на которой стояла Мадина. Из машины вышли двое мужчин. Обнялись, и один из них вернулся в машину, другой, вскинув заплечный мешок, пошагал к аулу. Абделяхат, закричала Мадина, но не услышала своего голоса. Побежала бы навстречу, да ноги не слушались. Абделяхат, готовая притянуть его своим дыханием, Мадина способна была лишь смотреть на приближавшуюся к ней одинокую фигуру. Конец третьей части.